ситуация, как бы ее вот взять за основу, и потом случай вот этот был, когда, ну, Буданова, так называемого этого русского офицера, который там девушку изнасиловал, вот проводить параллель. То есть вот здесь этот человек как бы пытается, я это даже местью, не так местью какой-то назову, да, потому что вообще осуждаю, да, любые месть, вот такое дело. Просто вообще человек, почему вообще люди судебную систему, скажем так, изоляции там от общества каких-то преступников, зачем ее создали, чтобы обезопасить, да, там в дальнейшем вообще человека судят и его наказывают, чтобы неповадно было, чтобы люди знали, что если ты совершишь какое-то преступление, то придется за это нести ответственность. Лишь вот с такой целью это все должно, скажем так, с моральной, с нравственной точки зрения действовать. То, что насильника вот этого наказал, да, там, вот берут и неосознанно кто-то вот умышленно создал какой-то ролик, да, там, пропагандистский, там, под какие-то арабские песнопения, короче. И вот сначала этого, который Буданова привлек к ответственности, а потом вот этого религиозного, короче, невменяемого радикала. Вот его совмещать, и вот этот ролик потом все неосознанно дальше пуляют и всю свою какую-то, да, там, и борьбу свою, как будто бы вот мы вот этим занимались, да, там, обезглавливали людей, как будто бы у нас вот такие какие-то цели и задачи у нашего народа. До того вот это не различать, да, вот просто настолько все это злит, непонимание. И оно вот это вот дело, оно как раз-таки вызвано вот этим вот э, оболванием, да, там, религиозным, идеологическим. Короче, вот человек, подсев на это, уже не может четко ориентироваться там в происходящих каких-то процессах, делать правильный какой-то вывод, уже как бы как инстинктами двигается. Прогулки шо. Har väl så har så vart tjejmors iroish. Så Да, чай можешь, проблем, да? Чего, Дикарду, можно тоже организовывать такое дело. Соол чугал духнахчак было. Чай молш, ан жижгал душ, ан оошал деш, цат сумш обсуждать деш. Ок Австрия, в Вене, в частности, вот с 2014 года все какие-то крупные мероприятия, которые проходили, какие-то акции, демонстрации, там, протесты, вообще какие-то встречи, как бы все в основном, там, 90 и более процентов готовилось у нас в квартире, у нас, вот, в частности, у меня. И много людей там прошло, да, которые и день, и ночь иногда там какие-то плакаты готовить и так далее, вести подготовку, подготовительные такое мероприятие. Здесь чуть-чуть бы, что буду лечь, что у меня чего пищать дальше, она вообще тапочкам моим смешно.
Ибрагим, давайте, ребята, этот мир всем здравомыслящим людям. Дай бог, чтобы мы в конце встретились. Вы всегда здесь. Ждем вас в гостях, скажем так, да. И дай бог, чтобы я мог к вам тоже в гости приехать уже в Чечню. Обязательно, Взаимно. обязательно. Все надо делать к тому, чтобы вот так вот были взаимоотношения, дружба и так далее. Все, было И приятно тебе вас тоже слышать. счастливо, Вася. Всего хорошего. Так, إتايب ناخ بوي إبراهيم يأخيد واش بول س ح مصلا إتايب ناخ هما بعقنا غير تتوش خلص باغت ناس عيد لك خلو دعو شي باغ بيش وريدي جي قيدو نأخيد بوي الموبيل دون إمير تسار بوشل إمير عدا إتن إتايب هما ншуйки, как считается, надо также адекватно поступать. А значит, по закону и через ментов наказывать. خيلوس خلا اسم سوجت وقت لسون دون حلول وين واتسو نوختي واتسو و ام احبو نوختي واتسو يشر إذا إشتو إلش قميل داس 5 секунд ها يقي تليفون дату милиция ها полиция. Все, вопрос решен. Бывало не раз, что когда слышали сирены полицейские, как тараканы, блядь, разбегались к этому. إيش تدي هون يق يوروبي تسير بيت حابين هون يقعد يلغوتن بيت وين قوم مايرل не, ну, قيس والله хуза ситуация, изам вообще детский умдаш, юхица, тут ситуация какая. Я, например, приехал сюда, вот в страну, где я проживаю, да, там, европейские страны, с целью обезопаситься. То есть вот у нас на нашей родине, когда шли военные действия, в принципе, наш народ, он вообще никуда не выезжал, скажем, да? Ну, за границу. Просто из одного населенного пункта в другой вот так вот перекачивались, да, там, и пытались выживать. Люди там максимум куда-то в Ингушетию, Дагестан, вот так уезжали люди. Так, схайшуйся тут, ветер. Ох, ветра вообще не слышно, да. Все, значит, рука помогает. Короче, и когда уже закрепился там вот этот Руси-Швайн режим, получилось так, что уже людям было сложно там жить в этой системе, да, и тем более те, кто вооруженную какую-то борьбу, там, сопротивление, вообще как бы выживать. И либо, то есть, когда иссякло все, либо тебе надо своих вот этих соотечественников мочить, которых вперед гонят, да, русские, которые перешли туда в администрацию. Бессмыслие церковь под конец. Вот, социал Олханы, то есть, ночью везер, und der Joyce, der schon hatte, хочет, чувать. Реал хал был чулел, чулях, короче, ночью был. Да, конечно, сложная яркая ситуация, тем более. Человек вывез разрозненности, реорганизации, короче, и очень. Там шпигун на шпигуне, стукачок на стукачке. Ну, СДР, ДТ, я вообще хуже, что уайр бахана, как бы обезопасить, не шахидом стать, не шахид мопедом, не, как бы, я не знаю, ящики там, не убежать куда-то под корягу заползти. А чисто вот безопасность, указ. То есть тяга просто дешевой ценой без вести потерять то. Или же цена тюан.
вооруженный, цахум халилу, швала, датвиан, короче, зъеде, швек хакомах, короче, пехотинец, цу хатвер, он таишта бессмыслица, хилархтуна, резко вообще в стороне был. Так, хуз хавеч, хуза на территории вот, европейских государств. Так, тут же ты просишь убежище, да, убежище от русни, которая тебя преследует. Хуз хамел накиш трош мауйкус. Все, кто приехали, они бежали от преследования русни. Хотя ты бош, понимаешь, уже это аудал хумнешнуючий, Кадыров, Мадыров, бош, вообще взяли всю реальную ситуацию, вверх ногами перевернули. И вот этих из-за тузиков всяких, которые полностью переиначили реалии вот эти. Да, хуз за безопасностью, ошельте безопасность, а хуз темшба ошвати уже хай помба цабин. Как бы ты тайн хауэн могу, так коротко говоря, да? Хузаца тельняшки, и тоже хаули, даули, саули. Сун интересят, я вот, короче, как бы эрбех, нет, я дальше на этих позициях иду. Да, где-то я был более религиозен. Сейчас я в этом плане как бы просто осознал, да, что вот за этими идеологиями и просто сун вообще менее ухсо в этом плане там религиозных умнощей. Так уж сейчас ситуация, вот кто за этим стоит, вообще кто стоит за религиозными идеологиями, за их распространением, кто использовал эту карту, то есть это все наоборот как бы разъяснительно. Болгма будет кучу в основном по площадке, чтобы нахер, что ойлет сам будет. А вот эти все остальные действия каких-то там, но ЧГТРК, да, петушить бэш, на месте, короче, в европейских странах там. Агентур, петушица, дящица, террористические угрозы, это все входит вот в это убежище изначально, да, которое от русни. Потому что все вот эти какие-то террористические там вот эти настроения, да, вся сеть вот эта религиозно-радикальная, она изначально, вот кто еще вообще самый дурной уже давно должен понять, что происходит именно в чеченской среде. Самый, короче, недалекий уже давным-давно должен осознавать. К сожалению, нас вот, да, вообще-то грубо херду и сказать, недалекий, все-таки эта пропаганда, она до того четко. Так, а микрофон, а что мешать он, Шелинский? Вообще, что страшно мешать? Вот эта пропаганда, она до того сильно, да, мощно работает на нас направлена, что даже, казалось бы, грамотные люди, они не могут сориентироваться в этой ситуации, понять, да, вот, шалилу, куду, шадык. Плюс вот эта религиозность, она как бы дорабатывает, да, которую полностью нам годами, короче, из всех микроволновок крутят. Короче, сложная ситуация. И Цундел, вот это все полезный идиот, Аллах, умышленный, короче. Петушица дашь, петух, Аллах, минла Аллах. Мне как бы неинтересно в сортах. Цундел, петушица, да, ответ, интерес. У меня вот проблема с русней, которая
вот это все проводит над моим народом, частью которого я являюсь. Да, там народ делится, ай, боже, там, да, как мелочь. Ну, чисто начиная там себя, то есть своей семьи, со своих близких, ну и вот так это как бы есть весь народ. У всех вот так вот свои семьи, свои близкие, в общем мы как народ группа. Arvain te adolšteg, arvain te амел наг, надо же к ответственности привлечь за все вот эти преступления, а вот это будулацизм он никогда не даст. Он вообще не даст не то, что там к ответственности, не ответственности, а просто хотя бы уже ёл ситуация, дюсур должен даться, если это каким-то образом не противодействовать. Сундел işte. Şöyle dolu ulka işte. Разъяснять дешь. Оуша, да думал, что. И что ешь, туис. А вот это, петушица, да, из-за аккуратно, надо без. Все равно, пойд брать сунартаны. И тем более, вы комат, садов, шум, да, это петушица даже. Раз петушу более, что-то петушица, да, щи халхца, что царь приход тоже, гала, пон, тюица, не один, дуй боша. Гала, не знаю я, сун хагуштег, вахабня, понта эрда, это суна, петушинство, что. Петушица, цадеш, любой вопрос, дуй, вообще хайра, цайолш, ай, вай, так, тяхшайол, тельняшк, етоши, шинтир, чуешь хадетчи, цана, лета, етлуши, багар чопныш, етчи, и что цалилш, просто любая тема, ее можно аккуратно разложить. И правильным органом потом ты воспринимаешь любой хуй, что он дать, он далил, что это, длинность так дала, кадала. Через правильный орган, что воспринять, видишь, уже цапает хольцуна. То тут все как-то задом наперед, и потом информационно, когда пытаешься разъяснить, получается, что вот это все, короче, это обезьянничать дальше, что петушица, да, и чего, диктацах, щен просто бэл хулцуна, инцар, площадки, что кажется, общественная площадка, мы это общественная, улхлил вошел, стага, просто хадиз, масана, что сунаца, тем более с Русью связаны, хума, и что безопасность, кидек, цашт. И махули сунтах. Арсенал площадки, что я хочу, я петушица, да, и хайн, что был бока. Та не тит вообще, хотя хума вот, просто хайгулх доцук ишта. Ну вообще ты доцук лилуш, да? Хайна юх был бой, хайна гана ишта. Хайя ночью помац был бац, мандердич. Я цудинац был бац. Хозюрок, айр мават я был хилч. Просто ишта само дюльши, короче, ишта мысленно, умерчи, хиет, трешчи, что хочу, боули, короче. И потом чаще, понятно, что хибол на отбивать больше, что петушица, да что? Он дальше, тажима уэллил стагуйца, му эрдон. Общественно, улкану, а ще дош, доузит лук, ще цадайклает лук. Юх, петушин, боища, туш хагича цадайла. Щена ишт петушица, да ирдух оли. Мелла что абстрагироваться, да, хош. Из едох амел, да, еще петушатник, и то ЧГТРК, что да. Начиная с ЧГТРК, главный петушатник, откуда вот это вот
все призывы, короче, все вот это вот лозунги, короче, подстрекательство откуда идет. Вот самый главный петушатник ЧГТРК. Начиная из него и кончая там облапошенным последним будулаком. Короче, дистралиш. А то я уже здесь намонологил. Sen bu yazıyor hıryu. So Kiyeç var. Царь кириллиц yazıyor. По правилам язя ошибка цадиеш лошун. Так, вот к нам зашел Руслан 999. Машел, Руслан. Руслан, я тебя случайно выключил. Если хочешь говорить, включи микрофон и говори. Машел. Так, вот что, постоишь, что, до. Ja, on, hur alltså, bagg och tors och måsnanga. Lamos de almoço, merkez lamos de aduç dedi. Хау бал, büyük şlayamaz diye şmat. Сон уже тядас. Ладно, уже бърт бинас. Руслан бар. Ламыш вендет. Сялган асадин ламыз. Саши. Yok ne deşti kolonuş. Буглат это язош буго шота руязом خاص. شيلا عشان غاز قيمات حيازي تأقيتر وصل نوقت ماتا غلط شتوش يازية شون إيش كولي عم درج دان Kolla noći mata moš bacon, da je lon za formal stu. Kirilica och mat bit ett smajivan. ساعات شق وما تسوق شمايات كريلت Кириллиц вообще зулам докахилар. То есть это для нас пагубно, чтобы у нас практиковалась и использовалась вообще кириллица. Зачем нам эта прокладка вообще нужна? Если русские сами учат латиницу, учат английский, зачем нам вот эта промежуточная прокладка русская через русских? Вся информация, все какие-то науки, там, предметы. Зачем нам, чтобы с английского это переводить на русский, потом с русского нам абсолютно. Юханс Кузхович, духу ла языковый тест во время интервью хилаквай. Он так долго? Переводчик вуюк ахин аш. Цу хало тептер. Хенех олец эйвакид. Адешал под цифрой таким-то прочти предложение. Нохчемата задвиша цу ол светах. Переведи мне для меня на русский язык.
Я перевожу и тут же обнаруживаю в этих предложениях, в этих записях на чеченском, где я читаю ошибки. И я ему объясняю, что в этом предложении есть вот тут и ошибки. И он это передает тому человеку, который принимает интервью и пишет у себя записи на этих компьютерах. Вот так они вычисляют нас, чеченцев. Ну, хотя и с нами тогда были Не было, грузины, если что. азербайджанцы под нашим проблемам сдавались, да? А субо хока буга язвашли, содеш, хвяч, сохеч, садваш, забрен. Не, изам показателя. Просто у нас родной язык, он вообще, никто его не учил. Примерно Амина есть, вот как раз, когда вот этот развал совка туда-сюда, у нас ввели в Грозном в 5-й и в 30-й школе, да, в 5-й, по-моему, даже не было, когда я учился. В 30-й у нас был, кстати, директор Уэртха по родному языку, Арби Алиевич Бош. Дубе Марц. И считаю, патриотически считаю. Версию настрой. Нас заставляли учить в 70-х. Вот и там я как бы нахватался этого. И то это там недолго продлилось. Так, в 70-х южта Айнхерут, в городе не было такой возможности. Ветеран, Машо, Nereye marşal masagi. Ладух шорса машли. Да. Nereye marşal? И латинский язык. Крым салчи мелло рецепт, мелло меттях латинский маттах язяшду. Ак, хох европейский язык шук я. Ближе хони хуш балхон ду кумш хурду. Кемуат аму эткеду. Бәкері, латинский, юк бәкері дудайыз, так доғышын. Вертер юк бакан, да юк бакан барки эцхен. Да. Юк цаиқи. Татарстан юк баквач, Татарстан цабаки терки. Он да язык это первый шаг независимости. А чтобы тебя лишить не надо языка, тебя лишить. Хамуат бийц бакву даяк шхылчдуй. Та нохчи муат бийц микшдат эти даяк килмадати. Ми так, бех мобиле, шоко, слететь, держит шофтердер. Ветеран. Так, ветеран, хаюхуэл. Сейчас. Сахашу. хэшуй. Хэшу. Хашу только... Вистал. هو الغرتر انت تعم دوت كازاخستان يا غاسك موت شي غاسك دقو كازاخسك موت ام ولوش بات كازاخسك موت Преднамер, Прибалтике, Алушбоч, Амолушбоч, Дук, Нахбук, они ждут Раски Хаборубу, Сатюсаш. Казахстан яхбуишт Раски. Тем более северные области, Россия относительно что бож, Россия чучуя, но Китай, да кал эскалат, а бахан хотик путчи переворот туэлла. И у мадин еще агентуре метрах, кидай читум китакет, эскер эрдак, или ах сразу, бут бели, мелши бут бели, Украине чубай. Но Украине чубали Путин Китай хуанир. Масит цигахил. Сундела. Цара латини чукяка, это раския. И аму безер бухоч не хоч. И раски цигах духул бойрбу. Вая и малер
Het on dol haus diesco, we merch dagloos dela. As ins baan in sok Europa haviech, mas seri barrier yok yaziko barrier. Mialdok schersch Deutsch do hamwatsa arbaan do stukum detsalok dir deg hakwart bo shol hamwatsa hudo بيحكي بويتسح عم بوتشتغل شكون يا بلهر عم زستوليات بيش دو عربو مواتسن نسيلنا عم بوتش بلار يلسمن يحبون بو شهر موات يلسمن يحباتانو هون دنيا انت يحبيزر بو هرموات يلسمن يحبيزر بو تسبو شو دنيا انت يحب ويخش بو ودنيا انت يحبيزر بو الموات عم بيت ما بيزريوك بس بحكي يوم دات يا فرنسوس كانجليس موات شو شكوز حويتش حتى بيت موات برتان حتى جيم تيفيليزون يخيترور نوقل هيك مجن سام وقت توماتو شو حتى ذكر هي تختارت باكستان شوقي اوغان شوقي عربو شوقي رسلت توها شو تصدقولي اخر نقش ريس سولوق دوينش ديل هرديل حوال ساتويت سالوق ده حجوق تشيلزو ده حلوق تسويت وده حشي قش مو سام وقت غير ده سام ده هنانو والي تجمو هتاك تانو يا اولق What? Das war Zaham, what Zaham, what? Das Ambush, was? Bitte eine Ambush, was Zaham, what? Ich schwör's wohl, jetzt man ja hier wohl, what? Tiga Katsch, im What da einmal buschen. Im What hoch schir ma bon, tiga Katsch noch. Tiga im What hoch bukon, automatisch Katsch wala. Ili tabichi dazu ma da'i ruqai. Kat. أنا أخي حكيت شموات نو خاين قوم يعيش لدرنا بوي خلل تنبولي تكم كليتشستو مش تبدي يقول تنقع بيقوشوا تعرفون ده حاجة بوكسن أنا ما نخليه بيش خليه تنبوش دوق ولا يوش تا أومن تاجيم تسويليزو ونيوش إدين دو تكدي تو مادوش يتورن شيء تردوي ويلسون Так, машо, суб, Ibrahim, şöyle köyle Luisa машо. Саху швейler on. Böyle efir şosu. Как раз делал мухошвар. Речь Озеро. ветерансина хазрешер. Озеро. Is nice, du hins vai nachzakiet, ich дек hins кто-то думает, что это сохранится, дир должен хиет штрамсан. А эскаши квот лахте мота бич. Шейл школныш, шейл литература, шейл наука, шейл там дело производства, шейл долхум цер мата лила, деш хуай ишта сохранится, дир должен цаишт хиет дух. Ишта вай и сохранится, дир крыльч. Вообще тут и дальше. Это вообще было хермобать рецепт. А сохранить твой шмавайте. Именно потихоньку в себя впитать системой. А мать in zwei Bücher мат просто ходовой обычно хаули, даули, эруали, чуали, мокшуи, дедикруили, цогнель. Кида научный мат, хуили медицинский, хуили литературы, хуили ботаника, хуили, короче, животными, хуили, короче, Бог палма бойс. Абсолютно. Сундел ерн элмада цер. ЮНЕСКО арбуй. Байшо дельч. Материал цер. 11 мэлэй цер. Примерно, что байшо делах цер. Где-то лет 100 нам дали. После этого там. Ну, Харгоен, буду лайк швать. И мне интересно, 100 лет, ну, меня там не будет, я буду где-то в раю. Мне лучше о гурьях заботиться. А что такая проблема? А имел лицерах, и кёрчули, человек, да, цеёлислик. И мусор, да, ел, сажим, штаки там что-то, бесполезно. Все равно никто понять, вообще по барабану ходит. Потому что у него другие ценности там, черепушки. Из Дагестана халил и потоп 5. Интересно,
ЦА ночью вот ЦА интересно уходим, например, там Саудовская Аравия. انت شو Саудовский. درس خبيب А نور выставка. مقام ورقار الوالش مسلمان بوس كاي براتيت تان ويش تكون غدي يدخل بوسل بدو تيجا تولر تا واحد يقوش تان خمسة تشما فلسطينية وايت بوخش وريو تاك تيجا حرب ما قالتش ما وريو تان حلقة حستو تعليش دي مليون دولار لور داتر تي فلسطينية وايت اجموش بتكينو تبهين تاخدي فلسطينية وايت على سنهر بوسل داخل كوكاز يا بولش غدي الات تعبيس داخل وسان ويش بوي هما جيت هايجر اخشاجم دالو فلسطينية ولوش ما وريو ولوش وتاجر 3 مليون دولار دلشي اس 3 مليون يتقلش والسا والبري دالو درت هاتا بري دالو ودي شو نوخشيت ارخ ريكلام شياش نوخشيت ام يلقوش ديلشتو جيتلم شاش بوصل بالجيتل Ибраим, это ролик, видел ты один, гуманитарку прислали в Дагестан. Распаковка была, она показывала. И تناقص короче حاجة гуманитарки, вещи, которые прислали, короче, они все были порваны, там, короче, он рассказывал, посмотрите, там вот такой плохой гуманитарку. Грязные вещи тоже были, боже, ролик один есть в Инстаграме. Это сейчас им послали гуманитарку? Да, сейчас свежая гуманитарка, и она оказалась порванная, грязная, и они были типа в шоке, как это такое нам прислали. Да, это, скорее всего, там на месте. Свои же. Смотри, сейчас. Да, скорее всего, там на месте. Это администрация аккуратно прибрала это к себе к рукам. Туда положили что-то другое, и вот так вот себе то, чтобы продать, короче, перекинули, и все. Там в комментариях писали, типа, главное, чтобы у Палестины все было. А наши, как бы, ну, потихоньку там переживут. Ну, говорят, много чеченцев поехало туда, добровольцев. Ну, это нормально, правильно. Раз говорят, что главное, чтобы Палестина, как раз нормально. И вообще, зачем арабские страны, мусульманские должны помогать, когда Россия сама вроде везде ходит, всем помогает. И в России, где в России, почему нету гуманитарных организаций? В чем дело? Почему вместо того, чтобы создавать гуманитарные организации, создавать какие-то вот такие там связанные с помощью какие-то там МЧСовское, там вот это все дело, да, которое будет людям пользу приносить, какого вы идете куда-то на Украину нападаете?
Так, у меня тут все равно темно, я физиономию вырубаю. Они там в комментариях пишут, сами дагестанцы говорят, что, короче, если нам правительство помогать не хочет, то пускай, типа, наших, типа, всех, кто воюет там на СВО, чтобы всех, типа, вернули назад, короче, если Россия не помогает. Такое вот, там именно в комментариях такая вот тема примерно идет. Типа, чтобы вернули назад, что они будут нам помогать здесь тогда, потому что у нас тоже проблема. Сейчас, чтобы вернули их сыновей назад в Дагестан. Inze Uelice, et sylsna, noksna, schent wat dels guk, i meluhum du singat tambu. No, tanach baban, Ukraine bol nach buin so ket in was du khid khid wa taqin saum khil. No, ادمو شا ميتشو داخو شين سوام دالر بوخشي اوكرانيا حتى يرتع شول قين تق ستركي تام ستروش كتاب ما بيتك يرش اتوبو بريستاتي يتا يلوي زوتو تق ات يرتر تونت تا بيجن تا اوستو تا كوتم هم الخيني وشو تق اتشي محكر وقا وقي يوتو تعمد داو اللي شي لوش الوبلت هايوتي والولي ونخوشابو بريستاتي تا يرتر نخ بي ابو حيز ابو idechni hulkdoi. Cer lach bomnash yat izion. Imelio paliash melium shu razminir watiash dukach I razminin tuirish Europech bonsa arbi pachal qiyatson. Cigar baka bahkan sari tam gadamet nad razminir. Afganistan yatwam da belchen ras shtam bina. Sultia post eto 200 tish iqnbar. Ras kdaban sultia min nashtiater yuhk 200 человек. Satsaqech mahkawana. خيني وليات خيج أول أخش دك تخر تيات ورقش تانيغ محكا وانا إيش بي أبو إيش تير هسمة شوخا ياش إيش هسمة لحكا لحكن إيش تخيني وليات شوتك نو هرسيسكي بوليتيك دائما إيش تيو ويتون دير تير بوليتيك تير وكوتش دغيرتش أوكرانيا روسكي زي كوشي مليات دوئل وهاي نوخشي موات مبو وبشي هو بيوتوتش بوتش هاي نوخشي شو حتا أوروكيات غاسكي موات أرابسكي موات بيعام واش بات وهاي موات نربيها أوكرانيا وانا شيم روسكي يزيك زي شيشاتا عتقوا باخا وبشي أحبا ديش مده عتقوا هنا إذا نخشى دوت شيء ما ندر تقوا سبوش عويش لدوش كاجاول عويش وتقوا سووا إيه صوت أحوش باس يا دوت ستريتي قود يا دي كبري ويخلص إير سيجي وجه تاخش دش يات نندق كبوخش بوات بيلبلدات نخ وحريت يو وش حويه هو ده والله إيش وين تعترمر تين واش ده تسوي الويزم ده تو يقي بلانش يولق تيجي هون تاوي بلاتش غير هراخر دو وجه أحودو ده وإيش تواغير شو هاي تأكلات تين ودي وتقواني هاي هم دول وين ستمو هو يو تيجي يو ده يخشيك إيش تواغير شو إيش تتامشين قام بورش داتش بيت بوش ده كانوا قام دات هو ده شو حيومت يحتاج إزغاز خش ده عارفش يأخذ يحتاج حتى تكر وات تيرهم حل هذا كان هو ده حيوما لرده تقوت شو تكر وات والله يخل إتان حلها الأدروق تغاسقي أورد عيارش يو عورن حليقة تعرف شو احتي شو بلغاوان أخما تسيل ألخ وقع كمين تاري أخما تسيل أخما تسيل رسي موش يو جيم ديالقل ديها يو عرب شو احتي لا مش دياش يو هوق يو ديالقل ديها يو غاسقي حياستواش وحو حو نوخشي خير وحو بشي حيتاهم دا دويا نوخشي وال إيش بوارش داتش دا كن خير كام بنسي دلش عندو قناخن نميجش دوك هيتي دعدا شو مدو بيرو دوار خردش دير بوك بنسي دادل يحيستو اشبول ناخ بري خير داتش بنسي هاي بنسي دكتور هاي ديش ادي يشيت بري بوال بتاعهم ده حاجه خون زود فابريكا يل ال تبيرش اوكرانيا تسويش تون تجيب تكموني خلي هركيتش مدى اتون هر مجوش يوشات تويت الاودل ده تر جورج ياش دي تجيب قام دو خاي تبيرش عيز مدي ما هيش دي قام خل مدي ضروري المالش مالش ساري الحلقة البريدات الشخيريات دائما الشخير لا يو أني سكداب سلوجو الولاست ويلسون
Эфир ограничен. Доступ к эфиру ограничен для определенной аудитории. В вашем эфире затрагиваются темы, которые могут оказаться неприемлемыми. Доступ к эфиру был ограничен. Причина опасные действия и челленджи. Вот кто-то стуканул не по адресу. То есть здесь никаких призывов, челленджей, вообще ничего подобного нету. Эту, Тема просто. эту жалобу оспорить нельзя никак. То есть я имею в виду, Ну, я написал апелляцию, что там вот, когда апелляцию пишешь, есть пункты. И я выбрал пункт, в котором сказано, что у нас не ведутся такие темы. Там типа есть тема, что я понял, здесь ведется, но прошу не ограничивать. Короче, у нас не было здесь ничего подобного. Тем не менее, это сработало. Otru drukul, sad ja šera, efir da gološ. Обычно в видео, когда включаешь ты эфир, туда часто вот это залетает. Otru drukul, diez efir da gološ, kuz. Ako že ajedal, ca problem za ono. Da dieši šta, dieš uša glupuča, otri drukul, absaraba, ударис, буба. Короче, ясен 3 раза, и потом уж удар. Дицте ласу. Да, скину что, Санклата, Вирата, Нита. Дица, неправильно, короче. Произнес, и получилось так, что разбудил, короче, армию мертвецов. Diese Moschee hat über 30 Millionen Euro gekostet. Как бы здесь подобное не произошло. Но WhatsApp он больше. Короче, минутки что есть. Низ на Новый год, дермы чуксой, да. Шайол минут, кирк от сарат. Нюх от Вайтвол, Сашиная пост, Шиконая пост. Их момент, райоля, обстрел. Уша машина, короче, на позиции работает. И вот их хаисо какой там, короче, что есть, синцы, блин, да творец, короче. И вот дия чурчерга, и хасон. Через Ленина, дия их кин, оксия дивити ташки келают, заведен. У эрно дия скелают. Короче, жама атухтигаек. Раз ялца затише момент, а дия их кисо, короче, дия их кин, всегда чу их кин. Цер от чуалезин цау, цавотри друкол, ждешь, аж бош, короче. Чу-чу-чу, лесо, короче. Ю, ульш лезин ца арбо ухерс. Ю, ука, пригоче, угыла почу абэс. Цау пэник шу, ашу бэх, короче. И дуешь тогда арбо махта заклинание шат, цау надин садид вадид, надин рахум махум мудер, اللهم شتت رمبهم سدد رمبنات, короче. Сейник дакиетета, церник хамакиетета. Блин, ночью мата, да ящи долш маду и заклинание. Везенделш. Цер хатушек, ты макиетета, он эльчан, да долш дол, короче, именно хаддал, короче, что есть. Аш бол хукун сау элпеники, алаба хухилла эльч. Хумбана, короче, что есть, лушуэн. Хуйду, что не истуешь, наоборот, он атакиет это бож. Укой, вот редрукол, не истуешь, сахала. Ibrahim, ящи эцрас кечу снаряд шина хун ту хун низ дату амадин пушкаина.
دي شير على غاسكي تتوقش إيروات إسيس نريد شولت كودرة تالو تتويات تايات هرا ويجنا عولش قوديشر وقت تفلسن وكير خبر شديد أنت أحشق تدول جنايش يخبر شدري قار وينت شيخ دادولي تشيت تزل املو غوش كاتش دنيا حدا قردو هردو بوش إبيرش إيغاديش نبرا خودت يوم شق تدول حلق شيت تزل سيد بوميك يا شيت تزل املو غوش كاتش نبولي كيتشي وش تاكو ودلو شغلون دالش وكال أرمي سبره تلي حيدد يزك داد وي نتبلو شغل تانا يتير نشتودو سيد بوميك شق تدولش تانا اتومش سا ديغي لياتسوي إقامنش كالكش وكال حيخ مش بيشخزك وين شلوت وانبالي يو إيت وانبالش هدي دو توش يا هو اتكرهوانا اتشو أخاني أخانا ولا هو ديش يشموري كرهوانا هيتيو يخبرش دوتش تناخن حيخ مش بيجي حينتي أحشك والمريسو تناخي دي ناخي لي شلو خلو هيكبو هي كنت ديتك توش مداتي إيش ياتك مو داتك خيت والتكبر واتيت القيوم ما خاتك هو شلو توام بالتقيخ شو دكون أخما دوار هروها خا ويا أخما دوار شيء ناخ إدواش إتصام إختا بين حال بود ديل شش بأخش بو أخر تار وخا أخو تان لوك دوتش شيء يرتا ملا دوش متريو توام بول ملا دوش ثانية يوشيو تشيس هذا عشوا حاولت كله ما هو بلتة هم دادو ولدش وش بدأي حبلتني حوج يليتكش ودا يش ياتكن ودر وش بودره نو تعمل بنخ متبخ ودي لام داتيا خزاغيت ودر وش والبايس ودير ور خزغيت تقبش كياتيش سمستريل شينا هم ينا بويدر كولنا او يوروبيا ساويان وكشا لازين يربوش قصبا عندي لازين نيشيت تدوي نيشا هدير تسوي نسأل لك والله زينات لابيت شون دوتل إيش ناخ يا حيوتش دي نوخشي قوم مو بشي دوق بلوش باتير وقشو يخشولار كدر ورشو حيجوا شو جالي يحشوي هرشا بايس إيش إن سوام ديتشان إسوام أتربيتو هوكي كوتو تشوفين دنا ألتك وت إيازي هو ديتا وت يوم يازير يوم دوتك أخش حيوتش خيني بولش بقرش هرشو قهر نوخشي Так, у нас походу ограничение. Бан. Там на первом экране мы не высвечиваемся. Может на Машу перекинуться нам все-таки. Рамштайн, Уэлхейт. Язи. Ну вот тут они ограничения. Текущий эфир доступен. Доступ к эфиру ограничен. Типа причина опасные действия, челленджи. В вашем эфире затрагиваются темы, которые могут показаться неприемлемыми. Короче, ну, вообще-то там он может высвечивается, но не везде. Марш. Доступ к эфиру. Суаус, прям лучше марша пока что. Так, ладно, Рамштерн пишет, погнали, давайте на Машу тогда перекинемся. Только нормально, такой активный надо эфир замутить. Давайте я тогда вырубаю. За все подарки огромная благодарность. За лайки то же самое. За ватридрукулы прочитанные. За какие-то грешки, короче, извиняйте. Каемся. Всем маршал. Короче, туда переходим на радио Машу. Так, 2 минуты грузится. Давай тогда там пока запускай. Сейчас 2 минуты тебе надо или что там, Рамштайн?
Короче, через 2 минуты маршу включится, если что. Так, по комментам я тоже все пропустил на ходу. Салам, кефиры, Коран, самая лучшая книга, никто не сможет повторить, писали здесь. Так, 2 минуты надо. Ну, давай, пока ты тогда запускаешь, да, 2 минуты. Я тогда этот не урубаю. Как ты запустишь, перейдем. Иштбела? Так, что у нас по комментам? По комментам у нас матершинники. Так, ладно, короче, я вырубаю. Сейчас Машу врубится туда, короче, переходит. Адыкаю. На пару минут адыкаю. بعدين هيضيع الرسالة دي هروح بعدين أجرتين وهو متسم فيديو مش مرزيقو كده يلي شيء واحد Сисер ту хотинек ту не датае шо чвахт алин шабет алин رجع يا مرة ما Morsun درنا sacha ari عيميق سوني مودا دي Deu da audio sugoz كتاب buza بولر uçugala wow. يا أوديو كبايدي بقى نتخي تنت قي دات
Машло, Масуд. Уже замороженный, я кефир. Уже успели заморозить. Подарки, короче, не кидались. Что-то нас гасят. Так, Гузар к нам пришел. Гузар. Нормально, помял, хайдарит его. Шепчуал, нахуй, Алдез. Здравия желаю, Алдез, или добрый вечер, Алдез. Айн лугал шука, машо. Маша, и что, вар Аллах, валар маму, алхамдулилlah. Куда слушал? Это и есть. Вегуй, как бы вегуй из ЛДС, а вот кто ты? Например, если ты... Всегда, где я разве Да. что-то соврал? Ты араб, если ты скажешь саляму алейкум. И если ты чеченец... Саламу алейкум, обычно я говорю мусульман. Я чеченцы все мусульмане, ты это знаешь. Ну, можешь Я им говорю по-другому, ассаламу. как по-арабски. Мударистас. Буду, да. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Маса аля хайр, да, модер, и за сабля, со своим витмом, лица. Добрый вечер, сабах аля хайр, да? Да, сабаха. Боза, Маршал Думасаги, а эху смысл вкладывать в эти слова массу ногче бусал губош, что лучше в какой-то В смысле? Для меня чеченец и мусульманин это как бы неразделимо. Это А ему моху, мосу ногче, босу бог в моем понятии. А босу боч пол ногче, они и не ногче, они, во-первых, они не мусульмане, во-вторых, они не ногче. ногче босу Питер вы губу ногче цел чухол целых. Ну, психологически, короче, проблемы, шизофрения, разница с проблемой широкая. Но из давка ногче работаешь автоматически. Болда, вот ты видел, в Грузии есть бацбийцы. Бацбийцы, видел же, да? Все здорово будешь. Бацбит, ну послушай, я сейчас не про них говорю, в общем говорю. Бацбийцы это... Ногчей Аллай, короче, хабел, нахбухуш, они остались христианами. Галгаш, бацбич, кимял, наименование, что я раскаш, ваня лёс, лишь масло ногче шву. Ну, ногче был, но как тебе сказать, Ну, они чеченцы, понимаешь? А ногчей, это люди, люди, которые вот, ну, сами, даже если мы не являемся потомками Ноха, многие же так это же говорят, и само название чеченцев Нох-чи, от слова Нох, чи значит люди. Получается, ты относишь себя к пророку Ноху. Нох, так же, как и все остальные пророки, был мусульманином, понимаешь? У нас не было Одинов, у нас не было буддистов, понимаем, Будда, у нас не было того всего. У нас были пророки, которые все являлись мусульманами, даже пророк Сулейман. Сунам ноху я рajikti уэл хазир, но из нохчи уэл что билгал я кандил рейсхом, Аллах рейсхом, и вообще новый факт мы. Любой человек, что ты сейчас не делай такой-то, не направляй в то русло, как будто бы я какой-то дурак, не понимаешь. Не знающий историю. Месопотамия, Хавиан, примерно, тигах сетя, я араратя, сетя, она сетхил мекшу еще швы. И даже если араратя, сетя, тигара было, Северный Кавказе, Вахбалан хилишел, что примерно, это от потом хилчил, тебя сундел сюрка, что из войнов чуть-чуть, Адаллах и Гуард. Арарат, ничего. Например, жюкти вахт, жюкти шей еврейский день где-то бусал хилч, евреи хули, ну как бы евреи вахт сказать уже. Жюкти, мусульманин не должен иметь. Ногче хлопцы на хули. Мусульманин не должен иметь нацию, мусульманин должен быть мусульманином. Это мы не должны. Собор я хитсуа только что целый ногче шибуса обитану. Это самоназвание каждого себя самоназывающего как бы народа, это самоназвание.
А вот в моем понятии, я тебе объясняю, если бусук человек, если он соблюдает действительно свой дин, не читает какие-то сказки, которые 350 сборников от какого-то этого, того, всего, 5-го, 6-го, а чисто то, что по Корану. Чисто муллай балабольство, гладу я хочу. Да, муллай. Шенгарза Олег. Элди Уйо, ну, как там? Элдион. Элди, смотри, я вообще не слушаю. Я сам читаю, я сам изучаю. Выборочно, да, Не то, что выборочно, подряд все. Я хадисы, я всем говорю, я принципиально хадисы не читаю. Я читал хадисы только те, что связаны с мин ахлиль бейт. Именно дом. Выборочно, Выборочно, ты имеешь в виду, когда человек как бы в своей жизни... Нет, выборочно, это ты имеешь в виду, ты хочешь сказать выборочно для себя в том моменте, чтобы где я делаю правильную вещь или плохую, потом опираться на этот хадис. Но я изучаю не такие хадисы, которые учат. Родительский, я вел воспитание исходить. Только что правильно, что неправильно. Родительский. Брат, смотри, брат, о чем сразу обусол бацался. Брат, туат, целуш багарделис, элди, смотри. Умудец, бяхбилумдец. Смотри, элди, родительское воспитание, не со собаршока, джинда, со арали, алон, да, собаршока, я имею в виду не просто так, вот лоуш, лилш, а ишь цей, как бродяга, ула, лялон, примерно. Родительское воспитание тебя просто изначально тебя учит. Просто Добрый вечер, Ирина. Приветствую, Машул. Приходите. Просто учит тебя первоначальным вещам, как бы. Это остальное человек сам себя учит. Шеркейч мах да уйде, кейчина да уйде. Шабер шум хуля, цахул хаушба. Это если шабер шум хул, чахули. Блять, боже, долги, видишь, наша тоже жизненный опыт делал дошло. Когда я это сказал? Ночь, канал дешам, блять, боже, аист. Мацелла, я сейчас сказал это слово. Только что делал, ну ладно, из-за умдеца. Ну, Баля, не в том смысле сказал. Может, я на другом языке баля говорю. Баля также значит, но нет, примерно. Может, я хотел сказать. Ирина спрашивает, почему там Эпштейн на экране. Ну, тут вопрос такой открытый остается у нас, что Эпштейн сделал не так по шариату. То есть, что с точки зрения шариата он сделал не так, не то. Потому что вот все религиозные какие-то эти... Эпштейн никак не связан, Ибрahim. Подожди, это не к тебе, подожди. Ну, я тем не менее говорю. Там спрашивают, я не закончил. То есть вот какие-то религиозные, там, облапошенные, как на мой взгляд, в основном вот люди, которые там везде в интернете Эпштейн. Вот как бы к ним открытый остается вопрос, что он не так сделал по шарикату, вот этот Эпштейн. Смотри, Ибрahim, а делаешь всегда хала нисма, да, примерно. Эпштейн, уахты ты на самом деле конченый, жюкти юис, цуцана цайсуи, яца хашца цайцай. Ткань дуется из не хардинер бош. Зачем ты его вообще ассоциируешь с мусульманами, если он ярый его жидко говоря? Вообще-то какая, я не пойму, разница между евреем, арабом, я не пойму. Если какая разница? Ярый еврей или ярый араб, вот кто для меня должен быть лучше, я не пойму. Для тебя должен быть лучшим тот, кто богобоязненный, тот, кто следует чисто. Мне абсолютно безразлична его богобоязненность. Мне интересно, как этот человек сам, какой он. То есть, есть ли у него моральные ценности? Человек не богобоязненный. Собственное мнение. Добрый вечер. Приветствую, добрый вечер. Я извиняюсь, конечно, что я вас перебиваю. Вы понимаете, что, если в какой-то религии или в какой-то вере есть такое, что
я просто боюсь называть эти слова, что педофилия это нормально, то ну, вопрос как бы сам по себе тогда напрашивается, по какому шариату или по какому там Корану или по какому там, ну, я не знаю, Библии. Это правильно. В чем твой вопрос? Ты можешь сказать, Коран как бы... Подожди, Узар, не перебивай еще, Брама еще не закончил. Дело в том, что знаете, я очень много читала про него, вот, очень много слушала про него. Есть такой профессор Юрий Фельштинский, доктор исторических наук. У него есть очень хорошее интервью, он дает по Эпштейну. Он историк сам, который исследовал вот эту тему, начиная с 1917 года, да, вот КГБ, ФСБ и так далее, как террористы пришли к власти 1917 года. И там он приводит очень интересные факты. И вот именно, если проследить до современного нашего времени, как эта организация работала, какие она методы принимала. Вот. Там еще такая есть у них женщина, которая работала вместе с ним, забыла фамилию, если я сейчас, дадите мне время, я найду ее. Она сейчас находится в тюрьме, и ее отец, она работала вместе с Эпштейном, она вербовала для него маленьких девочек, она поставляла их туда к нему. Но это, вы знаете, что это операция не первая, проведенная КГБ. Такую же штуку они сделали в 1960 году в Британии. Только там это было как-то меньше, в маленьких масштабах, а уже в Америке целый остров. Это уже в больших масштабах, но по тому же сценарию. Вы об этом знали? Насчет того, что в Англии, я, например, не в курсе, вот как бы впервые услышал, да, что это происходило. А так вот по их вот этой тактике, да, вербовки людей, там, гадить во всем мире, вот то, что русня творит, да, вот, там, да, вот эти вот все методы, да, в основном, скажем так, шантаж, да, вот, ну, я так скажу, что они не стесняются ничего, абсолютно, знаете, и у них нет ни совести, ни чести, ни жалости, вообще очень специфические люди, как сам говорит историк вот этот Вершинский, люди, работающие в этой организации, они лишены чувств вообще, жалости, совести, у них это отсутствует. Ну, вы меня извините, я просто, знаете, увидела эту фотографию. Для меня, конечно, это было... Ну, увидеть его здесь, ну, как-то неприемлемо вообще в вашем эфире. Простите, может, я неправильно поняла. Но это не позитивная персона. То есть это... его туда это не то, что не позитивное. Это вообще негодяй из негодяев. Я даже слово «негодяй» к нему, это еще очень вежливо. Просто вот с точки зрения шариата, вот если что он сделал не так, вопрос возникает. Потому что вот эти антиеврейские, антисемитские настроения в среде вот этих там, радикально облапошенных, они как бы сейчас, ну, наращиваются, да, и вот эти все люди там лазят везде по интернетам, еврей, Эпштейн, еврей, вот видите, он это, то. А что он плохого? Вот у вас же тоже там, у тех, у кого там переклинило уже все в черепе, извиняюсь. У вас же тоже как бы нормально это все. То есть ничего там такого зазорного, как говорится. Да, нужно, дашь мне нормально поговорить. У кого у вас? Только это с этой целью, Ирина. Так понятно, что это. Я поняла вас. Все, да, я поняла вас. Извините. Ну, все нормально. Как наоборот, тема у нас получилась для разговора. Так, Озар, что ты хочешь? Я хочу сказать вот то, что Эпштейн
детей, короче, мучил, издевался. Это уже доказано, весь мир знает это. Весь мир знает, кто он такой, то, что он еврей, то, что он, короче, все, что он делал, уже все мы знаем. А то, что ты хочешь с ним сравнить, то, что ты тут внизу пишешь этот хадис, во-первых, ты в это время не жил, во-вторых, люди, каждый человек может в написании ошибиться. Ну смотри, подожди, давай я зачитаю. Ты как раз меня сейчас мотивировал к этому. Я не читал это. Так, Сахих аль-Бухари, 5134. Айша передала, что пророк, да благословит Аллах и приветствует, женился на ней, когда ей было 6 лет, и вступил с ней в отношения, скажем так, замужеские, когда ей было 9 лет. То есть это сахих, достоверный хадис, который любой может проверить, 5134. Ты что, это не принимаешь, Узар? Ну, конечно, я это не принимаю. Это потому, что это сколько, когда лет назад было написано, кем написано, чем написано. Во-первых, это не доказано. А во-вторых, давай нормально поговорим. Давай нормально поговорим, Ибрахим. И в то время ты сам знаешь, что арабы убивали своих детей, девочек в основном. Они не давали им дожить там как бы до 9, до 10 лет. Они заживо их как бы закапывали. И в то время та девочка, которая бы пережила вот эти 10 лет какие-то, вот этот срок, она начинала с того момента свой как бы отчет времени, как бы, понимаешь? Если ей было 9 лет, получается, ей было 19 лет. Есть такая версия. А есть также другая версия, что каждый писарь, каждый поэт, кто бы он... Эти версии вообще никакого смысла за собой не несут. Но нет смысла то, что ты говоришь. Самое важное, что ты это не принимаешь. То есть вот это вот... Я этот хадис я не принимаю то, что наш пророк был таким человеком, понимаешь? Такой человек не может делать. Вот уже хороший показатель. А как-то это оправдывать, это было вот так, там было не 19, там было 5, 10. Оправдывать не Это вариант. вообще нету смысла, потому что там четко все в 30 хадисах передается этот возраст, и как играли в куклы, и это подкреплено аятом 65-м сурой 4, сурой 65-м 4 аятом, да, разводе девочками, не достигшими половой зрелости, извиняюсь. То есть, если ты это не принимаешь, уже хороший показатель. Да, смотри, если бы у них были бы телефоны, они бы играли бы в телефоны, понимаешь? То, что в то время девочка 19-летняя, 20-летняя даже могла играть в куклы, это ничего удивительного в этом нету. Ну, для тебя, может, нету, но как бы там как раз-таки описываю, специально это все и описывается. И возраст этой девочки, и то есть там есть, например, нет вообще, не существует аятов, хадисов, в которых там, например, сказано, как строить вообще государственное устройство, как там сосуществовать людям. То есть многих моментов вообще важно, даже тот же намаз, да, тот же молитва, намаз, он не описан ни в Коране, короче, да, в хадисах каких-то описан, и то не подробно, то есть есть разногласия там. А тут нам четко передают о вот этом возрасте, то есть автор нам пытается... Вот, Ибрахим, смотри, я свое личное мнение скажу. Вот если я это мнение скажу, меня еще больше всего вот братья сунниты возненавидят. Мое личное мнение, вот как бывает, допустим, вот в фильмах, в исторических фильмах, когда истинный король погибает или его уже не становится, ну, короче, он погибает, и когда его место хотят занять как бы те, которые не заслуживают этого, понимаешь? Там начинается уже как бы полная каша. И ровно таким же образом, как и в фильмах, я думаю, сюжет как бы пошел не по тому сценарию, понимаешь? И то, что после этого времени, после того, как пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, не было на этой земле, они внесли много всего, много грязи. Каждый халиф хотел себя выдать кем-то этим, допустим, кем-то тем другим, понимаешь? И они сами издавали хадисы. Сейчас я это слышу, да, я вот как раз таки я тоже
такого мнения, что это целая идеология, которую на протяжении столетий просто на разных этапах подстраивали, короче, под нужды вот эти вот всякие, вот как и сегодня, да, там диктаторский режим где-то. Под своих халифов, да, то, что им выгодно было. Да, Вот, вот интересно, жесткий диктаторский режим, в котором существуют исламские институты, университеты, которые, как мы понимаем, не будут не имеют как бы ни малейшего шанса противоречить существующей там установленной вот этой власти. Поэтому абсолютно. Да, хотя честно, Добрый вечер. Приветствуем. Добрый вечер, Ира, привет, добрый вечер. У меня к тебе вопрос из Гузла. Вот смотри, вот ты говоришь, да, девочка, вдруг она стала 19-летняя. А скажи мне, как ты относишься к людям в Афганистане, которые покупают девочек, или в Пакистане 6-5 лет? Как надо смотреть? Я отношусь к ним очень отрицательно. Они педофилы. Если не покупают 5-летних, 6-летних девочек, тех людей надо казнить. Любого педофила надо казнить, где бы он ни был. Тут, там, здесь. Плюс 32 осуждается, казнить, мазнить. Это там в Афганистане, наверное, можно делать. Так, осуждаем как бы на канале. Да, да, что там, у них же там есть это порядки вещей примерно, вы понимаете. Вот то, что ты сейчас спрашиваешь, Роберт, это не то, что это да, вообще... видишь, Озар, проблема знаешь в чем? Вот ты это осуждаешь, да? Но ситуация такая, что вот эти люди в Афганистане, они это не из-за своих каких-то... Понятно, что вот эти старые хрычи, короче, у них есть тяга, уже вот эта болезнь какая-то, да, там, к деткам. Но они все-таки это не занимаются этим делом на ровном месте. У них есть на что сослаться. А сослаться у них есть... Да. Я извиняюсь, что я вас перебила, ради бога, но вы понимаете, что если вы сами сказали, что есть вот эта тяга, но это же диагноз. Этих людей нужно держать от общества подальше. Это сексуально озабоченные люди, и они опасны. Просто согласен. Наверное. Ну, я просто что хочу сказать. Эти люди, их действия там в Афганистане, в Ираке, вот 9-летнюю какую-то привел, какой-то 40-летний. Но там они живут в 16 веке. Там же уровень... Это не из пальца высосано. То есть это у них подкреплено. Если сам пророк, да, там, посланный людям, занимался этим делом, как мы понимаем, да, в исламской идеологии, все, чем занимался пророк, кроме того, что он как бы исключением отметил, да, все остальное, то, чем он занимался, является примером для подражания всем мусульманам. Соответственно, вот эти люди, когда они приводят вот этих вот девочек, покупают, этим делом занимаются, они это подкрепляют как раз-таки религиозными предписаниями. Хорошо, я еще такой вопрос вам задам. Афганские у них свои законы есть. Да, смотрите, во-первых, это уже врачами, докторами наук доказано, что если вот эти люди занимаются такими вещами с девочками, вы смертность понимаете, какая там? Ну, это же так бесследно не проходит, там же умирает это. От многих вещей я не буду, просто не хочу, чтобы забанили ваш эфир. Вы понимаете, что это дети еще, и они погибают. Просто, Ирина, это не из ислама идет, как Ибрахим сказал, это не из-за хадисов идет. Вот даже в животном мире, да, вот в мире животных, животное, оно и то инстинктивно знает, что нельзя. Да. Вот до какого-то там определенного времени животное, оно знает нельзя, и поэтому вот это вот, в принципе, это вид какой-то, он не сохраняется.
Ну, Тут у человек, нас что если... происходит? Да, тут берут, короче, вроде бы самое умное животное, да, и оно берет, лезет туда, и тем более это религиозно. Вообще подкрепили, и там полный маразм получился. Мы с тобой оба в Вене живем, мы в Австрии с тобой живем, и мы с тобой знаем прекрасно за столько, вот за то, что я тут здесь, я столько, сколько видел именно афганцев, которые убивают маленьких девочек, насилуют. Но я 100% уверен, что ни один из этих афганцев Я в Вене живу. Коран не читал. Коран не читал. Они вообще не мусульмане, то, что вот эти вещи делают. Тот реально мусульманин, который следует Корану, он никогда в жизни не то, чтобы маленького ребенка задеть. Он не следует, когда 65-я сура, 4-й аят. Так, или 65-я сура, да, 4-й аят. Правильно я там? Напишите, если я не ошибаюсь. То есть это подкреплено аятом. В этом вся и беда. Вон тебе написали же хадис сахих. Сахих хадис 30. Понимаю, хадис любой правитель мог сделать, Ибрахим, любой правитель мог сделать этот хадис. Есть много хадисов, где когда правители делали то, что... Мы с тобой логически сейчас, да, рассуждаем, что хадисы нарисовали, аяты нарисовали. Ну тогда не говори, что из Корана идет. Какие-то фетвы нарисовали, это все понятно, но дело в том, что люди верят в это как в истину последней инстанции. Ну тогда скажи, что хадисы неправильные, а не говори в ислам, что это так делал, он делал так. Ты наоборот против себя и своих же, и не своих же настраиваешь. Я чуть понимаю, что ты хочешь донести, но ты не слишком правильно это доносишь. Своих там нету. Я как раз таки сторонник, чтобы наше общество четко понимало, что там прописано, что там предписано. Потому что если сейчас обществу как бы не объяснить это, не проинформировать, то наступит такой момент, когда ты вообще будешь как бы не вправе вообще бояться, да, там каким-то образом это критиковать или вообще об этом говорить. Уже это есть. То есть уже мы вот сейчас просто вот на таких площадках мы как бы пробили вот это табу, да, до этого уже как бы такая тема была, что это вообще нельзя было обсуждать. Конечно, можно как-то, любую тему можно обсуждать, как это нельзя. Тем более в демократической стране, но нельзя оскорблять религию никакую, будь это исламская, христианская, другая. Нельзя оскорблять пророков, нельзя задевать чувства верующих, понимаешь? Я никогда в жизни не задену. Не знаю, чувства верующих задевать, не задевать. У нас есть огромная проблема, когда люди вот полностью там радикализированы, есть люди, которые на ровном месте абсолютно без каких-либо вот это без нужды на то, да, вообще без какой-то реальной ситуации просто враждуют с людьми, потому что им это предписано. И это нельзя, это нужно разъяснять людям, что так нельзя. Ты не можешь враждовать с человеком, потому что тебе там предписали. Это нелогично, это да. Уже хадис неправильный. Они пророк неправильный или Коран. Извиняюсь. Ибрагим, вітаю. Роберт, вітаю. Привет. Я бы еще хотел добавить, ребят. Наш получается, все вот эти, которые изучают Коран, ну, как бы, они, кто хочет, сам создает свой хадис для себя, да, получается? Так получается. Раньше были правители, которые себя хотели выдать. Нет. Официально. Подожди. Классическое понимание ислама изначально делится на две части. Это сунниты и один момент. Это сунниты и шииты. То есть сунниты — это те, кто придерживаются Корана и своих вот этих хадисов. Шииты — это те, кто тоже придерживается Корана и своих хадисов. И вот суннитский мир, он все-таки преобладает, да, там шииты — это такая менее такая распространенная часть, 300 миллионов.
И остальное все это представители суннитского мира. То есть суннизм – это следование Корану, Сунни, тем же тафсирам коранических аятов следование, той же иджмуа, то есть вот эти мнения так называемых ученых. Чем они ученые, непонятно, да, но вот ученые исламского мира. И там нету вот то, что вот этот здесь гость говорит, да, там я это принимаю, это не принимаю, там нету. Если ты одну букву из достоверного хадиса не принимаешь, то тебя уже выкидывают из ислама. То есть ты не можешь даже не то, что там целый хадис или даже слово, одну букву даже, если ты не принимаешь, тебя выкидывают, пулей вылетаешь из ислама. Вот такая ситуация. Есть еще какая-то мизерная часть людей, которые называют себя кораниты. То есть это те, кто признают лишь Коран, как там откровение от Бога. Вот эта часть людей, она самая безобидная, скажем так, да? И она вообще мизерная часть. Но их официально, вот классический исламский мир, официально вот этот, он их вообще преследует, там, их обвиняет в вероотступничестве там, и так далее. Ибрагим, узнали вы меня? Да, это, по-моему, запасной, да? Да, Александр. Все. А тот не блокнули случайно? Почти. На воздухе, а то это Александр. Мне много, я просто учил, что пользоваться, что. А то... Ты тогда, получается, ты со времен Абу Бакра думаешь, там вот эти непонятки появились, правильно? Или? Ты про меня говоришь? Да, вот когда эти поэма, Дунячур, Давелчулта, Абу Бакр, Венчулта, Дун разногласий, что я алхи, чуховый. Не, я не берусь брать, исключать. Смотри, я не берусь брать, исключать, да, что там не было какого-то там послания и так далее, что-то такое, я не знаю. Но проблема в том, что вот то, что здесь намутили, да, там, этому следовать, все, что нормально, все, что нормально, да, все, что понятно тебе просто по-человечески, по морали, да, там, каким-то подаянием неимущим, потом, я не знаю, там, вот это воровство, там, да, там будет убийство людей, там, воровство, плюс 32, просто разъясняем здесь, не надо нас блокать, осуждать. То есть вот эти все какие-то моменты, да, это нормально все. Но когда речь идет там о каких-то вот таких вот делах, да, там, изнасиловании замужних женщин, незамужних, замужних, вообще без разницы. Но вообще интересно, вообще и замужних, оказывается, тоже там. И вообще мусульманка даже, женщина может быть секс-рабыня, извиняюсь. Плюс 32 осуждаем полностью. Просто здесь идет такая беседа, да, разъяснительная. То есть вот это вот дело, его принимать не получается здравым мозгом, смыслом. Почему тогда, Ибрагим, ты так аккуратно не разъяснил, чтобы и для братьев, суннитов, шиитов, суфистов, чтобы они не пошли так, как бы, яростно? Почему ты как сейчас не объяснил это, понимаешь? Я извиняюсь, конечно. Вот смотрите, почему тогда вы не объясняете это? Вот мы живем в 21 веке, да, уже прошли... Человечество прошло путь свой горький, да? О чем вы сейчас говорите, это уже в современном мире называется преступление. Значит, об этом должны быть как-то разъяснять и доктора, что так себя вести нельзя, и доктора исторических каких-то у вас наук, из вашего мира, чтобы людям они разъясняли, почему было так написано в Коране. Я молчу, я слушаю вас. Я извиняюсь, просто я вот же поэтому говорил. Просто существует уже классическое понимание религии ислам. И там вот эта тема, исламские так называемые ученые,
они сами говорят, что как раз-таки вообще срока какого-то, например, девочек, да, вот девочка, у нее вообще нету нигде в религии какого-то срока, а ее там половозрелость. Вот я только не могу, смотрите, я вот только не могу понять, какие ученые могут быть, я понимаю, что должны быть исследователи, доктора каких-то исторических наук. Есть историки, например, по Второй мировой войне, есть историки, которые изучают Коран, наверное, такие же ваши собратья, так? Есть историки, которые изучают Библию, значит, они на каких-то доказательствах, на каких-то раскопках, на каких-то, где написано на какой-то бумаге, которая пролежала 100 лет, да? Вот, какие-то должны быть разъяснительные у вас для вашего общества работы, что так себя вести нельзя, что это неправильно, что это было в такое время, и почему это было в такое время, и это неправильно сейчас. Ну, это вот, скажем так, вот этого механизма, да, или чтобы обладать, то есть никто, кроме вот этой так называемой иджмуа, кроме них не обладает возможностью вообще лезть туда. Вот это очень Там плохо. есть вот эти десятки, наверное, тысячи какие-то книг, да, которые еще ранними какими-то там тафсирщиками, то есть те, кто излагал, да, там Кораны, там аяты Коранов там и так далее. То есть есть какие-то ранние вот эти вот исламские ученые, так называемые, да, там целые прародители, скажем так, вот этих мазхабов, течений. Например, Шафия имам, потом Малик, есть такой, потом Ханефи, потом Ахмад бин Хамбаль, короче, вот эти 4 школы исламских. И прям эти религиозные деятели так и заявляют: ты не знаешь, что такое хорошо и что такое плохо своими грязными мозгами. Ну, то есть у нас мозги грязные, мы должны думать мозгами вот этих великих богословов. Вы вообще думать не должны, как я по мнению. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот к То, этому что они это всё говорят, и вы идет. должны верить. Да. Дело в том, смотрите, вот у нас даже вот Библия, да, у нас есть историки, которые занимаются только Библией. И что они говорят? Они говорят, что, наверное, Иисус такой существовал, вот такой парень был. Вот. Но многое то, что там написано, неправда, потому что не то, что неправда, оно должно быть подкреплено. Если они тысячи, там, например, евреи ходили 40 лет по пустыне, значит, должны оставаться какие-то следы за 40 лет. Если там, например, они жили в Египте, значит, там должны быть какие-то свидетельства, в раскопках должно быть. Ничего найдено не было, абсолютно. Понимаете? Поэтому, когда вот эти... Вообще запрещено, то есть они не дают не изучать ничего. Не дают изучать, я поняла. Вот поэтому до сих пор, вот поэтому вот и каша в голове. Ирина, знаешь, как у нас говорят? Знаешь, как у нас говорят? То, что когда Мойша водил 40 лет по пустыне, когда они дошли до границы, он сказал: вот народ Израиля, да, земля, вот это, говорит, ваша земля. Ну, говорит, Бог сказал, это что ты не зайдешь на эту землю, ты должен остаться там, где ты есть. После этого, когда люди перешли, потом все вот эти как уничтожены были, чтобы не было. Даже могила, не знаете, где-то Мойши. Ну, как-то так. Зато известный исламский провокатор, который один из вот этой группы, да, которая везде вот это вот провоцирует, Ронин такой, который занимается вот этими провокациями, ярый исламист. И вот пишет: бит на чеченском, шагай спришн болбешку, то есть оставь, не трогай. Они на русских работают здесь. Ронин как раз-таки, русский мир, он как раз-таки тебя и
То есть таких, как ты, я не знаю, ты умышленный или нет, вот таких, как вы, он как раз-таки и использует. Вот с этой исламистской темой они как раз и реабилитировались во всем мире, став якобы защитниками. И вот так вот этой своей подлой деятельностью продолжают заниматься. То есть именно из-за вот таких... Да. Ибраим, я извиняюсь, это сейчас будет такая шутка. Ронин, я работаю на Россию. Я один из них. Да, ну тут вот такая вот, короче, плачевная ситуация. Вот эти провокаторы везде. Им вообще это наплевать, да? Вот человеку, который уже там поехал на этом религиозном деле, понятно, что там есть провокаторы, которые вообще атеисты по своей сути, они вообще ни в Бога, ни в черта, вообще плевали на все. И чисто там провоцируют людей, там всякие вот эти... Вот еще, вибачте, Ибрагим, вот друг наш Ибрагим, хай поднимется, расскажет, как евреи плохие. Вы лучше скажите, Ронин и Ибраим, и как вы до 2014 года служили в России, в российских войсках? Расскажите, как вы предали свой народ? Об этом вы замалчиваете. Это о ком сейчас речь идет? А там внизу Ибрагим другой. Этот Ибраим и Ронин там пришли они оба. Сейчас еще... До 2014 года это об вот этом речь, да, идет, о провокаторе, который зашел? Не. Ронин и Ибраим, вот этот Ибраим, у которого... Я сейчас выйду, поднимите его. Ну, там разговаривать бесполезно с ним. У него даже медаль за взятие Крыма есть. Да, Ибраим? Даже такое есть, да? Давайте приглашу я его. Где он? За взятие Крыма. Ибраим, давай вот так сейчас тоже на чистоту скажем. У нас чеченцев многих отправляли, которые не хотят воевать в Украине. Зачем простых даже чеченцев там делать каких-то ярыми там украинофобами или что там. У них выбора нету у некоторых. Это чистых кадыровцев, которые ярые кадыровцы. Они туда не едут. Они Кадырову дома нужны, чтобы восстания не было. Они там ловят разных алкашей, разных нариков. Тема сейчас не об этом. Мы сейчас не ведем здесь речь о людях, которые не имеют возможность, да, там, выбора там, и так далее. Да. Вот люди, которые умышленно группой ходят по всему интернету и вот эти игиловские настроения свои распространяют, да, там, против евреев настраивают. Ибрагим, а ты приедешь в Чечню? Ты сможешь приехать в Чечню? Это вот об этом речь, да, которую... Так, вы к нам в Чечню не приедете даже после деоккупации. Ну ты кто такой вообще в Чечню приехать, не приехать? Зачем закрывать мне микрофон? Тебе вот так вот Я обращаюсь. палец о палец щелкнут и скажут тебе, подними шлагбаум вон. И ты просто поднимаешь и опускаешь, стоишь там шлагбаум. Приедешь, не приедешь. Ибраим, ты чеченец или кто? О, вот Ильгар меня пришел учить чеченскому. Чеченской культуре. Да, я пришел тебя учить чеченскому. Ну, Потому что ты ведешь себя как ненормальный какой-то чеченец. Ты откуда как-то побочно взявшийся. Почему ты такой? Нет, у меня все нормально. Как раз таки есть. Как раз таки... Другие, а тебя так думают? Я понимаю, что вот эта информационная деятельность... Один момент. Давай дискутировать, Игорь. Я тебя хочу... Да, я хочу уважительно, да, с тобой пообщаться. Давай, я жду. Ты вот смотри. Например, то, чем мы занимаемся, вот эта вот информационная деятельность, это стопроцентный баг. Этого вообще не должно было быть. То есть информационная вот эта вот работа, которую мы проводим, это как бы вообще выход из, скажем так, мы вылетели из колеи. По-нормальному мы не должны были, потому что, чтобы вот этим заниматься, это очень сложная работа.
Потому что тебе напротив тебя всех вот этих террористические какие-то вот эти вот, я не знаю, элементы. Израильские мечи. Ибрагим, а Потом можно я офицер- задам ему вопрос? Да, можно. Аллах 13 вообще тебя слушать не стоит. Почему? Потому Альхамдулилля, брат. что я, будучи Ильгаром, мусульманином, альхамдулилля, ничего Альхамдулилля. религию не трогал. Я Тогда тоже, я ты тоже. грязный эфир ведешь. Нет, альхамдулилля, я мусульманин, брат. Подожди, успокойся. 13. Какой ты мусульманин, знаешь ты? Ильгар, подожди, стоп. Я Один сам момент. настоящий. Вот тут внизу пишет этот Ронин, да, там ФСБ, не ФСБ, Ронин. Вот этот телеграм-канал, куда ты заходишь, Вокс так называется. Это директор ЧГТРК, есть такой, Чингиз Ахматов. Вот его главный помощник, Буэйсер или Магомед его зовут. Могу я задать? Эрзалиев. Один да, момент. вопрос. Магомед, окей. Магомед или Буэйсер Эрзалиев, да? Вот вместе с ним вы полностью там общаетесь и призываете к террору, короче, всякие вот эти призывы там делаете, да, вот эти настроения. И ты мне пишешь потом ФСБ, да? Пусть пишет. Можно тебе, да, задать? Пидорас, бля, я твой рот ебал, бля, гандон. Ильгар, вот это зашел. Я твой рот ебал, ты Мусульманин, Ильгар. Прикинь? Смотри, опа, Я он тоже мусульман. ушел, Чего так они меня боятся? Извиняюсь, это он нормально, матерился? всё нормально, Ибрагим. Это Ильгар матерился? Матерился Ильгар? Нет, по-моему, не он. Подожди. Нет, это не Ильгар матерился, можете вернуть. Ильгар, это не матерился. Ну, так меня боится, я понял. Возвращаю, Ильгара, возвращаю. Я думал, Ильгар, это это да, другой мастер. Вот Пасулин это начал. закон он или что? Блин, вопрос хотел один задать. Ты провоцируешь его. Ты зачем? Ты многих людей провоцируешь. Подожди, ты кто, брат? Ты тоже, да, мусульманин? Вот я хочу задать чеченцам, мусульманинам вопрос. Есть такие чеченцы? Давай. Алхамдулилlah, я мусульманин, задавай. Но ты чеченец, правильно? Нохче? Да, я. Окей, вот ты как чеченец, не как мусульманин, ты согласен, чтобы твои близкие, там, не знаю, сестры, дочки, дай Бог им здоровья, счастья, жили бы по суре 65-4? Я твой этот вопрос уже 3-4 дня слышу. Ибрагим, по-братски, да? Ты согласен, чтобы вот твои близкие жили бы по этой суре? Ты мне ответь. Смотри, у нас дома чеченцы, как ты имеешь в виду вот эту суру, там, то, что можно жениться на двоюродной сестре, ты это имеешь в виду? Не, брат, нет. Что ты имеешь в виду? Я говорю про суру Ал-Талак 65-4. На русском развод. Вот я говорю про эту суру. Ты как чеченец, ты согласен, чтобы твоя дочка, не дай Бог, не дай Аллах, жила бы по этой суре? Он не знает это я. Я не помню, это развод, скажи, что там. Ты Корану доверяешь, брат? От А до Я. Все, что в Коране написано, ты принимаешь? Ты его брат, знаешь, чеченец, ты заметил? Смотри, я Коран, конечно, я принимаю все. Окей, значит, ты согласен, чтобы твои близкие жили бы по суре 65-4 талак, правильно? Ты расскажи мне, ты скажи. Подожди, смотри, брат, если ты принимаешь Коран, да, ты должен сказать, все, я принимаю и я согласен, а я потом тебе скажу. Это так работает, брат. Смотри, если я был бы христианином, да, и мне кто-то сказал бы, вот, есть, допустим, к слову, 25 стих, дробь там 15, ты принимаешь? Я сказал бы, да, я принимал, потому что я Библию принял, я Христа принял, я христианин, христианство принял. Смотри, вот отсюда у меня вопрос к чеченцам, мусульманам. Ты только что сказал, что ты Коран принимаешь, правильно, брат? От А до Я. Там ничего плохого не написано. Правильно я тебя понял, брат? Полностью. Окей. Готов за него встать от А до Я. Все, вот, брат. Тогда ответь мне, ты согласен, чтобы твоя малолетняя
дочка или сестра, кому там 5 лет, 6 лет, 3 года, 4 года, жила бы по суре 65-4 от талак. Ответь, да? Главное, покажи в суре то, что написано. Да, ты сам себе сейчас... Подожди, у тебя какие-то... У тебя сомнения насчет Корана, брат? Не, ты говоришь, что там так написано. Подожди, раз ты мне говоришь, покажи мне суру, значит, ты сомневаешься в Коране. Он не обычная сомневается, логика. он говорит, покажи. Покажи, говорю, что... Подожди, смотри, смотрите, я как грек разрешал вам Ты не включить грек, логику. ты смесь, ты не грек. Окей, я как полугрек, ладно, так скажу, я вам разрешаю пользоваться логикой, которая придумала. Такой, чтобы разрешать кому-то Потому что что-то. логику придумали мои. Ладно, суть не об этом. Включите логику. Если вы... Подожди. Можно я договорю? Ну, не перебивай меня, брат. Ты Смотри. никогда не трогай религию. Я не трогаю, брат. Послушай. Я лично уважаю любой народ. Я очень рад за Запомни тебя. мои Ильгар, слова. да. Я Я уважаю. сам такой. Заткнись, я Ильгар, а ты говнюк. Я уважаю любой народ, любую религию. Вот, А ты не, ты так, смотри, ты так оскорбляешь будешь религию, разговаривать в папа. мечети. Ты не в мечети, так, без матов. Так, Я же с тобой на при чем уважение, тут да, мечеть? Тут я не матерюсь. Потому что я не делаю матерюсь, выводы, но- если ты но мусульманин лично тебя, и оскорбляешь лично меня, тебя значит, могу так трогать разговаривает еще так. в мечети. Потому что Смотри, я ты с тобой конченый на уважение человек. разговариваю. Ты конченый человек, с тобой нельзя Окей, так хорошо, разговаривать. спасибо тебе. Все, окей? Да Всё сказал? пошел Окей, ты да. нахрен, блядь. Окей, вот так будешь говорить в мечети со своим имамом, я тебя и еще раз говорю. Ладно, брат, вот ты мне... Да, ответь мне ты, пожалуйста, брат. Я тебе отвечу, но ты сперва скажи мне, почему ты сейчас говоришь, ты так будешь со своими матерьми в мечети разговаривать. Потому что, смотри, да, пацаны, я запишите скажу вот тебе, этот момент я именно. скажу тебе, Кто я тут скажу в эфире тебе, сидит, я запишите скажу именно тебе, вот ты этот задал момент. вопрос, Подожди, услышь меня, послушай. ты задал вопрос. Почему ты сказал так разговаривать в мечети с матерьми? Я не сказал с матерьми, я сказал со своими имамами. Нет, ты сказал, сказал, поговори в мечети со своими матерьми, сказал. Нет, Вот нет, этот ты сейчас момент лжешь, уже ты записали. лжешь, Он ты же сейчас тебе лжешь. говорит, как он сказал. Он тебе ж Я повторяет. сказал, ты будешь так говорить в мечети со своими имамами. Ты можешь, вот, он может, В вот, мечети с имамами матерились. Это видел. Ибрагим может эту запись выставить и полностью. Ты знаешь, ты в курсе того, что ты проклятый? Один момент. Подожди, мы сейчас за темой уходим. Какая у тебя тема? Ты кто такой? Подниматься сюда Я и нам альхамдулилля разъяснять, мусульманин. Подожди, дорогой, подожди. Я альхамдулилля Кто ты мусульманин. такой? Именно Подожди, поэтому один ты момент. был проклятый. Один момент. Именно Я поэтому альхамдулилля ты мусульманин. заикаешься. Понятно? Меня таким Аллах создал. Все претензии к Аллаху. Дайте нам с ним поговорить, мы же с ним разговаривали. Да, сейчас. Ты вот покажи видишь, брат, я с суру, тобой где на где сказано. уважение разговариваю. Один Меня момент, пришли один момент. оскорбители. Свинья, блядь. Ты так будешь говорить в мечети. 13. Я тебе еще раз говорю. 13. С тобой даже с 13. твоей мамашей говорю. Один момент. Стоп. Вот, и вот это говорит мусульманин. Он даже не понимает, что пророк Мухаммед, мир ему, сказал, подождите, тихо, тот, кто материт другого, он материт свою мать. Так что как-то так это работает. Если он назвал меня сыном этого, значит он сам такой. Это сказал пророк Мухаммед. Смотри, у людей Мир. есть нервы чуть-чуть разные. Ты вот Разницы сидишь, нет, ты у же меня говоришь, тоже есть нервы, но я же на уважение тогда с тобой ты общаюсь, правильно? почему ты тогда говорить так в мечети? Зачем Потому что нам таким если образом? человек говорит «Альхамдулиллах, я мусульманин» и начинает выражаться, я начинаю понимать, что значит в мечети его это учат. Или Ну, ты Коран смотри, этому ему учит. ты смотри, вот ты так... Ты мне на какой вопрос право ответишь, тогда? брат? Я тебе вопрос отвечу, ну ты какой Не, право, так не допустим, работает, брат. Смотри, ты отвечаешь пока ты на мой дослушаешь вопрос. меня? Не, Я брат. отвечу тебе, я тебе говорю... Нет, вот ты покажи мне суру, ответь на свой где вопрос. сказано 6 лет, 3 года, 5 лет. Покажи Подожди, эту послушай, суру. разницы нету, брат. Вот услышь мой вопрос, пожалуйста.
Ты сказал, ты альхамдулилlah, мусульманин, ты Коран принимаешь. Ты в Коране не сомневайся. Правильно мы тебя услышали, брат? И ты сказал, что там написано И я тебе задаю... трехлетней, шестилетней девочки. Нет, я так не сказал. Я тебе задаю вопрос. Как не сказал? Люди записали, люди Вот, слышали. слушай, да, я тебе задаю вопрос. Ты согласен, чтобы твои малолетние девочки, дочки, сестры, еще раз говорю, не дай Аллах, чтобы они жили бы, но ты, как мусульманин, как тот, что ты принимаешь Коран, ты согласен, чтобы они жили по суре 65-4? С тех пор, как мы приняли ислам, мы живем по этим сурам. И что? Подожди. И мы за эти законы... Ты, значит, согласен, чтобы твоя малолетняя дочка разводилась по суре 65-4? Я не согласен. Я говорю, мы уже 300 лет живем по этим сурам. Мне интересно, ты меня не интересно. Я вот человеком общаюсь. Админ, вот это видео включи, у тебя в личку отправлено видео, включи здесь, чтобы мы здесь грязными мозгами не рассуждали. У которой не было менструации, можно выдать... Да, чтобы исламский... Чтобы ислам... Стоп, один момент. У нас грязные мозги, а вот исламский ученый, как об этом говорит, вот это включи, чтобы он нас рассудил. Ну, сейчас, брат, сейчас. Смотри, ты... Обстоятельный исламский Или маленькую девочку, у которой не было менструации, можно выдать замуж. Конечно, и это не мое мнение, это шариат. Например, сколько лет? 10, 9, 8. Правда в том, что нигде в шариате не указан возраст. Вы не найдете ученого, который бы указал день или год. Это значит, даже если она была всего лишь ребенком в месяц или 2 месяца. Даже если ребенку был всего 1 день. Окей, доктор, чеченец, мусульманин. Значит, ты с этой сурой согласен, правильно? Я с этой сурой согласен, я тебе сейчас отвечу. Подожди, значит, ты согласен, чтобы с твоей маленькой дочкой разводились по этой суре, правильно я тебя понял? Послушай меня, подожди. Нет, правильно я тебя понял, да или нет? Ты слушаешь меня? Не матерись, не матерись. Я не матерился. Ну, ты сказал, мы уже 300 лет живем по этим хадисам, по этим аятам. Что у тебя? Ты не даешь ответ мне. Я молчу, вот это твой брат тебя перебивает. Ну, не. Мы 1300 лет живем по этим аятам. Никогда мы не разводились с маленькими девушками. Ты как живешь по этим аятам, когда ты вообще все аяты выкинул за спину, приехал в Европу? Подожди, у нас свое понимание аятов. Мы Нет, так это не работает. На 3 лет. Нет, так это не работает. Мы не женимся на 3 лет. Говорить не будешь, свое понимание нет. Аяты говорить. Бля, 13. Я тебе что объясню? Твое понимание ты так не будешь говорить. Я тебе что объясню? Подожди, Грег. У нас с ним разговор был, да слушайте, дайте, не вмешивайтесь. Ну да, ты не можешь ему отвечать, ты не знаешь, как ему ответить. Ответь, брат, ответь. Я могу ему ответить. Почему я не могу ответить? Смотри. Ты долго думаешь? Долго думаю. Вот, во-первых, в этом аяте, то, что он говорит, там не сказано про возраст. Я докажу тебе. Окей. Если я тебе это докажу, ты из ислама выйдешь? Выйду и потом зайду. Утром выйду, потом зайду вечером. Можно его это? Пускай он нас не перебивает, ну, ведущий. Пожалуйста. Один на один, да. Ты мне Там не же даешь ясно сказать. сказано о девушках, которые не достигли менструального цикла. Можно меня не избивать, брат? Как не получится? Давайте сейчас 13 подискутируют с Узар, и потом другому передадим. Спасибо. Окей, да, брат, я слушаю тебя. Одна просьба, братом не называй меня. Ты меня братом никак не можешь быть. Почему? Подожди. Ты сейчас идешь против слова Аллаха. Ну это ладно. Потом я тебе... Ты сейчас через эти аяты, ты сейчас скрытно так флаг показываешь, ты пока так разговариваешь. Ты через вот эти аяты, через вот эти моменты, через дозволение вот этих, как бы, называющих себя
первую очередь чеченцами, ты потихоньку подкатываешь к теме чеченским женщинам, понимаешь? Во-первых. Тем более... Я очень уважал чеченских женщин. Тем более... У меня очень... Ты свои мысли мне не надо говорить. Ты на мой вопрос ответь. Не перебивай, Ла-13, дослушай до конца. Слушай, да. Почему вы перебиваете? Ты подхватываешь ты перебиваешь. К женщинам, тем более к малолетним. У женщин в любые времена Смотри, никому ничего не послушайте. Я тебя сейчас остановлю, подождите. Ты или отвечаешь на один момент, вопрос, подожди, ты тоже подожди один момент. Смотри, у вас идет дискуссия относительно аятов, хадисов. Ты туда не затягивай чеченских женщин, он вообще не про это тебе говорит. Не надо тебе вообще плевать на чеченских женщинах, у тебя главное твоя религиозная вот эта тема. То есть ты именно... Это тебе плевать, по-моему. Поэтому постарайся вот держаться вот этого курса. Я хочу ответить вам, вы не даете... Пускай с ним говорит один, а то не три человека, а один. Один человек пускай. Остальных выключай. Выключайте. Я ему отвечаю, вы не даете. Давай. Маршал, у девочек в любое время бывает приходите половое созревание. Пускай один говорит, пускай один. Еще раз. У девочек... Узар говорит Алла-13. Остальные пока дают им подискутировать. Алла-13, смотри. Алла-13, я, закончу свой разговор. У девочек половое созревание бывает по-разному. Некоторые девочки 12-13 лет выглядят как маленькие девочки. Другие девочки 12-13 лет выглядят почти как 20-летние девочки. Подожди. Ты можешь ссылаться на ученых, или ты это со своей головы берешь? Смотри, брат, мне твое мнение не интересно. Есть мнение ученых, исламских ученых. Ты никто, чтобы трактовать Коран. Офигеть. А ты кто тогда этот вопрос задавать? Тем более чеченцы. Я альхамдулилла мусульманин. Я альхамдулилла мусульманин. Подождите. Я тебе нормально ответил. Выключайте посторонних. Тем более, в те года, 1500 лет назад, женщины, мужчины выглядели по-другому. Это ложь. Это не ложь. У нас на Кавказе имам Кавказа был 17-летний шейх Мансур. 17 лет имам всего Кавказа, понимаешь? Я тебе про другое говорю. Как оставь? Послушай. Я тебе говорю про половое созревание и как человек выглядит взрослее. Послушай, кто эти женщины, у которых еще месячных не было никогда? Ты обманул то, что ты сказал 2-3 года. Это не я сказал, это Аллах сказал. Ты сказал, а потом тут записано то, что твои слова. И тем более там ставил пример наших чеченских женщин. Тебя запомнили уже, все. Да ладно, что ты меня пугаешь? Слажен, ты такой смелый, камеру у тебя есть смелость? У меня фотки тут есть. Камера есть у тебя смелость? Ты же такой смелый, давай. У меня фото тут. А что случилось? Могу я сказать несколько слов? Сейчас это перешло на личность. Узар, он сам начал, брат, я ему слова не говорю. Я скажу несколько слов. Дайте. Вот этот прикидывающий чеченцам говорит, у нас раньше женщины рано взрослели. Вот ты хочешь сказать, что у нас девушки 9 лет, что ли, уходили? Что ты хочешь сказать, что у нас раньше 9 лет уходили чеченцы, что ли? Что ты шейх Мансура приводишь? Какое отношение шейх Мансура? Я знаю, Чечня. Какое отношение шейх Мансура этому безобразию? Нет, подожди. Какое отношение шейх Мансур имеет к этому безобразию? Давай, шейх Мансур царь. Шейх Мансур 20 лет был, когда имамом стал. Шейх Мансуру 20 лет было. Шейх Мансуру 20 лет было, когда имамом стал. Шейх Мансур 20 лет было. В 1785 году он стал имамом.
Альберт хочет. Я с вами дискутировать, у вас мозгов нет. Шейх Мансур, Ну, короче, на вопрос не... Никерхой, что с тобой дискутировать? Альберт, я смотри, могу- стоп. Один момент, дайте я. Леон, подождите, ветеран, подождите. Давайте мы, короче, будем нормально просто общаться. Здесь. Да, Без разницы, да, к чему придерживается сюда заходящий. Если никто как бы не, скажем так, ну, матом не ругается, не агрессирует. Согласен. Да, Леон, говори. Я могу поговорить с мусульманином один на один, кто хочет, который понимает, а не там плавает. Именно понимает. Вот я вопрос задам, и вот один вопрос. Я могу, подожди секундочку, я могу... Подожди, один вопрос задам я, Ла-13, и выхожу. Давай, любой вопрос. Ла-13, сколько было этой девочки, которую ты изнасиловал, дочки твоего друга? Не было такого, ты лжешь. Короче, ты Ты такой же лжец, как и твой пророк. ты видишь, Я могу спросить... Есть мусульмане, которые понимают, как бы... Сейчас, секундочку. Вот с Леоном подискутируем, Ян, ты еврейские ходы не делай, Подожди. потому что я тебя отпускаю, как бы, ты это знаешь. Да, ты пускай. Смотри, понятие... Ты согласен, что священное писание нельзя изменить? Ты согласен? Ну, вашу Тору изначально это было от Аллаха. Я потом говорю про ее Коран. изменили. Хорошо. Ты согласен, что нельзя ее изменить? Мы к этому Смотри, тоже придем. невозможно. На данный момент, знаешь, 200 миллионов, официально почти 250 миллионов людей знают наизусть Коран, хафизы. Даже если вы создадите искусственный интеллект, примерно, который вы хотите вот эту вашу единую религию, короче, чтобы деньги зарабатывать на этом. Я тебе задал вопрос, послушай. Я тебе отвечаю, только очень глубоко и длинно, потому что ты, еврей, думаешь, что интеллектуально развит только просто ты. мы хотим чего-то понять. Ты берешь, переходишь на какие-то нарративы. Ваши трюки. Хорошо, пусть он делает, Ибрагим. Хорошо, давай, понять, то есть ты... Ибрагим, можно вопрос задам? Не, подожди. Коран, Нет, остальное все искажено. Библия, все ваши Библии. Подожди, сейчас Леон с ним подискутирует, потом тоже как. Окей, значит, ты согласен, что... Коран не искажен, Библия искажена. Секунду, мы к этому, хорошо, мы к всему придем, не волнуйся, все. То есть ты сказал, что Коран не искажен, и нельзя изменить его писание в Коране, правильно? Так я понял. Уже сейчас уже, как тебе сказать, сейчас вы хоть что можете там поменять, даже если ты к этому ведешь. Не, ну давай без воды, да, нет. Что вы создали фейковый Коран, хорошо. То, что мы уже знаем, уже это у нас в сердца записано. Понятие... Так что это означает не сможете, да. Понятие насх в религии, ты знаешь, что понятие насх? Понятие насх. У вас написано, а что тогда? Давай, я тебе отвечу. Я тебе задаю вопрос по Корану. Не, подожди, ты не отвечай, не убегай. Почему ты должен постоянно вопросы задавать? Можно я тебе вопрос задам? Понять, я же задал тебе вопрос. Ты еще ни на один не ответил. А ты ни на один не ответил. Понятие насх. Подожди, понятие насх. Ты знаешь, какое понятие насх? В Коране, это в Коране, кстати. Я тебе объясняю. Объясни, давай. Понятие насх это означает, что вы можете изменить или улучшить Писание в Коране. Теперь мы с тобой начинаем идти по Корану. Давай дальше. Смотри, я тебе еврей, как у вас написано, люди Священного Писания будут вам объяснять. Читаем 6 сура, 115 аят. Давай. Читай. Читай, давай. Читай, у меня только один телефон, я сейчас... Давайте вкратце скажу, давайте все возьму. Я тебя прочитаю 6 сура, 115. У тебя же большой экран, выведи, ты же ведущий. Какую суру, Леон, я выведи сейчас суру, скажи. выведи. Я тебе вкратце скажу. 2 сура, 219 аят. Так, 6 сура, 115 аят. 54, 49 аят. Так, там говорится о том,
и так далее. Очень много говорится. Вкратце говорится, что Творец создал Вселенную, Он знает, что будет наперед. Его слово – закон, его слово нельзя изменить, да? И кто его оспорит, его слово, тот будет проклят. Все. Теперь есть понятие такое слово «нахс». Это называется подмена, замена Писания в Коране, вы можете проверить. И заменить улучшить. То есть понятие улучшить, значит, он сделал уже ошибку. Он тормози, не пытайся сейчас... Это значит, вот человеку предписана какая-то судьба. Секунду, не перебивайте, не перебивайте. Я тебе дальше идем. Подожди, дальше идем. Ты дальше не пойдешь, ты врешь. Как ты можешь дальше идти? Подожди секунду, стоять, блядь. Я не подожду никакую секунду. Вторая сура, 219 аят. Причем тут подмена где того, я что ты говоришь. Где? Подожди, тихо. Евреи не могут ты сначала... лгать. Подожди. Ты не перебивай до конца. Закройте микрофон ему. Вторая сура, 219 аят вы заменили. 4 сура, 43 аят вы заменили. 5 сура, 90 аят вы заменили. Закрывает это все 2 сура, 106 аят. Там написано, что вы можете менять и улучшить. То есть сам Коран показывает, что книга недостоверная. Покажи, что в Коране сказано Мухаммаду, пророку, саллаллаху алейхи вассалам, что он может от себя менять и добавлять. Покажи. Вторая сура, подожди. Вторая сура, если так говорится, если бы то, что ты говоришь, было бы так написано, правда? Я же тебе рассказываю. Это было бы сказано прямиком Мухаммаду, понимаешь, саллаллаху алейхи вассалам. Вторая а не тебе, сура, какому-то человеку. Да я же с Корана тебе читаю. Я еврей, я иуд, тебе читаю из Корана. Как сказали бы, люди Писания придут, будут вам объяснять. 2 сура, 106 аят. Вбей и увидишь. У вас написано, можно заменить и улучшить. То есть мы считаем, так, смотри. Ладно. Заменить и улучшить. Рабов может, но не Коран. Там это не написано. Вторая сура, 117 аят. Леон, у тебя очень много аятов, очень много сур. Салам алейкум, салам машу, до сюда. Почему-то много аятов. Я тебе привел. Подожди минуту, можешь подождать, Леон. Не твоя. Леон, минуту, подожди, очень много аятов на первый раз, потому что данные аяты могут подходить, подпадать под суру меч. Что значит под суру меч? Ты хочешь сказать, что не достоверно? Подожди, я тебе сказал под суру меч, значит под суру меч. То есть ты хочешь... Леон, подожди, я к тебе сейчас вернусь. Ла 13. Ты обращался к Узару, ты обращался ему несколько раз. Подожди, почему ты поменял мою тему? Ты обращался, я к тебе вернусь. Стой. Нет, никуда не возвращайся. Все изначально, все. Подожди, я издалека всегда начинаю. Ла 13. Не надо издалека. Обращался к Узару. Ладно, когда ты обращался к Узару, ты обратился несколько раз, подчеркнув его национальность. Было такое? Нет, я ему задал вопрос. Ты обратился к Узару, подчеркнув его национальность несколько раз. Нет, такое ты было? лжешь. Нет, ты лжешь, смотри. Я лгу, потому что я слышал изначально, когда ты сказал, ты чеченец, ты сказал несколько раз. Нет, ты сказал несколько раз, что ты чеченец, обратился к Узару. Вообще, араб. Ты обратился к Узару, он чеченец, задавать ему эти вопросы. Он чеченец, подожди, он чеченец. И сейчас, да подождите вы уже. Да подожди, ты слышишь, я с тобой разговариваю, я тебе вопрос еще не задал. Я тебе вопрос не задал, ты мне ответишь, когда я тебе после того, когда я тебе задам вопрос. Задал ты вопрос. Хватит тарахтеть, я тебе задаю вопрос. Тарахтишь На момент, когда ты начал, ты хочешь подискутировать об аятах и сурах с этим человеком.
В первую Так очередь ты будешь должен говорить, знать, имеет я тебе еще раз имеет ли сказал, он Дима. эту какую-то степень. Короче, ты но зачем на нажал момент, когда ты хочешь вообще ты вообще должен национальные признаки, национальную форму, указывай национальную форму, понимаешь? Ты просто не в курсе, да, что здесь вот этот Гузар, Чомел Дитендол, Денни Нанни, Чомел Дитендол, Вьюхумш, как бы... Аз детнак долго Это не твоя тема. Вообще, нохчевать. Он сам признавался, что Курейшти на Хиллер, короче. Нохчиш, ну как, что себе. Изам Хиллер, умадец, нохчевать. Хиласинс то сокочур, нормально. Вистхила. Я тебя как бы и так терплю здесь, да, оставил. И ладно, знаешь, что он сейчас делает? Он сейчас зашел, подожди, он сейчас зашел, поменял тему. Леон, ты можешь просто закрыть этот нафиг микрофон. Да закрой ты нафиг этот микрофон, блядь, ёб твою мать. Тихо. Дай мне выгоду. Твою мать, блядь, там, слышишь ты, что? Короче, смотрите, я ЛА-13 отключил, потом кто-то Эль Капоне отключил. Просто чтобы здесь чуть-чуть урегулировать, да, там я не хочу, чтобы кто-то обижался на то, что... Давайте без криков, без матов. Надо как-то вот это вырулить, да, ситуацию, модерировать. Давайте сделаем такую вещь. Я зачитаю суру, вторая сура, 117 аят, кто-то прочитайте. Саляму алейкум. Можно кое-что сказать, пожалуйста? Долго сижу. Ибрагим, брат. Можно кое-что сказать, брат? Смотри, вот не знаю, как это чеченца брата зовут, там Гузар, да? Он в исламе не разбирается. Леон, зачем ты мозги ему делаешь? Он же даже не разбирается в исламе. Он же сам сказал, что он хочет отвечать. Подожди. Он не разбирается, брат, ты мозги ему делаешь. Серьезно, не разбирается. Я спросил, кто... Он не знает, что, брат, он не знает, что ты в чем разбираешься вообще? Я не говорю, что... Не разбираешься ты, Гузар, ты на 65-4 даже ответить не смог. Перед тобой смог бы один на один ответить. Без базара, знаешь. Ответь на 65-4, ответь на написанный ЛА вопрос, ответь на него. Я вам сказал, как этот Эль Капоне сказал, я не ученый, но я буду защищать честь и достоинство своей религии, понимаете? Ну ты его не разбираешься, как ты будешь его защищать, непонятно просто. Вот так будем защищать. Я разбираюсь в этом. Я разбираюсь, я логически правильно вам отвечаю, просто многим этим ученым логика у вас в исламе запрещена, как Ибн Таймия сказал. Логика запрещена. Дай мне слово сказать, два-три слова дайте мне сказать. Вот этот, который не разбирается в исламе, его будет какой-то араб, который разбирается в исламе, посылать куда угодно. Вендетта, минута, освободишь дух душ. Когда речь идет между чеченцами, есть ставится акцент элементарный. Оно это нормальное явление, ничего здесь страшного нет. Допустим, Вендетта сейчас обращался к Гузару, Гузар обращается к Вендетта. Да, это, можно сказать, свои внутренние терки чеченские. С этим уже это никакого отношения не имеет. Какие внутренние терки? Это он говорит, что он из рода пророка. Я говорю, плевать, я хотел на какого-то рода. По крайней мере, Вендетта, он говорит на чеченском языке. Тут мне приходят чеченоговорящие, опущенные, хотят положить сейчас он говорит на чеченском языке, этого мне достаточно, Вендетта. Теперь обращение, ветеран, тот Л-13, когда Л-13 обращался к Гузару,
Он ему говорил, ты чеченец, он ему сказал несколько раз. Исходя из этого, я поднялся. Поэтому, будучи, когда Гузар не является никаким ученым, у него нет никаких понятий, это уже вот с этого надо было начинать. Не говорить, что ты чеченец, а просто сказать, ты какую-то религию. Стоп, Вендетта. Вендетта, сонох чего Бог. Соух нох чего алгехтол, Вендетта. هو كماله عايشك بندت صنوع شو بقى Что будешь шпалар, провокатор, что он воспринять на цо. Просто кучажим бардак, капонаца, меллаца, какие мяц из олшхена, дистрибуция. Брат, hat's der gewisse Qualität, normal, hat's der gewisse Qualität. Я тебя сразу прервал. Я тебя прервал, Лео, по одной простой причине. Чтобы обсуждать те или иные аяты с чеченцами, нужна необходима какая-либо обстановка. В данной ситуации не та была обстановка, не то чтобы обстановка, сама атмосфера немножко отошла от той или иной риторики, которую мог бы ты вести. Потому что в первую очередь, я же еще не договорил, Лео, уважаемый. В первую очередь, когда речь шла конкретно, независимо, является ли человек этническим чеченцем или нет, для меня, человека, которого я слышу, я не знаю его происхождения, я его происхождения не слышал, я не слышал, как он разговаривал. Для меня это абсолютно не имеет значения. Для меня вообще не имеет абсолютно никакое значение, какую религию он вообще даже исповедует. Для меня главное, что я слышу, я листаю, я слышу чеченский разговор. Вот по-чеченски он говорит, и к нему обращаются. 2-3 раза к нему обратились: ты чеченец? Он говорит, и поехали аяты. Данный аят, о котором ты читаешь, или же Л-13 зачитывал, данный аят, возможно, попадает под суру Меч. Ты понимаешь, а под суру Меч попадает около 120 аятов. Данный аят, возможно, является меканским, потому что, возможно, он не является, он не то чтобы невозможно, он вообще не является даже мединским аятом, потому что в мединских аятах было около 42 аятов, если я не ошибаюсь. Поэтому данный аят, который ты зачитываешь, возможно, это аят был чисто по суне, чисто для ахлюсуны, понимаешь? Возможно, эти аяты для тех и других течений. Сейчас ты можешь задать этот вопрос в данной ситуации, зачитай этот аят, и там просто-напросто мы послушаем. Но я хотел просто пояснить всем, когда вы заходите, мне абсолютно плевать, Л-13, ты или еще кто-нибудь другой, когда идет речь и ставится акцент на национальность, этническую принадлежность Гузара, потому что он-то может сказать, он является чеченцем или нет. Но для меня в данной ситуации он является нохчи. Почему? Он не нохчи, но в данной ситуации для меня, потому что человек разговаривает на одном из наших диалектов. Хорошо, Все, Леон, я тебя слушаю. Как ты относишься к 4 суре, 24 аяту? Я тебе могу, Вендетта, 65-й, подожди, я это понял. Я тебе могу сказать, я тебе отвечаю. Данный аят, сура 4, аят 24, можно относиться по-разному, потому что, если я не ошибаюсь... чеченец не может как раз таки по-разному. Я тебе еще раз поясняю, что данный аят, где ваша десница, то бишь правая рука, коснулась женщины, данный аят можно рассматривать как чеченец, это негативное отражение. Почему? Потому что даже сам Басаев, когда входил Буденновск, заявлял официально, что любой тот чеченец, который входит в это помещение, если докоснется на пребывание всех чеченцев, есть официальное письмо, докоснется до любой женщины, будет расстрелян. Данный аят даже на тот период, это 90-е годы, абсолютно неприемлем. За себя отвечал. Я за себя сказал, данный аят мне неприемлем. Но я тебе еще раз говорю, почему. Да подождите, Вендетта, ты мне сейчас будешь эти аяты с Гузаром будешь потом дискутировать. Вендетта, все смолу. Подожди секундочку, ты знаешь, что ты сейчас себе ногу стрельнул? Ты сейчас сказал, что Коран, он... Никуда он не стрельнул. Капона
полностью нормально выстахил. Да, Капона, смотри, что значит под нож? Да, что дискутировать, да, бютвейнс дальше, да? Давай спокойно, Капона, без нервов, спокойно. Ты сейчас Я сказал, не что... нервничаю, я спокоен, сам удав позавидует. Просто, возможно, просто из-за того, что у нас много шума, приходится орать и перекрикивать. По поводу данного аята, для чеченского народа, вообще для чеченцев, данный аят, это очень хороший показатель тому, что, наверное, никто никогда не задумался. Но с сегодняшнего дня, наверное, все будут задуматься, что данный аят очень прекрасный аят и очень показательный для чеченцев по одной простой причине. Как только будет какой-то конфликт с арабами, то будут чеченцы знать, на что они способны. Будут придерживаться данного аята. Дальше твой вопрос. Смотри. Теперь переключай свой фокус дискуссии. Он, вот, например, гость вот этот, Фантомас или кто, я не знаю, там имя нету. Вот Фантомас. Волан-де-Морт, брат, Волан-де-Морт. Он из наших, это нормально. Смотри, я хочу что Капоне. Да, вот внизу есть вот этот. Я хочу что Капоне довести. Ну, Аль Капоне просто пришел как бы попросить, когда тут там национальные вот эти вот темы. Я не трогаю национальные, ты знаешь, не трогаю национальные. Я понимаю, но тут он подумал, что вот это... Не, просто интересно, я вот хочу вам вот всем как... Аль Капоне, смотри, сама понятие. Подожди. Леон, вот переключись на вот этого. Вот смотри, у нас здесь есть МИГ, интернет. Вот, да, исламский ученый. Вот, хорошо, смотри, ты ислам, ты Коран... Подожди, я свое скажу и выйду. Я свое скажу и выйду. Не выходи, почему? Выходите, вы переключаетесь постоянно на ислам, вы упрекаете ислам, вы ненавидите ислам. Причину я даже расспрашивать не стану. Я одного не пойму. Есть еще две религии, да, вымышленные, которые коварные, реально нечеловечные, реально такие развратные. Это христианство и иудаизм. Почему бы вам об этом не подумать? У нас чеченского, я отвечу, у чеченского народа с христианством, с иудаизмом, с буддизмом проблем нет. Единственная религия, которая нам навязывается русней, это ислам. Русней навязывается? Покажи хоть одного русского правителя, который тебе ислам навязывает. Кто чеченцам строит мечети и медресе? Кто строит чеченцам мечети за миллиарды? Кто строит мечети? Ты от вопроса не уходи. Шали за 2 миллиарда долларов. Кто построил мечеть? Я вам сказал, почему бы вам не переключиться на иудаизм? Мы переключимся, когда он нам будет навязываться. Да, переключимся, когда будет навязываться. Видите, медресе государственное финансирование, муллы государственную зарплату получают. Оставьте, при чем тут муллы? Мы не о нынешнем сегодняшнем положении. Можно я кое-что скажу? Вы за религию говорите. Вы что переключаетесь на время? Послушай меня, я тебе отвечаю. И за христиан, и за евреев. Ни одна религия не может нести себе, написать «прибей, забей, уничтожить жизнь». Ни одна религия не может дозволить в трехгодичном возрасте замуж выдавать. Подожди, тихо, нет. Ни одна религия не возвышает свою нацию на другой нации. Давай. 9:29. Кроме как иудаизм. Я приведу. Какой ты довод? 65-я сура 4 аят дозволяет жениться в любой момент возраста, в любой момент. 65-я сура 4 Вы сначала о своих религиях подумайте, потом зайдите. Подожди, не спеши. Давай уважительно, стоп, давай уважительно общаться. Ты сейчас хочешь перепрыгнуть. Вопрос, дайте мне один вопрос. Озар, пока, смотри, вот ты сейчас переключился на иудаизм,
Дело в том, что вот у евреев... Они сейчас переключу. Стоп. Не спеши. Логически давай, можно подумать. Я с тобой нормально общаюсь, не спеши. Смотри, у нас ситуация вот такая, да? На сегодняшний день евреи, во-первых, это не миссионерческая религия у них, да, там, чтобы распространять это на другие народы. Во-вторых, вообще евреи абсолютно не практикуют никакие-то браки с трехлетними. То есть, если у них это где-то там, я вообще-то не профи, да, в этом деле, но я вот слышал от вот таких вот религиозных деятелей, которые здесь дискутируют и говорят, там где-то есть какие-то 3 года. Даже если там где-то что-то есть, это не предписано до судного дня евреям. Они это не практикуют. У них нету, мы не видим сейчас этого вообще. То есть они не то, что не практикуют, это неприемлемо для них. Нет, у нас конечно. Хорошо. Почему вот если мы берем один момент, не перебивай. Как раз таки то, что делал Эпштейн сегодня в исламском мире, практикуется, то есть до судного дня. Вот если мы сейчас об Афганистане говорили, да, вот там 6-летние, 7-летние дети старикам, короче, выдают их. То есть у нас вот такая ситуация, поэтому это неправильное как бы сравнение, да? Слушай меня. О иудаизме идет речь. Слушай, ты Эпштейна сравниваешь с пророком, я не понял. Подожди, если люди, знаешь, не идеальны по исламу, то дин ислам, он клянется Аллахом, лучше этого нету ничего. Дин ислам как раз является идеальным. А как это лучше? 9.29 почитай мне, 5.60. Кто тебе читает? Кто ты такой, чтобы я тебе что-то читал? Ты кто такой, чтобы я тебе что-то доказывал? Вы свои сначала писания там читайте. Развратные вот эти, ты хочешь сказать, что которые это религия? Приказывают убивать другие. Религия... Подожди, не подгорай. Кто ругает ислам моего пророка, я его рот ебал. Я его рот ебал. Аллаху, ты чистый мусульманин. Что ты подгораешь? Давай нормально поговорим. Привет, Жидовин. Я сказал, вы свои писания читайте, разбирайте. Давай нормально. У нас, подождите, к нам зашла сейчас женщина без махрама в кафиром в группу. Это что-то... Вы не мужчины, понимаете? Вы с гей-парада Израиля. Ну это короче, это дочка Айши. Непонятно, что делает. Момент. Не грубим, да, просто непонятно. Давай нормально поговорим. Да, что делает женщина? Что делает женщина без махрама в кефирском каком-то чате? То есть это неприемлемо. Ну, как бы там ни было, все равно некрасиво, зашла когда женщина имеется в виду, что Божий щук и она искала даже то, что отъедется, но тем более. У меня вопрос. Лео, у меня к тебе и к Мику вопрос. Давайте я начну просто. Мне вот сейчас просто интересно. Лео, у тебя звезда Давида, правильно? Ты не ответил на мой вопрос, а уже режешь свой вопрос. Я не слышу. Хорошо, задавай свой вопрос. Как так понимать, я не понимаю. Ты залетел, поменял тему, красиво так. Нет, я не залетал, я поднялся. Давай пройдемся. Слушай, давай так. Ты признаешь, я поднялся, я не залетел. Ты согласен, давай скажем так, ты согласен, что в твой Коран, Писание именно в Коране не должно изменяться? Совершенно верно. До судного дня не должно изменяться, да, совершенно верно. То есть мы идем по суре 2.117, 5. Зачитай мне суру 2.117. Что Творец создал землю, что он... Майк, подожди, пускай человек зачитает суру. Не, пускай они читают от начала до конца. Они какие-то частицы читают и преподносят. Он Творец от начала до конца не получится, подожди. Стоит ему сказать... Если так не получится... Лео, подожди минуту. Вот этого сначала поставлю на место. Подожди, Лео, подожди. Он сейчас утверждал, что у евреев, иудеев с 3 лет. Подожди, покажи мне в исламе указанный возраст. Можешь указать мне, ссылаясь на Коран, хадисы, на шариат.
Да, какой возраст в исламе предусмотрен? Для чего это? Как для чего? Для замужества. Для замужества. Там нет возраста. И все. Ну тогда какого черта ты говоришь, что в 3 года ты можешь месяц жениться? Это у вас нет. У нас нету, у чеченцев такой дичи нету. Я не яхуд, я чеченец, алло, опущенный. Внимательно слушай. Я тебе задал вопрос. Какой возраст указывается в исламе? Месяц, год, 2, 10. Секунду. Год, месяц. То, что ты чеченец, я это понял. К какой книге ты ссылаешься? И к какой книге я не ссылаюсь? Ну как это ты не ссылаешься к книге, но пытаешься парировать этой книгой на данной трансляции? Я привел 65-ю. Подожди, я привел 65-ю суру 4 аят, в котором Аллах разъясняет сроки Идда. Послушаем. Сроки Идда в исламе. Это я все знаю. Это я все знаю. Секунду, я тебе говорю. Остановись. 3 года. Остановись секунду. Хочу вопрос тебе задать. Бесполезно говорить. Я вам отвечаю. Нормальные братья мусульмане, давайте отсюда выйдем и все. Секунду, Микаэль, я хочу задать вопрос. Они же ссылаются в Коран, но они не верят Корану. Я ложивший фугас патрон Аллаха, как я в Коран буду? Короче, теперь скажи мне, как ты можешь мне приводить доводы с Корана, если ты не веришь? Один момент. Я сейчас вендетту пока спустил, да, потому что он грубит, и люди, короче, не будут тогда дискутировать, если вот такой разговор вести. Фугасы там, плюс 32 полностью осуждаем. А вот дискуссия, она, какая проблема, чтобы вести дискуссию, веришь ты, не веришь, вот какую-то тему взяли на дискуссию, да, и ее обсуждают. И объясняй. Могу объяснить? Ты говоришь, веришь, не веришь. Как вы можете мне приводить доводы с книги, в которую вы не верите? Ну ты же веришь в это, поэтому тебя его и приводят, потому что ты веришь в это. Причем тут я? Почему вы мне... Ту книгу, которую я знаю, вы мне приводите доводом. При чем тут это? Какое ты имеешь отношение? Дело в том, что... Например, я могу приводить пример Тору, Талмуд. Ты не можешь приводить, вот ты в него не веришь. Послушай меня. Я принимаю священные писания, которые... Есть... Послушай меня. Я верю в Коран, алхамдулилля. Секунду. Я еще раз говорю. Один момент. Смотри, вот видишь, там вверху написано «Радио Маршу». Вот этот канал называется «Радио Маршу». На чеченском... Один момент. На чеченском языке это означает «Радио Свобода». То есть у нас вот по регламенту мы имеем право обсуждать абсолютно любые темы. Единственное, вот один момент, который надо здесь соблюдать, это просто культуру вот общения, да, чтобы вот такого не было, там, друг друга, чтобы матерились, там, нецензурно вот эту речь применяли. В остальном тема здесь не проблемная. То есть, если мы здесь разговариваем, обсуждаем, например, именно об исламе, да, религиозные вот это вот там какие-то предписания, то ты что хочешь сюда зайти и запретить это, я не понял. Нет, я тебе говорю, как ты можешь мне приводить ту книгу, в которую ты не веришь? Ты прочитал это как энциклопедию. Пришел и дальше пошел, все. Если ты не хочешь, чтобы тебе приводили. Другие, если не хочешь, чтобы приводили. Я тебе буду приводить Левит, допустим, ты его примешь? Мне вообще-то... Не, Левит, ты его примешь? Мне интересна вот тема, которая вот сейчас... Почему вас так сильно заинтересовала тема ислама? Один, я объясняю. Почему ты не отключаешь микрофон? Ну, я тебе объясняю, почему нас интересует тема. Ты лишний раз время сейчас тратишь. Вот тебе объясняю. Вот в чеченской среде у нас есть огромная проблема, что вот весь наш народ полностью как бы его пытаются переделать. Неправда. Делается это очень хитро, да? Неправда. Используя вот это ценности. Неправда. Да, видишь, ты не даешь договорить, да?
Что переделать ты имеешь? К сути, давайте к сути. У нас какая ситуация? Нас вот хитро, по-хитрому хотят потихоньку вот так вот, скажем так, подвести к тому моменту, когда мы не можем уже не дискутировать, то есть не критиковать. Короче говоря, как дебилы. Ибрагим. Да, как дебилы Один ты должны умный, следовать а вот этому. остальные все чеченцы мусульмане глупцы, если тебя слушать. Нет, неправда, абсолютно. Как нет? Абсолютно Если не, по твоей неправда. логике так и есть. Я вообще-то Или сам все остальные, мусульманин. вообще все Да, мусульмане глупцы. Ты не можешь сейчас употреблять, говорить о чеченцах, ты сейчас вообще не можешь, независимо, какую религию он исповедует. Непонятно. Ну, ушел, Лео ушел, я тоже с Цадиха, да, Ибраим, нохчеву и вати бошту, юмше Цадиха, да, с Цаджимела пресекать. Аль Капоне. Да. А что с тобой произошло, брат? А что со мной? Он здесь зашел абсолютно как другой персонаж, да, то есть он здесь... Причем вот он понимает. Ибрагим, он персонаж или человек он? Капона. Послушайте, вы меняете понимание понятий, подменным понятием занимаетесь, но вы не можете ответить за каждое слово, которое вы говорите тут. Ты сейчас про кого говоришь? Подожди. Вот я за человека, который ставит клейма как персонаж, как, допустим, лезет в религию ту, которую... Смотри, я тебя сейчас... Зачем ты меня отключаешь? Дай мне договорить. Сейчас не понял. Я сейчас... Не, я... Ибраим. Капона, вот это уечвала, ходава сун. Ликтус, содаа рошун, мегартах, салам алейкум, аш айшу. Да, это был маш. Аль Капоне, я позже зайду к тебе, Аль Капоне, Аль если Капоне, в эфире будешь. я что должен тебе сейчас вопрос задать? Да, о том, что Аль Капоне у нас вышел, он попрощался с мусульманам, сказал салямун алейкум, там чеченцам сказал. Многие не мусульмане говорят. Что вас тревожит, дорогие гости? Давайте поделимся. Меня тревожит, какое направление ты ислама взял. Вот какое направление ты ислама исповедуешь. Секунду, он говорит, он мусульманин. Если речь обо мне идет, то я мусульманин 72%. Устраивает? Как? Не, это не устраивает. У тебя какое-то течение должно быть. Есть 5 столпов ислама и 4 масхаба есть. Объясняю. Я как раз таки вот эти все моменты их отослал, как по хадису сказано. Один момент я могу ответить на вопрос? Да. Да, вот эти все моменты, которые мне не целесообразными, я считаю, нелогичными, я их по хадису вот этому, которым сказано коренными зубами, там, отцу, туда-сюда, не буду его дословно переводить, потому что для меня этот хадис неприемлем, я это все, мусор отправил назад туда, в пустыню, откуда это пришло. Поэтому как бы, это меня обходит это все. А по какой воле ты находишься в Европе? По собственной. У меня по этому поводу но есть... ты же не можешь вернуться туда, откуда ты родом. Есть же причина этому. Это же не ислам. Смотри, в Европе находиться мне как раз таки можно, потому что я 2%. А вот тебе нельзя. Я тебе не за это говорю. Ты же домой не можешь вернуться не из-за ислама же, правильно? А из-за своей деятельности, которую ты делал там. Я как раз таки домой не могу вернуться из-за политических взглядов. Изначально в Европу я приехал и получил здесь статус именно из-за своих политических взглядов. То есть у меня ничего не изменилось. Ислам же тут ни при чем, правильно? Никогда в жизни, когда я даже был более религиозным, я вот это вот дело, не педофилию плюс 32 осуждаю, не изнасилование женщин, не какие-то вот эти вражда и дружба там ради Аллаха, какие-то на ровном месте враждовать с людьми, вот это мне как бы неприемлемо. Ибрагим, лицемерство – это самая грязная вещь, которая существует в мире. Чего себе?
Это самая грязная вещь, которая по отношению даже к себе человеку. Так, давай проверим сейчас, насколько мы честны. Так. Давай. Ты хочешь меня проверить? Я в Украине нахожусь. Окей. Ну. Да, ты мусульманин, наверное. Алхамдулилла. Маша. Каким образом ты попал в Украину-то? В Украину в конце 2013 года я с России уехал в Украину. Кефиром прям, да? Вот. В смысле кефиром? Я уехал учиться сюда. Ну, кефиром ты поехал учиться, да? В смысле кефиром я уехал учиться? Потому что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи сказал: я отказываюсь от каждого мусульманина. Сейчас не надо мне приводить Коран, сейчас я тебя не за религию, он меня спрашивает. Момент. Не спешим, не звоните ему, поставьте там, кто ему звонит, дайте поговорить, подискутировать. Мы просто, Ибрахим, время тратим на общение, брат. Мы сейчас, мы вот взяли за основу вот этот вот термин лицемерие, да, и хотим понять, что это такое. Так, вот интересно, что такое лицемерие. Как это мусульмане... Уехал я учиться, брать знания в медицинской, направлении. На основе дальше. Чего? На основе Корана и Сунны ты уехал? Или на чем? Нет. При чем тут религия? Мы же разговариваем, какой целью я уехал сюда. Правильно? Нет, мы хотим выяснить лицемерие. Нет, ты сейчас тут не сможешь парировать религии. Я уехал сюда не за религию. Один момент. Ты лицемерие. Moment. Вообще, с какого... moment. Потому что я тебе объясняю. Лицемерие ты вообще... В конце 13-го года, с конца 13-го года я уехал... Алло. Ты лицемерие тему вообще с чего затронул? Лицемерие это когда... А что ты мне отключаешь микрофон? Извиняюсь, Сайна Гюмач, выключи, я думал, это мой. Извиняюсь, давай, говори. Что, почему ты... Лицемерие – это когда человек находится в религии, потом где-то он слышит какую-то басню или какую-то быль, он переменяет свою подсознательную сторону и заходит с другой ноги в эфире и говоря о том, что он 72% является тем или иным персонажем. Как раз таки нет. Почему? Это не лицемерие. Я же по правде говорю, я бы мог, как и ты, говорить, что я 200%. Но я не... И послушай, я не 200%, я не 100%. А ты сколько? С момента, как пришел халифат в мою Персию, где мои народы были за австрийцами и которые приняли эту религию, альхамдулилlah, сегодня на 100% я являюсь мусульманином. На 100%. И никто, послушай, это не это. Я не поклоняюсь. Смотри, ты, наверное, не подожди, дай договорить мне до конца. Ты же не можешь понять моих слов. Лицемерие – это как раз-таки, когда человек выдает себя за того, кем он не является. А когда ты говоришь... Во-первых, если... Когда ты говоришь по-честному... Так, я тебя сейчас выкину. Подожди, не перебивайте. Когда ты говоришь как есть, вот я вот к этому отношусь или к вот этому отношусь. Когда ты как есть говоришь, что сура 4.24, то ты полностью не считаешь ни человеком, кто это признает, не считаешь вообще это не божественным, не святым, а чисто вот таким, скажем так, самым ничтожным. И это не есть. Ибрахим, это же как раз таки по чистоте. Послушай. Лицемерие бы с моей стороны было бы, если вот тут бы я бы сидел, каждому из вас бы приводил бы Коран и говоря о том, что у меня бы не было бы омовения, вот это было бы лицемерие по отношению к другим. А когда я тебе говорю, что в разговоре со мной не употребляй ту книгу, которую ты не веришь сам, но ты приводишь мне суры и аяты, понимаешь? Не имея омовения, это, во-первых, лицемерие
к 72 твоим процентам, которые ты говоришь, что ты мусульманин. Один момент. Какие омовения? Мы тут сейчас Коран руками никто не трогает. У нас... Ты приводишь священные писания Корана вот тут, в грязном самом, ну, не проблема. самом люди ненавистничеством. Ты не сможешь. Знаете, где... Ты не сможешь. Кто ты, воин? Ты не сможешь в этом мире запретить, чтобы кто-то прочитал Коран, его обсуждал, или его критиковал, или его, я не знаю, руками трогал. Это невозможно. Что ты вообще не понимаешь, что ли, что ты полную пургу несешь? Еще раз. Но зачем ты отключаешь мне микрофон? Свой выключил. Я тебе еще раз скажу. Для начала, ты в ТикТоке сколько времени находишься? Вот приблизительно. Вот скажи приблизительно сколько. Не знаю, несколько месяцев. Несколько месяцев, да? Я не буду хвалиться, но я скажу одну вещь. Я не тот человек, чтобы тебя учить чему-то. У тебя Нет, есть... мне интересно просто как Послушай, Давай. у тебя есть, как ты говоришь, источник, через который ты черпаешь информацию. Правильно? В смысле источник? Или у тебя есть те люди, которые тебе дают это знание? Послушай. Вот и сейчас, вот смотри, Ибраим, администратор, включи ему вот этого исламского ученого, ты можешь включить, чтобы он ему... Какого ученого? Ты про какого ученого? То, что вот последний тебе был скинут, вот, благодарю. Включи, пожалуйста. Это не я говорю. Давай, я послушаю. Ваш братан Перс или кто он, я не знаю, в платке. Жили маленькую девочку, у которой не было менструации, можно выдать замуж. Конечно, и это не мое мнение, это шариат. Например, сколько лет? 10, 9, 8. Правда в том, что нигде в шариате не указан возраст. Вы не найдете ученого, который бы указал день или год. Это значит, даже если она была всего лишь ребенком в месяц или 2 месяца. Даже если ребенку был всего 1 день. Все, я как бы от себя не пытаюсь ничего здесь говорить. Нет, ты просто... Там есть аят, там есть тафсиры, там есть хадисы, и есть мнение. Ибраим, и есть у нас прецеденты. Вот мы смотрим на Ирак, как там женятся на 9-летних. Послушай меня. Афганистан, как там женятся на 7-летних. Смотри, все, послушай меня. Что здесь непонятно? Тебя это задевает сейчас, на данный момент? Ты вообще вылетаешь отсюда. Мне с тобой не интересно, чего ты сюда пришел. Тебя задевает. Ибраим, он тебе именно вопрос правильно задал. Тебя это что ли задевает? Тебе же говорят, дин ислам он идеален. И то, что Всевышний Аллах дал вот давай проверим, идеален или нет. Нету ничего можешь зайти. Другого. Да, ты сюда можешь зайти и подискутировать. Что ты здесь бздишь? Зашел сюда? Я не про тебя, про вот это. Зашел сюда, что тебя интересует? Самое лучшее, что Всевышний Аллах дал человечеству. Это самое лучшее. Это идеал. Да? Если люди не идеальные, если люди идеально не проводят, понятно, так сказать, все принято. Это не значит, что религия... Ты можешь теперь показать в мире, где-нибудь в мире можешь показать, где этот идеал работает? Причем тут ты опять-таки на людей переходишь. Нет, смотри, если человек его... Я тебе сказал, если человек его идеально 100% не проводит, да, не живет... Значит, это не идеально, если человек... такова. Окей, все, понял. Теперь объясняю. Подожди, вот этот вопрос, если это идеал, подожди, не перебивай, елки-палки, чего ты за странный человек? Я тебе за это говорю. Дискутируем. Смотри, если ты говоришь о какой-то идеологии, и она идеальна, но она почему-то не может реализоваться, то есть не получается, не находится общество, которое могло бы его... Не перебивай меня, не перебивай. Если общество не может его на себе применить, осуществить это,
Как оно может быть идеальным? То есть, значит, это не работает на людях, потому что до 21 Люди века просто по не хотят. по сегодняшний день мы не можем увидеть нигде какого-то примера. Или есть пример? Если есть, покажи. Пророки, сподвижники, сахабы. Тебе что, мало примеров, что? Что пророки, что сподвижники? То, что они идеально жили по этой религии. Как идеально жили, когда сахабы друг друга перебили? Где сахабы друг друга могли перебить, скажи? Где, когда такое было? Как Усман как закончил? Усман как закончил? Какой Усман? Халиф. Асхаб. Как он закончил? Как он закончил? Как его ножом ударили? Ну, его предали. Ну где там идеал? Как Али разборки устраивал? Айша с Али. Какие разборки? О чем ты говоришь? Я тебе вот за это видео говорю, где ты вот это включал фулейджу, да освободит его Всевышний Аллах от тюрьмы. Где он говорит, хоть месяц, хоть 2 года, хоть 3 года. Вопрос не в том, что... Ты просто подумай о том, что... Где... Вот смотри, я вижу в цивилизованном мире, да, вот в цивилизованных странах, Подожди, что, давай, что я есть... договорю. Вот видишь, ты не даешь человеку сказать свое, Говори, только потом мне дай сказать. Говори. Просто покажи мне, где сегодня месячные идут у ребенка в 3-летнем возрасте или годичном возрасте. Если в Коране Всевышний Аллах год не указал время, сколько лет замуж надо выходить, не указал, это не значит то, что она должна выйти в 3 года или месяц тоже выйти. Имеется в виду конкретно, если менструальный цикл идет, то по шариату можно выходить. Но я тебе еще раз задаю вопрос. Где ты видел вот это то, что... Вот твоя проблема, вы не слушайте, просто иди почитай суру. Иди почитай суру 65, 4 аят. Почитай суру, аят, почитай тафсир. Потом придешь, 5 минут тебе даю. Иди, вышел, почитал сура 65, 4 аят, почитал тафсир, потом вернулся и поднялся, и потом дальше говоришь про какие-то... Извиняюсь за эту тему, там, месячный, не месячный. Вот сура 65, 4 аят прочел, его тафсир прочел, потом вернулся и дальше обсуждаешь, потому что ты полный профан. Так, Леон, говори. Короче. А он ученый? Вот ты сказал, что он ученый, я как бы понимаю, что они там все такие ученые. Кстати, я тебе скинул текст, вкратце говорю. Вот если ты в халате, если ты в этом платке, и тебя сказали, назначили, что ты ученый. Понятно. Я тебе скинул в личку и радио Маршал тоже. Вкратце говорю так. Типа, что сказал Аллах, что Он создал Вселенную, Его слово – закон, нельзя изменить Его слово, нельзя оспорить Его слово. И тут прилетает понятие «накс». Что такое понятие «накс»? Это заменить именно в Коране Писание. После этого Наск, да. После этого я тебе показываю, послал, что они заменили, да. И 2 сура, 106 аят, что под это идет. То есть, если они заменили Писание уже в Коране, то сама книга получается недостоверна. Они противоречат словам, тем сурам и аятам, которые было написано, что Творец сам говорит, что он знает, что будет наперед, его слово нельзя изменить. То есть он знал, что будет наперед. То есть, получается, он ошибся. А 2 сура, 106 аят, если ты смотришь внимательно, то есть мы заменим и мы улучшим. Понимаешь? И мало того, они там улучшили и заменили. А Священное Писание, мы все знаем, нельзя заменить. Насчет Торы, когда вы говорите насчет Торы, у нас даже точку нельзя изменить, когда выходит... сейчас параллель проводишь, Да. и у нас получается, как будто бы здесь какой-то конфликт конфессий. Поэтому... понятно. Просто я к чему я говорю, что ребят,
Книга сама говорит, что Коран искажен. Это не это. Там противоречие, жестокое противоречие идет. Все? Противоречие с Торой, да, идет. Не с Торы, а в Коране. Сама Да, Коран. нет, в Коране нет противоречий. Это ты сказки не рассказывай. Так я же тебе говорю. Я же тебе говорю. Если ты, давай. Ты хочешь открыть по порядку, мы пройдемся по этой теме. Мы же будем сейчас идти по Корану. Да? Давай я буду зачитывать. Давай. 117, да, начинай? Подожди, сейчас, секунду. Я открою компьютер, секунду. Секунду. Просто надо учить людям. Вот сейчас зашел этот какой-то там цикл начался, не цикл, но вообще полный профан. И его сидят, слушают. Да, сейчас я тебе назову, ты прочитаешь, и мы придем к этому общезаменателю сами. Сейчас, секунду. Только еврейские аяты не читай. Ты лучше мне скажи, а то получится так. Да, сейчас я скажу тебе с Корана все. Еврейские аяты. Не, это с Корана все будет идти. Вы уже все Кораны там, переписали, заменили уже вообще. Сейчас. Нигде. Он свой еврейский перевод Корана читает. Он не Коран читает, а свой еврейский перевод. Нигде невозможно уже найти оригинального Корана. Все, короче, еврейские. Оригинальный арабский Коран, он везде. Да. Ну, давай вместе будем читать. Я тебя назову, а ты будешь читать, окей? Давай вместе. Я лучше буду читать, потому что я как вторая, бы еврей. Вторая сура, да, вторая сура 117. Так, сура 2, 117 аят. Эльмир Кулиев подходит нам всем? Давайте его возьмем за это. За волосы. Так, он первосоздатель небес и земли. Когда он принимает решение, то стоит ему сказать «будь», как это сбывается. Okay. Это же противоречие. Да, дальше идем. 54-49. Так, 54-49. Зачитываю. Да. Эльмир Кулиев. Воистину мы сотворили каждую вещь согласно предписанию. Опять противоречие. Нет, это не противоречие пока. Шестая сура, это противоречие. Шестая сура, 115 аят. Наберите терпения. Ну, даже это можно противоречить. Но я дальше иду. Так, шестая сура. 115. Так, сура 6, 115. Эльмир Кулиев, слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо. Никто не изменит его слов. Он слышащий, знающий. Правильно. А теперь мы читаем вторая сура, 106 аят. Когда мы отменяем... Сура 2, 106, Эльмир Кулиев. Да. Когда мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше его или равный ему. Разве ты не знаешь, что Аллах способен на всякую вещь? Окей. Теперь это называется понятие насх. Теперь что меняется? Вторая сура 219 меняется. 4 сура 43 меняется. 5 сура 90 меняется. То есть заменили священное писание в Коране по понятием слова насх. Вторая 219, она как меняется, я не понял.
Алкоголь сначала в нем полезно, а потом нет. Потом 4,43 секунды. 4 секунды, не прибиваем. 4,43. Потом не подходит к молитвам пьяным тоже. Наконец-то 5,90. Наконец-то там мерзость от шайтана, держись подальше тоже. Что там еще было изменено? 256, по-моему, да? Нет в религии принуждения. Что-то такое-то. Леон, теперь ты читаешь Тору, привык там видеть противоречия, и поэтому читая Коран тоже так думаешь. Там нет противоречий вообще. Приведи о чем мне речь вообще? Где противоречия? Хорошо, приведи мне противоречия в Торе. Так, вот смотри. Само слово Тора уже противоречие. Стоп, это ты плохо начал вот эту тему сейчас. Как будто бы у нас идет какая-то борьба. Смотри, да, я к чему говорю? Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в Тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах слышащий, знающий. То есть вот это начальные слова, нет принуждения в религии, я их считаю, вот этот аят, я четко, вот именно эту часть его я четко принимаю. Потому что это самое логичное, нет принуждения в религии. Потому что если ты человека принудишь к религии, то это не будет уже его истинной верой. Понятно, да? И вот ты по башке ударил кого-то и говоришь, а ну давай вон, делай, короче, какие-то ритуалы там. Тоже идет противоречие, здесь идет. Да, и он, если этим начинает заниматься, то это уже не есть вера там, в Бога. А если принуждение не может быть. Вы хотите отменить часть 9 сур, 29 аят, как я понял? Ну, вот это уже неприемлемо как раз тема. Если выходишь с ислама, что получается? Секер головку. Ну тогда, значит, Леон, происходит. Леон, иудеи Медины утром приходили к пророку, иудеи топтали тень. А вечером выходили, им ничего не было. Алло, вы утром встаете на намаз, а на вечерний не встаете. Из-за иудея, как раз таки, из-за того, что иудей с дороги не отошел, Али шел сзади него, короче, по пустыне, там больше дороги не было. Ему пришлось сзади него идти, чтобы его, как бы, уважая, короче, этого старого иудея, и он, короче, опаздывать начал на утреннюю молитву, намаз. И солнце остановилось, чтобы он не опоздал. Леон спрашивает, что будет, если покинут ислам. Я тебе привел пример. Ты такое слышал, Асан? Ты слышал этот хадис? Не слышал я такой хадис. Вон Салам Межиев на ЧГТРК рассказывает, достоверно. Короче, что... ему лучше знать. Короче, старый еврей шел. Лучше знать. И больше места не было в пустыне. Мечеть, короче, он опаздывал, больше запасной дороги какой-то. То есть одна только тропа там оказалась. И чтобы не обогнать вот этого пожилого еврея, Али шел сзади него и тем самым опоздал, начал опаздывать, короче, на утреннюю молитву, и там солнце остановили, короче, чтобы он не... Подожди, сейчас этот Асват поддерживает под путинского попа, муллу, так называемого, шарлатана. А ты, Асват, ты поддерживаешь то, что говорит муфти, да? Любого шарлатана. В Украине джихад, да? В Украине джихад идет, да? Да, чтоб там... В Украине джихад идет, да? Спроси у это Леона, православный джихад или мусульманский? Это какой джихад там? У Леона спроси, для чего это джихад? Я тебя спрашиваю. Асват, в Украине какой джихад? Православный или мусульманский? Объясни мне. Мусульманы православные, вместе. У вас вместе джихад там идет, да? И что, о пассажиру, и я только...
ديل نعطي لك نوحشوا قريش تخوشمت سينا بايمر تينو عربو خلاص عبردوش بايمر تينا وان سوتا شيكو يا بايمر ناتون تينا تيد عدل صوت ترلو سو بايمر ناتون تيد عدل صوت ترلو صوت ترلو سو بايمر ناتون تيد Но сейчас вопрос к Эль Капоне. Возер حديثا لدوق شونس. Типа, почва мы Эль Камел мы не бош, там что чувствовал почва. Сон динца дозбаш, хаотсга сиг маситом язно почва. Но тем не менее почва был лёш я гулял джаз банди. гулял бош عدك العرب صوت دوي مدى وزر استعمل دوه Джиму Мэттсон, а ничего. Лео, поднимись тоже, у меня к тебе вопросы будут тоже, Лео. بعدين Эль Капоне عجا انت نوحش بات قول بالجوشوية العرب وياتا شمار بايمرتينا يشابوش سونتوتينا لا تأخذ عيوه سو تايبان تيرلو هو قلن جوجر سو بايمرتينا تيرلو ديك دوش دو سوندر از بو بزو سو بايمرتيرا الله خنتيرا سونتين بيسن بولنا خنتير دعدل لقو حابع كان سكياتا باكا سكاي صديق در صوبدين دوخ بيت أحمل صدوق بعدك بان صدوق سناس الكابون صدوق صوبر بيست خليتيش خزر بيست خليتيش دعالتيش خزر حاجة الله دولا ديك شرنا هجيمهم خيبسون خزر حيك بوخ خدر ألشة حونا دين تسدوز بوغا حونا لامز ما خوش خلر تسدو الغير ترسوي تغنا حنت أغيك داغيك نحو قيسم بقويات حونا الدين دوش تخرج حون تسدوز الدين حونا كش سدنو تآية دالين آية وآية دو تخوش غين عشوحة قيتها صندوق مقيس لي البو حاجة هيك مقيس لي البو حين تسخى ألا يسوع دام دالي سوه ناخل هودا وشو حين هنس وين نختش نيوك آخي نا ويستخلره هيك أستحمل سبور نق تقيج قومن بول ناخ بحث просто не позорься албарас и всего лишь ما ناخ مقاد بيه وين نختش مقاد بيه الغير ترسو но أحو نختش وات بوخ أحو نختش وات ما لي هنس أسخزقسون أحو نختش وات ألا حقرشيد Тецин, Халбох, примерно, ну ты извини, конечно, сунг интервелла, сунг цагаранес, он хокуре арбой, гаре ховихи нарис, хала велла, он тигу турвацерансол, избодо. Дели деш, дей qoranol, лук арбой вихи нари, он тигу турвацерансол. Он да 450 миллионов бушу, вошу начальнати, гид шан лугди. Если он 7 поколений живет среди нас, он уже наш. Если, Асват, я тебе одну элементарную вещь, очень хорошую вещь, умную вещь тебе скажу, ты можешь не обижаться. Когда ты говоришь, если он живет 7 поколений среди нас и он нас, в таком случае этот человек должен был сказать, что он нохчи, а не говорить, что он кореш пецин. Я не прав? Ну, происхождение его тоже. ايش вопрос неправильный. И Курейши шнохт шел меча без бодит. أستينا حبينا بوجوكتي حبينا أستينا بتاع هبيرزعوا يحكي سؤال عملوا يخوش در نوع شغله بس متشعب وقريش بيتش طويق متشعب وشوش دز دوتر يا داح كزيوتر يا كوج يزيوتر ما سوما دكتور سير ما عارف يزيق عشان دكتور والله سوتر وون سوتشو قريش عشان دكتور يزيق سير ما عارف عدل جون سقيتريا دعوه عملوا عدل او ما دام ده سقيت بيلن وقشن مثلا ولا موخي سو الله خنتيرات عدل جوق عبلتو نيو اعداء الله شو بايمر بو بيدر Что Паймар был пидор, голова болтун. Конченый проститут, кто Стоп. Вендетта. Гоэн, короче, Павел Хулцунов, сажим
Виж Солчан и микрофон, да моей гарапаш. Из микрофон, да, я запрос моя этот микрофон, вот я злату решил, цадира, да моя микрофон. Да, я халатерсон, хари, уду хасон. Из-за асфальт. Духасон, лойнюка, кабардинш бу, галгаспик бу, 7 поколений, 9 поколений, башаляц. Тагана ему гадалахинц абок 7 поколений, хелч нохчу, хелч мауис. Вы, если смотреть по нашим историческим вот этим данным, да, он дальше 50 на 50, 75 на 25, иштадош маду из-за. Но если человек отрицает, если он это отрицает, ну это немножко уже неправильно, не исцелил, он считал, не исцелился. Отрицать, лишь молодцы. Нохчу ша, нохчу, мо сёлдико, нохчу мо бьются, нохчу хилчер, так ша, нохчу алдис, который шейтен, вообще при чем здесь? Да, цавайнука, наоборот, цакурейша, хуша, эльче, это... Я это наоборот негативно восприму, как будто бы сейчас раелу бошсан. Он дальше лекар хирмавайти, уже хогнилу, вейш хелчан. Хел гуцнах, джох, да, джох ардинолчан. Это дати йохуряцес, фамилия йохуряцес, районный префект Хилу, Тхачарях, джохар стаоттин. Ахорищите, ино волшевол и тхнаосы постоянно мод беч шулеркас. Возвин хавалин, хавайте. Ну сум цапает больше, я так агенч, нохчу, ваца. Да здесь просто я знаю язык, да здесь не все. Ну да, проблема и это иначе говорится, сумца один дольше сало, да проблема это. Ну не что, полностью я с тобой согласен, Асват. Тагана, это агена керсега, но ая да линцун дат и гоцунах дадиши хадиши хуш дат так сразу она хуш дат али и дин хумдуш ламаздерхум мацетяихунас. Ты не, если ты не принимаешь, ты же вообще ничего не принимаешь тогда получается. Но кисмали аборас и всего лишь. Национальный суд я поднялся только из-за национального вопроса. Но к чего я поднялся? الدين دوز يش حال مدى صحايت اسمي قال كليسا فانتازر يزا اشتشات سخيطة الله سناس بوغي فانتازر ما يخي ما ياتي بالبش ليش ما ياتي دين سي وصند آلم دوش بسنا ты принимаешь этот соответственно, да, он должен принимать. Поэтому речь, если я радио, Маша, я тебя пецу, поэтому торопиться нельзя. Никто не торопится. На момент, когда идет конкретно идет одновременное общение, и когда ты человек, ты поднялся, да, вот я образно был, что я не буду сейчас про себя говорить, я поднимаюсь как бы, да, или кто бы ни был, поднимается человек, обращается к одному, потому что все-таки была цепочка общения, где она была изначально, а потом уже другие люди, которые подключаются. Когда ты пытаешься обратиться к изначальной цепочке, ты пытаешься донести, и в этот момент, когда другой начинает, цена билибердах, или поэтому сумкинтирдол, раз сумбаша лят, джукти, распри, там, разницы нет, ну, джукти, солнце, вот так, но все равно, как бы то ни было, когда не дает слово сказать, оно неприемлемо. Поэтому торопиться. Поэтому торопиться я не Лео Бош, поэтому я не торопился. Если Лео, ты здесь, поднимись, у тебя вопрос ко мне был. Но там их, понимаешь, он просто цагина, я же заходил на группу, где евреев общаются, просто женщины, бабушки, взрослые, просто суча. Эх, я аж вытер, что царь хочу лелш, они туда заскакивают, мать, перемать, короче, что они там только не говорят. Эх, нормально, гумадать, поэтому потом вот эта ответка здесь получается. И то, как бы,
Да, они, вот эти ублюдки создают ситуацию, чтобы потом это по чеченцам обратку било, да? Он там не пишет же, я какой-то там курайшит, или я какой-то исламист, или я не знаю, какой-то там лев Аллаха. Он пишет чеченец, и идет евреев, короче, поносит. А потом там, естественно, вот такие настроения появляются, что все чеченцы как будто бы вот такие ублюдки. Понятно. القرآن Вот, Ладушон. إذا كيس تجاهون آية دالوي يا حديث دال حبوا ياتنا تيش السودالوش مور سودالوش جوا أشيك دو مور سوى خاص عد مور إتيب آية دات مور إتيب حديث دات حداش мы не принимаем от вас ничего, Адыша Зига. Вот от своих, вот свой ученый нам скажет, тогда разберемся. Вот от вас мы никаких аятов, хадисов не принимаем. Это Адыша мудрец, суба аясен. Ну, да. Мы не доверяем вам. У нас разные ученые, у нас очень много ученых. У нас Бога во всей исламской и мусульманской умме, как бы то ни было, даже любой, вот мы сегодня говорим, есть чеченцы, которые вышли из ислама. Они есть, они всегда были, у нас они были раньше единицы. Есть дагестанцы, которые вышли из ислама, есть казахи, которые вышли из ислама. А есть такие, которые вообще никогда не были в исламе, но у которых родители мусульмане. Оно всегда было у нас. Она в нашей среде, в другой, чужой, башаляцис. Дело не в этом все-таки. Потому что, когда, вот, допустим, сидит Ибрагим, вот Ибрагим, вот он сидит, да, и все знают, допустим, те, кто не знает Ибрагима, они видят, и когда знают, что он чеченец, но сразу автоматически Поэтому, когда очень много ученых, когда о чем-либо говорят, эти люди, когда будут обращаться к Ибрагиму, и будут, соответственно, задавать подобные вопросы, которые сегодня были заданы Милара, который называется. Ибрагим, тоже у Ибрагима не будет этих ответов. А имеют ли они право или не имеют, Асват, это уже не тебе со мной решать, потому что, как сказал Ат-Тирмизи сказал, достоверно, передать, да? Ат-Тирмизи сказал, что любой мусульманин, который пошел, сейчас дословно, сейчас я вспомню, Ат-Тирмизи сказал, любой инсмол хилис нахчимата алимстаг хилкас дешсага алимстаг больше, если он пойдет за этим человеком и будет его придерживаться, невзирая ни за что, вплоть до казни Ат-Тирмизи. Единственный человек, до кого вы можете, обращение к мусульманам, до кого вы можете полностью не поклоняться, а придерживаться всего того, что говорит, это единственный пророк Ат-Тирмизи. Все остальные на протяжении всех этих веков не имеет права мусульманин идти по его течению, будь это течению, или по его призыву, потому что они могут в любой момент, они могут не с пути сойти, они могут как бы на свой лад переделать там, или еще что-то сделать. Так она из открытых источников. Это всех вот этих ученых, которые все мы слушаем. Открыто. Поэтому Ат-Тирмизи сказал, все вот эти ученые, которые вы не имеете права. А наши что делают? Наши берут отцу из неиспо и начинают его слушать. Поэтому там очень много разграничений, очень много непоняток. Но я так, юга так, боас ночью так, данный эфир, эфир, мне это не понравилось. Маситус ночью брат лирис. Так просто элементарно могу сказать. Это вопрос исчерпан. Нет, просто он почему это употребляет, да? Он же знает, что у чеченцев, например, вот этих каких-то двоюродных браков не бывает, там какие-то культурные моменты, и он ему пытается как бы на это акцентировать, да? Вот такая ситуация, ты это принимаешь или нет? А тот ему начинает вообще
Не по теме ты на всех чеченских женщин что-то хочешь сказать, ты хочешь чеченских девочек там и так далее. То есть человек, который сидит здесь и говорит, что он курешит. Такая тема. Я же тоже как бы это слышу. Ну, Ибрагим, будучи... вот смотри, человек, который задавал ему вопрос, он является религиозным? Его там матерят в эфире. Нет, это понятно, но у него есть какой-нибудь мать, вот эти все исламисты, вот эти законные, они туда залезают, что только они там на мать. Не на мать. Ибрагим, он придерживается какой-либо прям пожилым религии. женщинам они вот эти гадости там высказывают. Ибрагим, он какой-либо религии придерживается? Я даже не знаю. По-моему, христиане, я сам между, независимо, если ты придерживаешься какой-либо религии, ты не имеешь права говорить о другой религии, потому что у тебя отношения будут предвзяты. Хорошая эта религия или она плохая религия, речь даже не об этом, Ибрагим. Как бы то ни было, как бы кто бы ни говорил бы, что я-то понимаю, плохо, иудаизм плохо, или же ислам плохо, как бы то ни было, если... Когда Леон говорил, да, вот сейчас есть там исламе, а потом резко привел в противовес иудаизм, вот это вот уже неприемлемо. То есть у нас получается, например, такая ситуация, мне это вообще не интересно, да, чтобы мы сейчас мерились вот этими своими, да, там у кого как бы противопоставлять. Там не эта тема, просто нас интересует, вот в данном эфире сейчас эта тема поднялась, и нас интересует вот этот момент. Может ли чеченец принимать вот это вот? И как бы мы здесь... Здесь надо глубоко задуматься надо, это во-первых. Во-вторых, когда речь идет, допустим, если все чеченцы исповедуют иудаизм, если, допустим, все, масала у нас, все чеченцы исповедуют иудаизм, не имеет права с другой национальности, даже сам чеченец, который исповедует, уже перешел в другую религию, не имеет права обсуждать с ним эту религию. Потому что она, как бы то ни было, это будет уже привзято. Он, который выходит из этой религии и исповедует другую религию, он будет... Нет, Ибрагим, не имеет, Ибрагим. Ну, не может быть. Например, евреи имеют... В своем народе... которых там он всякие им устраивают террористические акты, то есть они имеют право, понимаешь? Ибрагим, опять ты не понимаешь, о чем я говорю. В своем народе, вот если, допустим, евреи сидят, да, вот все евреи сидят, и какие-то евреи разделились на две категории, вот, три категории. Есть атеисты, есть, допустим, мусульмане, есть иудаисты, да, ну, иудаизм исповедуют. Не имеет права мусульманин, или же в зависимости, какая из них архаичная для этого народа религия, какую они первую религию приняли, не имеет права сидеть и обсуждать об этом, потому что он уже будет презято, это уже будет презято. Он видит свои религии, к которой он перешел, он видит позитивное, и он видит, что в той религии, которой его же земляк перешел в другую религию, он видит, что там негативное, из которой он вышел. Это уже привзятость. И поэтому, когда ночью мы говорим, кто-то вышел, допустим, из ислама вышел какой-то чеченец и придерживается христианства, он не имеет права ходить. Да, он может ходить с евреями общаться, он может с русскими, он может с украинцами, да, он может с Папуа-Гвинеей, с кем угодно, он может общаться про эту религию, но он не имеет права ходить и сидеть среди чеченцев и говорить про эту религию привзято, потому что он будет привзят, потому что он перешел в другую религию, будучи чеченцем. У него может быть дискуссия искать какую-то истину. Это, да, истину может. С моральной точки зрения, да. Мы моральные, у нас моральность у нас превышает моральность. Это самого, да, там из одной, крайности в другую перепрыгнуть и потом сидеть. Свои. Да, из одной в другую. Когда ночью выходит, допустим, Керстин и Ацицу, у меня есть элементарно, мне не нужно читать всю Библию, не Новый Завет, не Старый Завет. Я даже если Старый Завет сейчас зачитаю, песнь Соломонов 6.19, если как только мы начинаем ее зачитывать, что мы слышим, там мы слышим, ваш следующий пророк будет Мухаммад. Это в Торе написано.
А если и как сегодня я буду гонять, допустим, по всей Торе человека и доказывать, что такое Элохим? Человеку, что множество, что Элохим, это является эту тему продолжишь, то нас сейчас сюда зайдут и просто засмеют. Вот это то, что ты сказал, что Мухаммад будет следующий. Не, нас, Ибраим, нас не засмеют, потому что песня Соломонов, она открыта. Сейчас получается, что мы хотим, Мы ничего не хотим, я тебе не про это говорю. До тех пор, пока существует ислам, иудаизму ничего не грозит, Алдерцу. Но когда речь шла о том, что когда чеченец переходит в христианство, и, как говорится, это по воле, все, что происходит, вот для меня, все, что происходит на этой планете, все, что войны, катаклизмы, убийства, все для меня, это все по воле Всевышнего, Дусун, для меня. Я не могу человеческие факторы, но для меня это по воле Всевышнего, потому что я все-таки, я могу сказать, что я верующий человек, я верю в Всевышнего. Его можно называть как угодно, любой человек можно называть как угодно. Но для меня все, что происходит, это по воле Всевышнего. И когда человек сегодня принимает христианство из чеченской среды, у меня, соответственно, мне не надо ничего читать ни в иудаизме, ни в Новом Старом Завете. Элементарный стих 10, 34, 35, 36. Засчитать от Матфея, все этого достаточно для того, чтобы делать какие-либо сравнения. Потому что стих 10, 34, 35, 36 перечеркивает все и вся. Это чисто для крестьян, которые приняли христианство. Поэтому любой чеченец, который принял христианство, или же какой-нибудь чеченец, или басбиец, который является из нахского общества, который, какое может быть в свое время, в 19 веке, были разделены царской Россией, только из-за того, что они являлись одним из общества Нохчи. Но их взяли, разделили, отделили, они придерживаются своей религии христианства. И сегодня это грузины. Вот этих религиозного дела, да, есть, например, что вообще противнику, война-ханец Балабан, цан, болото юкер, хала дэл, цанакеч, болото юкер, хиспал. Вообще, это смысл. Абсолютно, Просто ивай ел болото ю, хотя бы хала вел, болото ю, Хох позац, ажим пейд буху болота, хох позац чучуэл мегердец лагел сел, цаишт цаца шихайкалат, хайкал халалатин, цаишт хилч отсул дохбум да царх да, чучур полный халцевельчи, чучуа ханла, это просто ищадок через мозг пропускать деш, да, цаишт цахуле, до хуна один чо эллей, хадумать да ищати, халогик вате ищати. Да, вообще, да, Биг Вогер Лилшвал нахгенешун на четверинках вот так ходят в какую-то комнату там к своему шейху, его ноги целуют, и потом задним ходом вот так же на четверинках, оттуда выходят. Как бы мы сейчас посмотрим на этих людей, и нам станет смешно. Ого, ничего себе, вот дураки. Это не за один какой-то, я не знаю, не за одну проповедь так происходит. Нет, это на протяжении десятилетий, даже столетий, на протяжении поколений, когда тебя полностью делают вот таким овощем, когда тебе говорят, ты не можешь своими мозгами думать, а чисто должен следовать, как тебе предписано в религии. А религия, что предписано, это знают только ученые. Ты вообще никто, ты молчишь, сидишь и просто сами атона услышал и выполняешь. Это приходит, и вот так, это смешно, да, что на четверинках ходят, но ты туда идешь, это все это направление, мы движемся потихоньку, мелкими, иногда быстрыми шажками. Поднимись слева. То есть вот такая у нас ситуация. Насчет этого несколько тем здесь проскочило, да, Да, я не слышал эти темы. Я чисто Ибраим интервью, если цапармут, бить на рыбоды, яч. Из-за луж Элла, да, циркун дальше союз, целикца с Элла, да, сегер, да, лейтенант, да, из-за сиртуич Омануэл Элла, да, цирцинга, дюкти валах, имел валах сумбаша ляц.
но как определенно олчана, височана и ладушца, да хэшмана. Капон, хуз кицаум эрдерес, вот сам мнение, там нохче, цанохче, эльче, и хуза, юл тему, юхэн, хуз целая программа, хуз, да, юле, бо чегете эркая чудин, да, короче, да, вот нах подтягивать, бэш уже ох тема не укаболнах, ил сатин метик бун, потом давление шнах метик бун, хер хуза ашешуи, хокчол юла эл, нохчи шамнен, гураз, уй возар, уй муразар, уй боше, ронин, уй шмонин, уй бош, кучол лил, шпеш, они аккуратно в связке работают. То есть вот эта тема салафизма, она четко, да, она четко, вот эта вот схема, она работает. И тут у нас получается так, что у нас есть сеть вот этого исламского терроризма, которым полностью русские вот его создали и управляют им. Я не говорю, что там ваххабизм какие-то в Англии кто-то придумал когда-то, там еще что-то, там какие-то вот эти истории, да, там книги, которые я тоже читал, там книгу про этого шпиона, там туда-сюда. Это мне как бы вообще без разницы. Это может быть бред, может быть. Но и сегодня я вижу, кто использует вот эту тему и кто ее использовал, как наш народ полностью как бы сумели опять захватить, как в мировом сообществе вообще перед всем миром русские реабилитировались на этой теме. То есть это все прекрасно видно. И вот эта тема, вот эти, будь ты полезный идиот, будь ты, короче, умышленный провокатор, да, там, который специально людей провоцирует, ты ходишь по вот этим вот интернет-площадкам, вот этот мат, призывы там к террору, короче, угрозы, вот это все дело. На всем этом фоне я не могу это притягивать к ногче. Это не наше вообще. То есть у нас тут получается, тебе подкинули какой-то подкидыш, да, то есть твою среду, и ты должен его защищать ногче убош. Да, нам нужно определиться. Или ногче укуза, да, то есть ногче улк, ногче национальный интерес, национальное самосознание, культура, то есть все, что туда входит, да, то либо мы вот на этом стоим и это защищаем, либо ты хочешь, короче, за ногчи прятаться, да, ногчи тянуть и устанавливать свои какие-то идеологии, халифаты там и так далее, вместе с вот этими руснявыми провокаторами. То есть нам нужно здесь поделиться, к сожалению, хотим мы или нет. И наоборот, четко сначала разделиться, да, огромную траншею провести, и вот определить, да, так, вот это какие-то провокаторы, да, вот это какие-то там террористы, гебнюки, вот это вот, то есть не наша среда, это не, эти люди вообще, им не интересно там все, да, что с чеченцами происходит. Могу я от себя... Я не встречал, я, может быть, не хожу на эти эфиры, которые ты ходил, но я такие вещи не встречаю. Не, я встречаю, конечно. Например, во Франции там пошел пацан, обезглавил учителя. Это что, чеченец, что ли? Он что, чеченские интересы защищает? Или его пахан, который его вот так дурак воспитал? Какие? Это не чеченский интерес вообще. Чеченский интерес это был бы, если бы ты шел бы и защищал интересы чеченцев, да, когда там нас полностью... Я не говорю сейчас какие-то призывы делать кому-то там, обезглавливать и так далее, но хотя бы просто вот ты можешь какую-то активную деятельность там вести, я не знаю, любое там, будет это приличие. Меч Аллаха очень смешной человек, и в то же время сам себе противоречит. Ты только что поднялся и сидишь в спикерах. Вообще я понимаю. Да, вот ситуация такая, что... Если бы люди бы отвечали чеченским интересам, то мы должны были за них горой становиться. А тут человек приходит и борется со всем чеченским, говорит, у вас вот эта культура, она харам, это нельзя, это что такое, двоюродные сестры, там нельзя, короче, наедине оставаться, нельзя, короче, обниматься нельзя, там, нам не нужна ни культура, ни какое-то вот это... наследие наше, да, там, творческое, будь это музыка, там, танцы, 5-е, 10-е. То есть люди, которые со всем этим борются,
потом ты должен их вытягивать, короче, которые ходят, потом угрожают людям вот этим всяким террором занимаются, потом их тянуть к себе и говорить, это чечен. Нет, это не так не работает. Если ты чеченец, он как у евреев, как у других нормальных народов, да, ты должен тоже какую-то пользу приносить и вот в это общество как бы отдаваться, да, там. Ибрахим, Ты идешь... вопрос. Ибрахим, вот смотри, вот чисто логически, меч Аллаха тоже включи микрофон, Халдаллах. Ко всем у меня вопрос. Элементарный вопрос. Допустим, гипотетически, ну, кто-то у нас сейчас дома находится, кто-то за границей, я полагаю, да, кто-то независимо. Вот мне интересно, любой чеченец, который вот сейчас выехал в Россию со стороны Чечни, ну, из Чечни выехал. Ну, такой вопрос. И он переходит в другую религию. Что произойдет с этим человеком? Есть ли для него защита со стороны, допустим, президента России Путина, допустим? Или судов каких-то? Я думаю, есть. Вот что может сделать меч Аллаха, если какой-то чеченец выйдет из Чечни и просто-напросто станет атеистом? Вот что с ним произойдет на территории России? Будет ли у него защита? Я думаю, я полагаю, будет, потому что, ну, все-таки более 190 национальностей и все 4 религиозные принадлежности конфессии на территории России. Человек любой может религию выбрать. Вот что может, допустим, ты сделать с этим человеком, меч Аллаха? Вот выехал чеченец на территорию России, вот он не хочет исповедовать ислам. Захотел он перейти в христианство, буддизм, допустим. Допустим, давай в кришнаизм захотел перейти. Вот что лично ты можешь сделать с этим человеком? Это понял. Зачем, если выйти из ислама, надо обязательно христианство? Можно, нельзя просто... Другой, нет, Асват, это был просто-напросто риторический вопрос. Когда человек говорит о том, что чеченец не имеет права, мне очень смешно бывает. А чеченец что, не человек, что ли? Почему чеченец не имеет права? Ну, вроде бы тоже человек. Да, спылен Адам Дахцы, вроде бы те же руки, ноги, глаза. Вот если бы Россия была мусульманская страна, а чеченцы бы христиане были, чеченцев сегодня не гнали бы на Украину, на войну, понимаете? Потому что ислам освобождал их от обязанностей. А российская, православная Россия нас вынуждает. Значит, это какая религия из них хорошая? Вот Асват, то, что чеченцев гонят на Украину, это все, что происходит, это по воле Всевышнего. С этим никто ничего не может сделать. Ислам все по воле Всевышнего. Ну, справедливость мы можем сейчас говорить о справедливости много. Допустим, я говорю, мечу Аллаха, если чеченец, который выехал, принял кришнаизм на территории России, вот что будет с этим чеченцем? Ему что ли запрещает российское законодательство? Ему придется принять ислам. Zaman avuşun. Aşık din te üyettirdu. O din te hüccet. Асват. O din te hüccet. O din te hüccet. Milla aşık din te üyettirdu şun. Aşık te eller elde açun. Хорошо. Асват, поэтому все, что происходит по воле Всевышнего. Не обязательно, не обязательно это человек. Вот этот Аллах во всем виноват. Мы сделаем не обязательно. У нас философская речь, вендетта, философская речь, Таджим Соборнеш. Философская речь. Если ислам не нравится, он другую веру уже не примет. Он просто станет атеистом. Почему? Это человек может быть кем угодно, но я к тому, что если человек выезжает из Чечни, но Чечне тяжеловато ему будет, но он выехал на территорию России, имеет ли он право принять любую или быть атеистом? Есть случай такой. Ну, я поэтому и говорю, что тогда может случиться? И если, допустим, если вот сейчас Ибрахим говорил по поводу того, что какие-то ЧГРТ, эти телевидения, они какую-то программу там и так далее, но мне интересно, как оно может повлиять на чеченца, который приехал в Россию, и он не захотел, он принял какую-то другую религию, он ее исповедует, что может произойти с этим человеком? Я думаю, ничего, потому что законодательство России разрешает, а Чеченская республика на сегодняшний день под всеми законами России находится.
Ничего не будет, если человеку, если он будет молчать, сидеть там где-то, спрячется. Но если человек будет заявлять, да, там, как бы пытаться влиять на других, там, этих членов своего общества, то тогда его прихожане аккуратно отвезут в Чеченскую республику и на бутылку посадят. Вот. Да, Ибрahim, это Асвад, Аль Капоне, то есть Асвад Аль Капоне. К вам вопрос. Если не придерживаться никакой религии, это значит атеист, да? Если вообще ты никакой религии не придерживаешься, это атеизм. Да, это кто это сказал? Не, вот, либо атеист, как ты правильно. Как раз таки я являюсь не приверженцем никакой религии. Подожди, Мяч, ты не можешь быть атеистом априори, потому что ты уже веришь. Человек неверующий ни в Бога, ни в черта является атеистом. Верующий человек вне религии, это деист называется. А если ты в кого-то веришь, в какие-то силы, ты уже верующий человек, независимо какая угодно религия может быть. Но для себя ты выбираешь, хорошая ли она или религия. Вот вся проблема. Ты веришь, ты сказал, ты веришь, правильно? Да, но религия моя, религия дуашдать ног чемата. Ты не религиозный человек, ты верующий человек. Это не религия, ты верующий. Поэтому ты уже априори не можешь быть атеистом, потому что ты верующий человек. А неверующий человек, как раз таки, это те люди, которые... Не, почему? 70 лет был атеизм, 70 лет был атеизм. У нас в Чечне было атеисты. Вся Чечена-Ингушетия была атеистами. Тумсо я не знаком, не знаю. Я пару раз видел этот человек, мне даже не интересно. Наверное, не знаю. Аллах, Нандина, Господи. Асват. Не, у Вендетты 3 ипостась. Одна ипостась у него неверующий, другая. Другая, не знаю. За меня не отвечай, я пошлиной сюда. Дагестанец. У меня никаких... Дагестан, что моё, карма яхни. Аллах, нани из аскелюля рюхтану, багажник чаю. Стоп. И вот вы обогрели, что Хаджат Саум Дусун интересно. Вообще, когда я вот этим религиозным делом начал интересоваться, да, 96-й, 7-й дукас, короче, и потихоньку как бы в правильной, скажем так, вот этой версии его начал, короче, аккуратно это дело там ознакомливаться с ним. Первое вот в этом всем, что меня зацепило, вот одно из того, на что я клюнул во всем этом, это как раз таки вот, чтобы отказаться от сквернословия. То есть вот именно вот это вот меня как бы, мне понравилось в этом. Именно вот смотри, вот вопрос. Тут такие сапожники, где русский какой-то сам, короче, сапожник из всех сапожников где-то может стоять в уголке там и нервно курить. То есть вот таких сапожников я здесь увидел. У меня другой вопрос. Вообще вот 95 человек, кто-нибудь напишите, можно ли как-нибудь, будучи смертным, навредить Всевышнему? Это судьба. Логический, философский вопрос. Можно ли как-нибудь, будучи смертным, навредить Всевышнему? Абсолютно. Не знаю, смотря от религии к религии, но
мистер можно. Как можно, да, нереальная вещь, как можно навредить Всевышнему, будучи смертным? Можно как-нибудь? Нет. Поэтому, когда меч говорит те или иные изыскания его по поводу, абсолютно никак он не может навредить. В этом случае надо говорить все по воле Всевышнего. На суде. И дух суд, ему самому придется... Это ему минус, правильно, Асват? То, что вы скажете, будет использовано против вас на суде. Я разберусь с ним, за меня не переживайте, пожалуйста. Поэтому я что хочу сказать, когда происходит та или иная вещь, когда мы видим человека, который высказывается в адрес каких-то, будь то Писаний, или же Всевышнего, Бога, независимо, как бы то ни было, богов может... Понимаешь, что самое интересное, Асват, я не могу сегодня утверждать, будучи не то чтобы религиозным, а верующим человеком, я не могу сегодня сказать, что Бог один. Потому что если я только я говорю, что Бог один, это вот человечество, да, вот, я сейчас про себя говорю, я сразу начинаю Всевышнего, я его как-то мудро, да. Ты имеешь право, как и я, верить в 1,5 Бога. Свои какие-то рамки загоняешь. Я рамки загоняю, да. Всевышнего загоняю рамки. Я не могу сегодня сказать, что... И также сказать, вот богов много, все, он не может быть один. Это я не могу сказать. Я не имею не то чтобы права, я его не могу даже никак не представлять и загонять. Но это чисто, если брать по любым, вот если брать по всем авраамическим религиям, если брать в корне этого слова, то человек не имеет права загонять. Но если так, по большому счету. У Будды, да, в буддизме, да, там можно, там 33 Будд, Будда это боги, да, 33 богов. У них это можно. Я не знаю, я боюсь Всевышнего в каком плане? В том плане, что не то чтобы это он может сделать так, как он хочет. Я не знаю, это философия сейчас. Я вообще не боюсь Всевышнего. Я вчера с ним чай пил. Нет, Всевышнего бояться не надо, потому что Аллах, ты его не должен бояться. Он тебе дал ноги, руки, чтобы ты жил, просветал, работал и учился и так далее. Пожалуйста. Поэтому и как бы то ни было, ты должен быть благодарен Всевышнему. Но никак ты ему... 33 Будд, это значит 33 богов. Я же не виноват, что у них такая верование. Вот в Коране же даже сказано, что будет говорить человек, который попал в ад. Верни меня в ту жизнь, я буду уже другим. Верни меня, ты сейчас где находишься? Ты на этот Коран наплевал, насрал. Ты живешь под таутским законом, среди кафиров. Да. Ты не хочешь делать переселение. Тебе нужно до этого поверить. Алло. Ты качался, ты что? И мадушек Бог. Вы поверьте сначала до того момента, вы как в ад попадете в этот Коран. Алло. Шайн выборочно, шайн маски очер аходжется, аэт мадуйтешь. Я тебе сейчас приведу 6 аятов и достоверный хадис, в которых Аллах и пророк от вас отрекаются от балаболов, мусульман так называемых. Вы их не признаете. Вы на эти аяты и хадис плюете. До этого нужно принять. Алло, 29. Роберт, я вижу, ты здесь. Ты можешь подняться? Роберт, ты здесь? Отпишись. Да, Лора, все могло бы пойти по-другому. Роберт. Подняться можешь? Top доволен сдога, там дахка буква штанил, дол топ диале, я делаю тоба чеченская. Доброй ночи. Спешл до дель. Цабоин баквал дель, уй, цуно сотиеш, халар Аллах дель, цалар цовайтан, поймар вац,
30 сай, хадис титожен, 65 сур, 4 хадис титожен, и поймар педофил голар, и так цалар твешал доказ. Нохче ушон Роберт, сотелу. ты иврит хорошо знаешь? Да. А у тебя есть возможность, второй гаджет есть? Второй гаджет сейчас принесу. Если ты в наушнике, значит, меня слышишь. Если тебе не трудно, посмотри песню У нас Соломона. тут мы побывавший в аду, он уже знает, что ад жаркий. Алло, 29-й, откуда ты узнал, что ад жаркий? Объясни нам. Ты там уже был, да? Ад жаркий будет, да, огонь горячий. Да, не знаю, это что Да, за... как вы говорите, Да, ладно, я принес второй гаджет. стих зачитай, песнь Соломонов. Я сейчас хочу покаяться. Я сейчас хочу Если она будет покаяться. неправильно, потом... Если будет неправильно, потом я тебе поясню, может быть, другая. Сейчас я, наверное, ошибаюсь, на память не все запоминаешь. 6-9, посмотри. Сначала 6-9. Если она есть на иврите зачитай, если ты иврит знаешь. Ну, иврит-то ты знаешь, я понял. А, зачитать есть возможность? Кого, что зачитать? 6.12 есть возможность? 6.9 сначала, если есть возможность. Если, я надеюсь, это тот стих. Если нет, то 6.12. Сейчас, подожди, найду стих. Веруйте, пока не поздно. Ад жаркий, лед холодный. Да-да-да, ад жаркий, лед холодный. Уверуйте. Стих 6.12. Песнь Соломона. Вот видишь, у меня уже есть адвокат, который говорит, что меня в ад даже не запустят. Я на окраине останусь, буду смотреть, как люди жарятся, как мусульмане будут совокупляться с райскими гурями, большегрудами. На Камасутру Аллаха буду смотреть. На окраине буду сидеть и смотреть. Нет, тебя отправили в небытие. Можно мы это, Роберт, зачитаем? Еще один Роберт сел не на всегда трон разговаривает. Аллаха и говорит, за Аллаха говорит, что меня отправят в небытие. Алло, 29-й, ты уже Аллаха опрокинул с трона и сел, да? Уселся на трон Аллаха. Алло, вы как можете решать за Аллаха? Это решали вы. Алло, вы вообще Аллаху веруете вообще? Вы кто такие? Асвад, ты кто такой, чтобы Аллаха с трона скинуть, сесть на его трон и решать за него? Ты кто такой? Кто такой? Давай, до свидания. Капоне, напиши мне в чате напиши, как правильно написать, а то мне что-то другое Стих, задают. просто стих песни Соломона 6.9, посмотри, 6.9. Сейчас, секунду. Сначала, когда будешь зачитывать, я посмотрю, правильно или нет. Возможно, это 6.12 или 9.12. Я понимаю, что у тебя не всегда бывает возможность разговаривать, но это чисто так. Вот сейчас это нашел. На иврите зачитай. В каком хадисе, в каком аяте сказано в рот давали? Объясни мне, аят, хадис приведи нам. Роберт, у вас есть вот это, не знаю, то в Торе, где рот дают, где мать? Меч свободнее, да и да свободнее. Но у мусульман в Коране, в Камасутре Аллаха все есть. Абузал реже юкно буа опущенный язваш. Я просто у еврея спрашиваю, может у него в Торе тоже есть? Может, да, а я за поймар был пидор, яздивает сум. А тонца, опущенный тляу. Да, Соломон это Сулейман. Роберт здесь?
Да здесь, я на иврите еще, только пока на русском дает, секунду. Ага, на иврите, да, на иврите надо. На оригинале надо. Аллах, Роберт, Аллах знает ваш язык, это еврейский язык, он понимает? Просто я к чему это, что я прекрасно знаю, 100% уверен, что Аллах чеченский не понимает и не знает. Ему переводчик нужен. А еврейский, он понимает еврейский язык, он хотя бы у вас хотя бы. Меч, смотри, все 4 масхаба заявили о том, что Смотри, можно читать, аяты можно читать на родном языке. Каждый из народов, который исповедует ислам, 4 масхаба заявили, что имеют право. Да, Роберт, слушай. Тут есть вот одно предложение. Лоя дати, навши саманти, мерковота минадив. Нет, это не это. Посмотри 9.12. А, 9.12? Да, ну 6.9 неправильно, 9.12 посмотри. Роберт, а вам омовение нужно сделать перед тем, как его прочитать Тору? Омовение? Мусульманам нельзя открывать Коран. Роберт, 9.12 посмотри. Мусульманам просто нельзя читать слова Аллаха, пока не сделают омовение. У нас идут утром рано идут в бассейн омовляются 3 раза, потом идут уже. А у вас очищаются с помощью камней нечетное количество раз? Я не знаю об этом, я не такой сильно верующий. Ну, я знаю сахих хадисы Бухари и Муслима, в которых пророк потерялся камнями после большой нужды. То есть фугас положил, несмотря по сторонам. 21 глава Сахих аль-Бухари, 155 хадис. Обычно, однажды, когда посланник Аллаха, обычно, несмотря по сторонам, вышел по нужде, я последовал за ним. То есть Бухари передает, его лично камненосец. Когда я приблизился к нему, он сказал... То есть он уже ложит, фугас сидит, короче. Принеси мне несколько камней для очищения, или же он сказал нечто подобное. Но не приноси ни костей, ни сухого навоза, Раус. То есть это еда джиннов, Раус. Меч это не проблема. Принес ему полах своей одежды, несколько камней, положил Меч его это не рядом. проблема. Народы расселялись на берегу озер, морей и рек. Ну, данная ситуация подтверждает то, что в пустыне не было воды. Водопровод, чтобы пророк очищал свое одно место, там водопровод или колодец делать. Какого Но если сказано, что можно молиться, делать омовение песком, какого черта нужно было спектакль устраивать с расколом Луны, если он мог вместо этого 1000 колодцев попросить? Ну, 1500 лет назад люди немножко не были такие подтянутые, пророк был немножко тяжелее. Пророк был слабоумным, да? Речь не о слабоумности, а речь вообще о тех катаклизмах, которые происходили. Поэтому, когда говорим, когда люди заселяли озера, реки, у них была немножко другая ситуация. 1000 колодцев, чтобы Аллах раскопал, мозгов не хватило, да? Потому что Всевышнего не все понимают, как должно понимать. Вот оно что. Толкования бывают разные. Нашел, Роберт? Aswad, honocho kom dot ya ijen alжбур söyle hakyo. Apel olca istol. Apel ayala. Şu söyle ya idati leben schon nechrena tsar apel yo atsarech. Hayakkel söyle hak. Это 44-м Сталин как вас заселил, так и остались там. Опущенные. Ислам и не последуем за тобой. Опущенные сталинские вот эти засланцы, да. Вы вообще ничего не умеете. Есть срать и совокупляться, все. Вы больше ни хрена не умеете. А ты, да, я, Асват, что-то говоришь, Сули. Oyuncu, законы, эрин умеет, но... Аллах, можешь зачитать на иврите оригинале? Одно предложение. Им хахмата леха велацет левадеха
тиша. То есть переводится, если ты мудр, то мудр. Нет, ты я всегда. понял, я Если это Бог пойму, если один. ты зачитаешь полностью. Я зачитал полностью. Значит, это не 9-12. Аль Капон, подожди. А ты иврит 9-12. знаешь, да? Не, я не знаю иврит. Ну, зачем тебе тогда на иврите его читать, ты его Ну, мне мучаешь? оригинал нужен. Его даже Ну, переводить не оригинал, ты надо. же Мне арабский оригинал не слив. знаешь, иврит не знаешь, какого хрена тебе нужен на иврите? Ну, там есть своя суета есть. Ну, своя суета у вас в Коране, Камасутры, знаешь, сколько есть? Ну, ничего страшного, это, видишь, на все воля Всевышнего. Все, что происходит, это воля Всевышнего. Алейкум ассалям ва рахматуллах. Ла, у тебя вопрос, Ла 13, у тебя вопрос был. Роберт, там или 6-12, или 6... Давай посмотри 6-12, пока я поговорю с Ла 13. Это у тебя какой-то был, что-то ты неправильные вещи говоришь, а так у меня нету к тебе вопросов. Ты же не мусульманин. У меня тогда и у меня к тебе вопросов нету. Я мусульманин, давай, я мусульманин. О, ты мусульманин? Какие вопросы? Да, какие у тебя вопросы? Комнатный, Ла. Ты... Ла 13, какой у тебя вопрос? Ты мусульманин чеченец или? Аль Капоне. Понимаешь, буквально полчаса назад я поднялся как раз с тем вопросом, который задал. Все поголовно мне сказали, что ты этот вопрос не задавал, когда сидел наверху сидящий. Нет, смотри, я задал вот так, слушай, Ты как раз таки этот вопрос, который ты сейчас мне задал, ты этот вопрос ему задал. Нет, ты не можешь меня перебивать, потому что ты мне... Я же тебе объясняю. Когда я объясняю, ты просто возьми, сиди, послушай то, что я тебе говорю. Я понимаю, что ты можешь просто сидеть тарахтеть. Но я тебе объясняю сейчас. Ты вопрос, который сейчас мне задал, как раз этот вопрос ты задал тому человеку. И благодаря этому вопросу, который ты задал на тот момент, я поднялся. И с тех пор, когда я поднялся, я вот просто-напросто вернулся и сижу здесь. Понимаешь, вот из-за вопроса, который ты задал. Если бы ты за вопрос не задавал бы, я сюда не поднялся бы. Твой вопрос сейчас. Давай вопрос, ответ, вопрос. У нас же не монолог, правильно? На то, чтобы ответить тебе на этот вопрос, допустим, когда ты задаешь, ты должен не говорить чеченец-мусульманин. Потому что в первую очередь, когда ты... Сейчас, секунду, Меч. Когда ты задаешь вопрос, когда ты мне задаешь вопрос чеченец, я мусульманин, в первую очередь, исходя из того, что потому что я старомодный человек, я тебе скажу, что я чеченец, а потом мусульманин. Окей, отлично, все, окей. Вот у меня по этому поводу и вопрос. Потому что смотри. У тебя априори не может быть вопроса по поводу религии. Ты можешь почему? слушать, или ты только... Нет, я тебе сразу отказываюсь отвечать, знаешь, по одной простой причине. Знаешь почему? Потому что заднюю даешь. Нет, я не заднюю даю. Ты хочешь узнать, как я заднюю даю? Я тебе покажу, как я заднюю даю. В первую очередь, понимаешь, Ла 13. Ты подожди, тормози, не тарахти здесь. В первую очередь, когда ты задаешь вопрос по поводу чеченец я или мусульманин, я тебе ответил, что я чеченец, потому что у меня приоритет, что я чеченец. У меня приоритет, что я чеченец. У меня абсолютно не интересно этот вопрос, потому что на данный вопрос я тебе сказал, для того, чтобы ответить на любой вопрос, необходимо нужны знания. Я поднялся, сказал, я хочу задать вопрос. Роберт, ты нашел? Исламский вопрос чеченцу, мусульманину. Я так сказал. Я не сказал, не бывает исламских вопросов, ты это знаешь? Бывает. Нет, у меня есть. Нет, исламского вопроса не бывает. Бывает мусульманский вопрос. Если у тебя есть конкретно мусульманский вопрос. Нет, у меня есть исламский вопрос. Не бывает. Бывает. Исламский, арабский. Алло, Кельманда, я тебе поясню, почему не бывает исламского вопроса. Исламского меч свободнее. Ислам это религия? Ислам религия, да. Исламского вопроса почему не бывает? По одной простой причине. Ислам как таковой, когда речь идет, имеет очень много значения. Я вопроса не боюсь, ты можешь задать вопрос. Ну, тогда давай, выслушай меня. Слушаешь? Внимательно только слушай. Я тебя слушаю. Но смотри, в первую очередь ты должен отрицать, ты должен сразу отрицать чеченство, мое чеченство. Ты неправильно вопрос. Нет, у меня по этому поводу вопрос.
Смотри, я когда первый раз поднялся, я сказал, у меня есть вопрос, если есть здесь чеченцы, мусульмане. Мне Хорошо, вот это- задавай. Я чеченец, мусульманин. Дальше Всё. твой вопрос задавай, я тебе отвечу. Все без Отлично. проблем. Роберт, ты Отлично. ищешь? Ты Коран знаешь, правильно, да, понимаю? Ну, как Нет, бы конечно, принимай- конечно нет. Откуда его? О, окей, ладно, хорошо. Ты Коран не знаешь, но ты Коран Так, Ла, 13, понимаешь? подожди, человек нашел. У меня приоритет к данному Роберту. Коран потому что принимаешь? Роберта я... Ла, 13, я тебе сказал, подожди, тормозни, посиди. Роберт, да. Ты Коран принимаешь? Роберт, я слушаю. И ты, Да, ведущий, если мне скажет ведущий, что я помолчал, я помолчу. Мы с тобой общались, и ты сейчас... Ведущий вообще не разговаривает. Ведущий не разговаривает. Подожди, я тебе сказал. Тормози, просто посиди и послушай. Ты мне Я сказал, слушаю Роберта. задай Роберт вопрос, сидит, ты слушает ответишь. мою- Я тебе Я задаю, ты попросил сейчас Роберта. прыгиваешь. Аль Капон, Ты сейчас прыгиваешь. я чеченец, я на любой вопрос могу ответить. Почему ты боишься? Так, я могу сейчас говорить? Я говорить могу сейчас? Так ты ответишь на мой вопрос? Я говорить могу? Ну ты ответишь на мой вопрос? Задать тебе? Я или тебе ты- вопрос задал, я говорить могу? Нет пока. Я должен тебе задать вопрос, и ты должен ответить. Как раз таки Если в хочешь, тот не момент, когда ты отвечай. поднимаешься, Ла-13, смотри, как раз таки в тот момент, когда ты поднимаешься и задаешь вопрос, прежде чем задать этот вопрос, ты должен понять, какая тема здесь происходит. В данной Смотри, ситуации смотри, Роберта попросил это о том, не что я он меня должен зачитал понять. кое-что. Не, Нет, это не я должен понять. ты поднялся, Ра-13, ты тормози, я Это тебе ты сказал, должен рога был здесь мне не ломай. сказать. Я тебе сказал, Это ты рога мне должен не был надо мне ломать, сказать, что понимаешь? Ты это сиди ты там, где должен ты был мне сидел. сказать. Я тебе поэтому поясняю. Прежде чем мне что-то подниматься, ты мне не задавать, сможешь по ты жизни сначала пояснить. просто сиди и послушай. Нет, Вот я так сейчас это не закончу с работает. Робертом, я с С Робертом того закончу, момента, ему когда вопрос ты задал. сказал, А что ты потом меня можешь задавать слушаешь, мне вопросы. Все, Когда, точно. с того момента, Роберт, говори, когда я ты тебя сказал, слушаю. что ты меня слушаешь, я могу Роберт, тебе задать вопрос, и ты ответишь. Ты его задал, я Значит, тебе ответил. Нет, не ответил ты. Не, Чеченец, я мусульманин, Нет, я тебе сказал, нет, чеченец, нет, мусульманин. вопрос Слушай, был ты не мне в не этом. некай, слышь, Вопрос тормози, был не в мужик. этом. Ты мне не некай, я тебе сказал, Капона, подожди, на всё, базаре послушай, я теми сейчас чего-то. разберусь с Робертом, он мне сейчас Подожди, ответит на мой вопрос, а подожди, потом ты другой свой подожди. следующий вопрос задашь. Нет, я Роберт, тебе еще слушаю. вопрос не задал. Аль Капона, Осина Куершу. Аль Капоне, и ты говоришь, что ты чеченец, да? Соборделе, Меня Шве, испанский стыд Кельманда, за тебя. социальных клюшвац, Хажале, Хаусаля, Лично меч, ты можешь просто помолчать? Сам не могу, я меч Аллаха. Тогда, ну ты когда говоришь, бардак получается. Ладно, Бардак, смотри, Кайот, почему ты не задал мне отвечаешь на вопрос? я тебе, ну я сейчас говорю, меч. Ты Ты мне сказал, задавай мне вопрос, я отвечу. Я тебе Ты хотел мне задать задал вопрос по не поводу задал, чеченец, ты я узнал. мусульманин. Я тебе ответил, я не задал, чеченец, не, мусульманин. не. Дальше Ты узнал, ты этого просто вопроса не было сидишь, в тебе. ты сидишь, ты можешь не тарахтеть, потому что Тарахтишь ну, ты. ты грек, понимаешь, ты просто Я грек. этим горжусь. всего лишь. Я Ты не только сидишь, грек, я еще и тормозишь. армянин. Мне не интересно, я Во мне две задашь великие свой крови, вопрос, две ты величайшие. задашь Я свой этим вопрос, я его горжусь. послушаю. Подожди, из-за того, что он греч, что тут такого? Полая грек колч. Не к месту, меч, не к месту. Я с Роберту сейчас вопрос Что задал. тебе грек не может Роберт мне задать сейчас вопрос ответит. лобовой, что ли? Я ему сейчас он зачитает стих, и мы вернемся к Ла-13. Все, проблем нету. Ирвила может задавать вопросы сколько хочет. Роберт, ты нашел? Не, у меня один вопрос, не переживай. Да ничего страшного, о чем мне переживать-то? Не знаю, Коран-то твой, не мой. Хотя я тоже верю в Коран. Это твое личное вере. Ты можешь верить даже в блудную жизнь, но абсолютно не имеет никакого значения. Роберт, ты нашел? Мусульманин, христианин, иудей, грузин, и вообще кто угодно. Я не бегу от вопроса. То, что я... Дайте мне прочесть секунду. ואמר ברוכה את לה אדוני בתי הטבת חסדך ואהרון מן הראשון לבתי לקט אחרי הבחורים האם דל האם אשור אמר לה הקדוש ברוך הוא בריתי אתקר קדמי כך דוד משיח. Ну, Роберт, он же не знает иврит. Зачем ты ему на ивритском это читаешь? Ну, меня попросили читать на иврите. Он же не знает ни ивритский, ни арабский. Я могу это потом, Капуна, я тебе могу потом перевод послать, сделать, если хочешь.
Я бы хотел как раз с переводом. Я не знаю, он сам подтвердил, что он не знает ни иврита, ни арабского. Зачем ему это читать на иврите? Все, ведущий, можно мне или они обратно? Читаешь ты, да, Роберт? Он все прочитал, говорил. Все, да, ты Я не готов? прочитал, я не прочитал секунду. Я просто же, вот, «Вемашех атарех мирушалаем, во атаат бахурим, венафик шма бен гарамин, יאמר לגבי משיחי והגדיף וקילל לגבי אדוני והשתיק כאשר היא גידופי לא יהיה גידופי וקליל לה קללה נמרץ ולא חש לאדוני והשתיק. А перевод можно? Так. Смотри, я попробую перевести. Было интересно, но ничего не понятно. Ну, как бы. Я попробую перевести. Стрела 13. Прежде чем ты задашь вопрос, я попрошу одного из моих главных душа стрима и главных модераторов. Роберт, извини, конечно. Покинь этот стрим. Больше сюда на этот стрим не заходи. Город, ты меня слышишь? Почему? Все, кто у меня на стриме находится, все покиньте, кроме Роберта. И больше на этот стрим не заходите. Аллах 13, я тебя слушаю. Чего ты боишься? Поэтому Зутрашки я звучу, не данен дуйчешу, а пусал бежи пидор чуешь. Как раз таки твои братушки это пишут. Хажан Духвахак, а ты возьми и зачитай чат. Внимательно, кто куда кому пишет. Я тебе сразу говорю, вот эти все комментарии, которые в уничижительном форме насчет матерей, женщин, вот вся вот эта нечисть, это вашего ислама. Это ваши братушки. Да, твои братушки лично. Ты же говоришь, что ты мусульманин. Да, я мусульманин. Дальше что? Вот это твои братья все пишут. А теперь я себе скажу, знаешь, что я тебе поясню? Самое интересное. Да, я мусульманин, я чеченец. Алхамдулилла, что я мусульманин. Сейчас это принципиально будет. Это принципиально будет. Да, савежи бухаш. Алхамдулилла, что я мусульманин. Это я сейчас скажу, потому что ты мне сейчас начал выводить. Ребята, меч подожди. Можно я скажу? Смотрите, мусульманин урос. Мусульманин урос. Короче, у нас бардак, Кирилл Черш. Благодарю админа, что остановил это. Короче, намечалось вот это провокационное дело. Я просто не хочу вот людей, которых я тоже знаю здесь, чтобы создать такую ситуацию, потом люди, что агрессировали. Короче, поэтому поддерживаю админа, что выключил пока на время всех этих пользователей. Так, давайте еще по теме там. Ассаламу алейкум. Машло. Тебя что, много мушавы? Да, что по-разному. Вас чуешь обязательно бардак слышится, но и на вас чуешь не запустишь вообще. Модер, короче, я хочу усуролыш, охуролыш. Сачтумца, да. Так, ЛА-13, ты здесь? Если здесь, можешь зайти. И мог бы ты этот вопрос мне задать, который ты хотел задать, Эль Капоне? Очень я заинтригован был этим вопросом и хотел бы
услышать вообще этот вопрос. Ибрагим, свободен минутан. Этот вопрос адресован мне. Пускай подними его, пускай задает вопрос мне. Я же от вопроса не отказывался, потому что у меня конкретно есть, я когда с человеком разговариваю, прекрасно понимаешь, даже у себя на эфире, я другим вопросы не позволяю задавать, пока я не узнаю, что человек там нарыт. Вопрос может ко мне задать без проблем. На этот вопрос я ему отвечу элементарным одним словом. Мне абсолютно цунахирил ашва, цунахирил вац. حلو имеч Аллаха вендетта. Хажал асуцами до ночи хаваца, ночи вацан. Ты это знаешь? Хадаца ночи цахума амаль эцха, адач даца цахума эцха. Я просто-напросто сагинц от чуаязи не испанский стоит, а халтейпан милу эйлер, а дейл да хомбад еза тейпан был наха бойсу, церц гергала дусет от стейпацани. Ну, а подобный гумштунец, а лелинду сунц ахезам дац. Ну, а сын, ты знаешь, я это как-то мимо все это пропущу, он в Аддизе. Ла-13, у тебя был вопрос ко мне, можешь задавать, я слушаю. Отлично. Смотри, ты хотел бы, чтобы твои женщины молодые жили бы по суре 65.4 Ат-Талак? Я не знаю эту суру, ты можешь зачитать. Ну, сразу. Подождите, тихо. Ну, смотри, ты доверяешь Корану? Я опять-таки не могу тебе утверждать, потому что у меня нет знаний Корана. Подожди. Ты веришь, что в Коране все написано правильно, четко, красиво, никаких пошлостей нету? Правильно же? Ты же альхамдулилла мусульманин. Ты вопрос задал, когда нет знаний по поводу того, что написано, я не могу утверждать, что там все так, как оно должно быть изначально. Окей, значит, у тебя какие-то сомнения по Корану, правильно мы понимаем? Нет, у меня нет никаких сомнений, потому что все по воле Всевышнего. Подожди, смотри, если у тебя нет никаких сомнений по Корану, тогда что тебе стоит сказать? Да, я доверяю Корану, я согласен, чтобы мои жили бы по 65-4. Я полностью согласен с твоим вопросом, но я не могу ответить на него положительно, потому что по одной простой причине. У меня нет знаний по поводу Корана. Нет, не по этой. Ты не можешь ответить, потому что ты сомневаешься. Нет, 13, у меня нет знаний в Коране, потому что как только ты мне начинаешь задавать один суру и аят, я бы ответил тебе, потому что если бы я знал бы эту суру и аят. Исходя из того, что я не знаю эту суру и аят, я тебя прошу, чтобы ты зачитал. Исходя из этого, я не знаю, что там написано, и не могу говорить о том, что насколько это правдиво или нет. Потому что все, что написано по воле Всевышнего. И точка. Вот, красавчик. Тем более, если все, что написано по воле Всевышнего, Всевышний не мог ошибиться. Почему тебе трудно сказать, да, я согласен с этой сурой, пусть мои девочки, мои сестры живут по этой суре. Всевышний, Ла-13, ты вопрос задал, я отвечаю. Совершенно верно, Всевышний не может ошибиться, но что самое интересное, когда есть очень много писарей, когда они начинают переписывать ту или иную источник, исконный источник, он начинает меняться. Поэтому я не могу тебе ответить, доверяю я или нет, потому что у меня нет знаний в Коране, и все. Ну, мы поняли, нет. Окей. Ты смотри, там есть такие слова. Сура Ат-Талак, он про развод. Ты это понимаешь, да? Развод. Ну, Аллах разрешает разводиться. Я арабский не знаю, но по поводу развода, да. Развод, да. Я вот на русском это значит развод. Там Аллах нам говорит про 3 типа женщин. Это взрослые женщины, у кого уже месячные прекратились и больше никогда не будут. На это дается 3 месяца ида. Знаешь, да? Что такое ида? Ну, поясни. Ну, ида это, она беременна или нет. Как бы 3 месяца ты должен выждать. Если она не беременна, ты только в том случае имеешь право разводиться с ней. Хорошо, какой акцент ты ставишь конкретно на какой, сейчас. Какую возрастную категорию ты ставишь? Я скажу тебе. Ты не скажешь, потому что у тебя и в мыслях не было ставить акцент. Поэтому я тебе сейчас помогаю, я тебе помогаю, дополняю. Не надо мне помочь. Если ты дослушаешь... Ты конкретно поставил конкретный вопрос. Ты куда, в какой точке ставишь акцент? Окей. Мне интересно, кто эти женщины, какой-то возраст у этих женщин, у которых еще никогда месячных не было.
Сколько им Для лет? того, чтобы узнать, что у этих женщин не было и так далее, для этого необходимо знать физиологию женщин. Я физиологию женщин не знаю. Я не знаю, когда у них начинается или заканчивается. Все по воле Всевышнего. Подожди, а Ибн Касир знает физиологию женщин? Я Ибн Касира не знаю, но если Ибн Касир был в свое время акушером, наверное, и гинекологом, наверное, он это знал. Ну, ты ему доверяешь ему? Двумя словами. Ибн Касиру ты доверяешь? Я как могу доверять Ибн Касиру, если я не знаю Ибн Касира? Как я ему могу доверять? Кто он такой вообще? Все слышали, да, ответ? Зачитай тафсир нам, и тогда как бы все поймут. Просто человек, если не знает, что там написано, ты можешь как бы просветиться. Ну, Ибн Касир там разъясняет, кто эти женщины, у которых еще... Дословно, не поленись, Элла 13. Ну, у меня сейчас второго гаджета нету, брат. Ну, я этот смысл передам, там может любой проверить, как бы. Кто может подняться, кто может подняться и зачитать. Зачитайте, пожалуйста. Ну, такого. 2.13 зачитать не может, Ибрагим, я что-то не понял. Смотри, у меня нету второго, я знаю его так. Зачем ты мне задаешь вопросы, если ты не знаешь, о чем ты говоришь? Я знаю лучше, чем ты. Тогда задавай этот вопрос. Так ты сомневайся в своем Коране. Не агрессируй, задавай этот вопрос конкретно. Так я тебе задал. Ты согласен? Задай вопрос. Ты задай вопрос. Я тебе сказал, кто эти женщины, у которых еще не было месячных никогда? Какой это возраст? Там разный возраст это может быть. Но я не гинеколог, возможно, там может быть после пенсионерки какие-нибудь, может быть. Нет, подожди. Может быть. Давайте, пятилетние женщины есть месячные? Смотри, чтобы разрядить вот этот вот спор, давайте, хотя это вообще... Ибрям, сейчас буквально секунду. Интересный вопрос был. Еще раз, последний. Женщинами, которые здесь находятся, я зачитаю. Ибрям, сейчас, ладно, ну-ка задай-ка этот вопрос. Подожди, задай-ка этот вопрос, который ты сейчас... Ты последнее что сказал? Ты последнее что сказал? Подожди, ты сказал, кто эти женщины? Я тебя правильно понял? Я говорю, кто эти женщины, у которых все, еще вопрос не было никогда задан. Вопрос задан. Да, все. Сколько кто эти женщины? Кто эти женщины? Можно я сейчас отвечу? Ты задал вопрос, ты сказал, кто эти... Ты не знаешь, о чем там идет речь. Я ему отвечу на вопрос на Ла-13, который сказал по поводу кто... Так, это не я отключал, если что. Это другие... Да, слушайте, ну что у вас за детские здесь Машу или кто отключает? Кто админы? Ну хватит эти отключать, детские вот эти зайчи спектакли устраивать. А то уж дальше. Какой возраст у этих женщин? Человек задал вопрос. Очень интересный вопрос. Очень интересно. Наш брат, как говорится, задал вопрос. Ты свободно, что вы сейчас будете здесь спорить. Не буду, не, брат, все, я жду его. Ответа. Подожди, давайте я зачитаю тафсир. Окей, вообще супер, давай. А потом мы это прокомментируем, и все. Я сразу извиняюсь за то, что вот этот мусор читаю, да, это не моя тема, как бы. Я вот... Давай, все, да, спасибо тебе, Ибрагим, давай. Полезных модераторов здесь нету, чтобы в нужный момент не саблей размахивать, а зайти вот так, прочитать что-нибудь. Вот для этого нету здесь как бы помощников. Так, ладно, читаю. Ибн Касир. Всевышний Аллах разъясняет сроки айда. Женщинам, у которых в силу их возраста прекратились... Асват, перестань храпеть в микрофон. Выключи. Ты когда не говоришь, выключаешь микрофон. Это не я. Еще раз. Не знаю, кто это. Прошу всех не храпеть в микрофон. Ибн Касир. Всевышний Аллах разъясняет сроки айда. Женщинам, у которых в силу их возраста прекратились, менструации. Для них срок выжидания составляет 3 месяца, в отличие от женщин, имеющих регулы, для которых срок айда равен 3 менструальным циклам. Как указывает на этот аят из суры Аль-Бакара, корова,
То же самое касается девушек, не достигших возраста менструации. Они, как и женщины, в период менопаузы должны выжидать 3 месяца. Об этом Аллах сказал. Для тех, у которых не было менструации, о словах Аллах, если вы сомневаетесь. Приводятся 2 мнения. Согласно первому, это значит, если вы увидите кровь и сомневаетесь, дерьмо, цаешь, удедарас просто, тем разрулиться. Гинеколог, менструация, это или нет. Так считали Муджахид и Аз-Зухри Зайд. Согласно второму, если вы сомневаетесь в вопросе срока Иды и не можете разобраться в этом, то ваш срок составляет 3 месяца. Так считает Саид ибн Джубайр. Также это мнение Ибн Джарира. Это толкование ближе к истине. Если опираться на сообщение Убая ибн Кааба, который сказал посланнику Аллаха, да будет святой Аллах приветствует, когда был ниспослан аят из суры Корова об установленном сроке для женщин, жители Медины сказали, но в суре Корова ничего не сказано о сроке для определенных категорий женщин, девушек, еще не имеющих менструации, женщин в период менопаузы и беременных. Тогда Аллах ниспослал этот аят. И для тех ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен 3 месяцам, как и для тех, у которых еще не было менструации. Аль-Хаким 492 и так далее. Короче, на книге ссылаются. Спасибо, Ибрагим, спасибо. Ладно, Да? у тебя Да, какой что? вопрос был? У меня был вопрос. Сколько лет этим женщинам, у которых еще не было месячных, и Аллах разрешает. Дослушай мой вопрос, вопрос. Я пока еще не сказал. Дослушай вопрос. Что ты меня перебиваешь? Давай. Смотри. Да, кто эти женщины, это раз, сколько им лет, какой-то возраст. И второй, почему Аллах разрешает, и плюс еще разрешает 3 месяца ждать Иды. Если он всезнающий, он должен был знать, что женщины, которые не достигли полового созревания, они в априори не могут быть беременны. Для чего он дает 3 месяца Иды? Все, отвечай. Все, вопрос задан. Вопрос задан. Смотри, на планете Земля присутствует около 5000 языков. Из 5000 языков на планете Земля присутствует около 6000 населения. Ну, то бишь народов, этносов. Как правило, в каждом языке присутствуют такие слова, как «женщина». Они звучат на своем, на обратном языке, и там конкретно указано, в любом языке, в любых языках указана «женщина». По поводу, когда говорится о женщине, все прекрасно понимают, кто такая женщина. Женщина – это означает, значит, та, которая была замужем или же развелась. В данной ситуации, когда речь идет конкретно, если мы будем рассматривать данный аят или что это там было, которое было зачитано, речь идет о женщинах, да, то бишь, значит, совершеннолетней, что самое интересное. Что самое интересное в этом вопросе, когда ты говоришь 3 месяца, когда ты говоришь 3 месяца, ты сказал женщины, я отвечаю тебе на твоих женщин. Ты добавляешь свои слова. Женщины, подожди, я ничего не добавляю. Я говорю все, что социальные опросы, которые проведены на социальный вопрос по исламу отвечает. 2000 лет. И вот, и поэтому, когда ты говоришь, когда ты сказал женщины, нет, ну ты подожди, ты же меня за вопрос задал, кто я, чеченец и мусульманин. Не от себя говори, ссылайся на что. Мусульманин. Так вот, поэтому, когда ты говоришь от себя, говори по... Я не от себя говорю, я говорю о том, что собраны все учения, все мировые учения за последние 2000 лет. По поводу, кто такая женщина. Женщина это означает, значит, что такое означает? Это та, которая была замужем. Или же даже если она не была замужем, наверное, та, которая была в грехе, значит. Это означает, значит, женщина. Что самое интересное, когда ты говоришь 3 месяца, понимаешь, что самое интересное? В демократической стране ты меня будешь перебивать или будешь слушать? Да, потому что... В любой демократической стране, в любой стране, оно даже в коммунизме присутствовало по поводу того, когда во время развода всегда давалось даже давалось какое-то определенное время для того, чтобы, вот если брать одну из европейских стран, когда бывают разводы, им дается определенное время. Ты знаешь, что самое интересное? Всевышний сказал 3 месяца, а в демократических странах дается 1 год.
Для чего дается? Не для того, что они проверят, она беременна или нет, а для того, чтобы они имеют ли, смогут ли они обратно сойтись или нет. И всего лишь и точка. Все, что ты сейчас сказал, подтвердит имамом Куртуби, имамом Табари, имамом Навави. Кто здесь заключен так, то же самое, то, что ты сейчас сказал? Покажи нам это. Вот еще один. Покажи, где это написано. Речь была, я не понял. Что тебе показать? Человек задает вопрос. Твое мнение никому не интересно. Это твое мнение, Это твоя не мое фантазия. мнение. Покажи на ученого ссылайся. Подожди. Да нет, покажи на ученого. Что ты донекаешь? Ты не некай. Я тебе не обязан ничего показывать. Покажи имама, где имам Табари это сказал. Имам Навави, где это сказал. Имам Куртуби, где это сказал. Это сказал Ширвани Сладокачки. Кто это такой? О, это такой большой алим. Ты его не знаешь, его только Это чеченцы кто знают. такой? В каком веке он жил? Он во всех веках жил. Кстати, он жил в 6-м, Короче, я так 6200 понимаю, лет ты назад. трактуешь Коран, как ты хочешь. Я это правильно понимаю? Ладно, понятно, все. Ответ твой принят. Ла 13, ты Люди задаешь слышали. вопрос неправильный. Ла 13, Да, ты да, решил да, задать да, вопрос да, по да, поводу да, женщин. Да да, послушайте все уже. Мне с тобой вообще не интересно Когда, если разговаривать, тебе я не понимаю. интересно, Потому какого что- хера ты мне эти вопросы задаешь? Тебе смотри. нормально я объяснил, что женщина, Таких когда, людей, как ты, у тебя нет логики, у тебя нет логики и логику философии, я потому что придумал, ты, когда успокойся. начинаешь задавать Логику вопрос, я когда ты придумал, а говоришь, такие да люди, успокойся как ты ты, уже. Ты их можешь назвал успокоиться, у тебя нет педофилами. абсолютно ничего. И здесь не надо Логику нельзя я себя придумал. вести. Я тебе Логику объясняю, когда я ты придумал. неправильный вопрос задаешь, когда ты говоришь женщины, Это ты должен ты, понимать, это ты о чем идет речь. правильно ведешь. Потому что женщина, она имеет, это та, как раз таки та, которая была замужем, или которая была где-то на стороне, сходила и пришла. Она является какой это женщиной. ответ говорит? Если ты имел в виду несовершеннолетние девушки, Я имел в виду, а потом это уже Аллах так девочки. четко говорит. Это ты, я Аллаха не Кассир слышал, ты, четко наверное, говорит слышал, об ты этом. джинами, Нет, это наверное, Аллах связан, говорит. ты, наверное, это слышал. Аллах Поэтому говорит. нужно Аллах четко нужно Аллах зачитывать то, говорит. что там написано. Аллах говорит, что с твоими дочерями несовершеннолетними можно делать, то можно разводиться и ждать 3 месяца, потому что ты, альхамдулилля, мусульманин. Он тебе, как мусульманину, разрешает это делать. И твоим дочерям, и твоим сестрам. Ты понимаешь это? Грег, сами разберемся, что нам Аллах разрешает. Асват, мы не сами не разберемся. Ты Если находишься в сами арабской разберемся. идеологии. Как понять, мы сами разберемся? Вы сами не разберетесь. Потому вам не объяснить. В смысле вы сами Мы сами разберемся. Голова, я Ни в чем вы не разберетесь. Так, давайте, Ибрахим Бяхмабила, давай еще раз по порядку. Прежде чем задать вопрос по поводу того, что аят из Корана, прежде чем его задать, ты немножко должен быть... Сейчас говорить о том, что у тебя должен быть илм, я этого говорить не буду. Потому что, когда речь идет о религии, любая религия, она Всевышний доносит эту религию в понятной форме. Любому человеку эта религия должна быть понятна. Но вопрос, который ты задаешь, он просто некорректен. Он некорректен. Он некорректный. Тебе, я понимаю, тебе это будет смешно, но тебе будет по жизни смешно, потому что у тебя нет понятий. Все. Точка, у тебя что? Что ты хотел? Ибрахим, брат, ты тут? Ибрахим, Да, я здесь. ты тут, брат? Есть. Ибрахим, смотри, этому, сейчас скажу тебе, есть такой шейх Саудовского, Аль-Фаузан, знаком с ним? Знаешь Аль-Фаузана? Да. Фаузан. Фазанс. Вот ему задают вопрос: уважаемый шейх, да помилует вас Аллах. Он говорит: а вот 65-4 касаемо, у которых девочек не было менструации, срок равен 3 месяцам, это дозволено жениться на маленьких девочек? Он отвечает: да, так как Абу Бакр отдал свою дочь Аишу за Мухаммада, когда ей было 6 лет, и у них была супружеская жизнь, началась с 9 лет, так как отец, когда у девочки еще не было менструации, не началось, только отец имеет право выдать не за малолетнюю, не за мужную дочь. Только отец, который еще даже возраст осознания нету, брат. Это Каваль Аль-Фаузан. Это единогласное убеждение Ахлю Сунна валь Джама. А любой еретик свое мнение говорит насчет этого, вообще все равно. Ни имам Ат-Табари, ни имам Абу Ханифа, нигде этого не говорили. Вот какое-то, если было бы... Подожди, ты все равно вообще не в курсе, о чем здесь говорят. Тебе вообще хоть 1 месяц без разницы. Я знаю. Тут ситуация какая, вот если бы мы сейчас все с вами вместе,
каком-то шариатском государстве или халифате где-то находились бы, и ты бы вот посмел бы сказать, что там не хочешь свою дочку выдать там, или сестру, или бы как бы сказал бы, я там чеченец какой-то, или я там еще кто-то там, австриец там и так далее, и для меня это не подходит, то как бы один раз ты, может быть, и сказал бы такое. То есть... Умар бин Хаттаб под казнь кинул бы, я тебе отвечаю. Да, Умар бин Хаттаб под казнь кинул бы. Казнил бы такого человека. Поэтому вот эти все какие-то личные мнения, да, оно у меня тоже есть, мое личное мнение, они там запрещаются. Там уже все расписано, исписано, и как бы истина последняя инстанция, она уже определена. А ты просто должен ей следовать, и все. А так, да, если мы сейчас будем рассуждать, ты как считаешь? Конечно, я это считаю ублюдком, кто вот это вот пишет, кто это принимает, кто этому следует, следовал, следует и будет следовать. Ибрагим, понимаешь, когда речь идет о тех или иных вопросах, человек задает вопрос, он должен знать, какой вопрос он задает, является ли этот вопрос корректным. Он в данной ситуации, когда он говорит что-то, даже вот в точках говорит что-то, но подразумевает абсолютно другое. Поэтому, чтобы не было то, что говорит не было у тебя... то, что ты учишь. Чтобы я же сразу сказал, что у меня я не подкован в этом. А зачем тогда сразу надо было вопросы задавать? Зачем ты у меня нет знаний. Подожди, точка. Я сказал, что у меня нет этих знаний, а мне говорят, нет, я хочу тебе все равно вопрос задать. Зачем задавать вопрос, если когда человек говорит знания? На самом деле, да. На самом деле. Аиша сказала... Что самое интересное, Блэкберри, можно я сейчас отвечу, потом ты подключишься? Подожди. Когда являются вопросы некорректные, и в этом случае, когда человек говорит, я понимаю, я знаю, Ибрагим, ты же знаешь, что я знаю этот аят. И когда человек пытается прочитать этот аят и задать этот вопрос, человек должен понимать, что в данной ситуации даже имеются 5-летние девочки. Но этот человек не владеет той информацией, которой, допустим, владеем мы. Мы-то можем просто сказать, что я-то не владею. Нет. Я не говорю, что у меня какой-то элм есть в этой вообще, во всем этом. Но должен быть корректный вопрос и не должны быть хаотичные мысли. И когда человек говорит о женщинах, а это уже всем прекрасно, ты будешь лбом биться об стенку, но оно во всем мире принято, что женщина, это мы все понимаем, кто такая женщина. Это та, которая была, или же она является замужем, или же она была замужем. В исламе 9 лет. Аиша сказала, девушка становится женщиной, когда ей исполняется 9 лет. Мы сходим... Подожди. Для арабов, Блэкберри, алло, гараж. Для арабов это нормальное явление. Для чеченцев это ненормально. Ну и все, и точка. Что здесь обсуждать? Это чисто достоверный хадис. Дайте я тоже выскажусь. Просто вот эта тема, да, я как истинно там верующий человек, именно исламская версия вот этого, ну, или считавший себя там, да, там истинным, на истинном пути. Я в свое время слышал вот это дело там про Айшу туда-сюда, и я как-то офигел вначале, как, что. И мне сразу вот как вот здесь заскакивают всякие эти болтуны, которые там, короче, вот это всю толпу пытаются, ну, скажем так, оббалванить, да? Вот точно таким же методом и мне сказали, там это неправильно, там что-то как-то подсчитали, ей было 19, 18, что-то такое. Прям, это не ответ. Я это понимаю, что кто-то пытается донести. Не перебивай. Аль-Капоне не перебивай. Мы с ним сами разберемся. Ты туда нет, тебе вообще влазить не надо. Да ты вообще балаболишь, сидишь какую-то ерунду. Стоп. Утухни там. Пожалуйста. Ибрагим, мы понимаем с тобой, что некая часть, вот это как раз-таки
этих слоев, они пытаются донести до того, что оно было после хиджры, оно было после этого, ей было столько, она родилась, потом и так далее, прошло 9 лет, это все же мы прекрасно понимаем. И то, что было, все официально заявляют, что она была сватана в 6 лет, а выдана она в 9 лет. Все это мы прекрасно понимаем. Все это... Но дозволено ли оно было в те времена кому-то для них, но оно, понимаешь, что самое интересное, не было дозволено в нашей среде, независимо, будь это 21 век или же хотя бы 2000 лет назад. Оно не было дозволено и до сих пор не дозволено. Да, я прекрасно понимаю, как только оно, понимаешь, если на сегодняшний день, когда мы говорим о 4... Ну, у нас это не принято. Ну, у нас, да. Ну, я же тебе про нас говорю. Мне абсолютно не по барабану, что в других народах происходит, если когда речь идет о наших. Поэтому у нас это не принято. А то, что у них принято, это принято. И доказывать мне обратно и говорить, ей было 19-18, было бы неправильно, потому что в один голос все ученые говорят, что ей было 9 лет. 6 ее сосватали, в 9 ее выдали. Приемлемо это для чеченцев? Нет, это неприемлемо, потому что как бы оно ни было, это неприемлемо. Но через 100 лет, если оно вот так пойдет, и оно вот так будет идти, оно будет приемлемо. И, конечно же, говорить о том, что надо бороться или нет, это уже каждого человека. Для меня это неприемлемо. Но когда человек мне говорит о том, что когда... Ну, понимаешь, что 4.24 аят, он, я его принимаю. Да подожди, точка, ты можешь подождать. Когда речь идет о аяте 4.24, говорит он, приемлем, принимаю я его или нет, я обязан сказать, что я его принимаю. По одной простой причине. Как только в будущем, это как раз таки на будущее, когда будут те или иные стычки именно с этим населением, я буду знать, и мой народ будет знать, на что они способны. И все, и точка. Да, теперь я скажу, вот когда я впервые услышал, меня как бы сразу чисто надурили, да, сказав, что вот там что-то 18-19, и я это сразу принял как человек, верующий в это. То есть потому что я не допускал, чтобы Всевышний, который создал все и вся, и человек, которого он послал, чтобы он, дедуля, который учит, короче, все человечество там истины, да, чтобы он скатился вот на такое. То есть как бы внученьку или правнученьку, чтобы с ней вот это салам алейкум дело, это вообще... И я сразу, как это хорошо, что это не оправдалось. Да? Я сразу это принял. И нигде не копался, тем более тогда интернетов не было, да, вот это дело. Но теперь вот... Когда ты услышал первый раз... Я закончу, да, вот когда вот эта тема началась, да, вот это чуть-чуть табу слетело, религиозная тема в нашем обществе началась, как бы, ну, зеленый ход дала этому, то есть мы дали, да, там какая-то часть наших этих единомышленников изначально. Потом, что здесь произошло? Я собирался там вот эти темы, и я все еще там придерживался вот этой позиции, там, что люди как-то неправильно понимают религию, что-то там трактуют не так. А все вообще-то на самом деле можно как-то по-другому еще воспринять. Но углубляясь еще дальше, чем дальше, тем оно... То есть 32 хадиса. Там и есть хадисы, есть вообще темы, которые вообще ни в Коране, ни в Сунне, вообще их нигде нету. И чисто там исламский мир из пальца это высасывает на каких-то прецедентах, там туда-сюда. А тут нам четко автор пытается донести именно вот этих вот маленьких девочек. И вот эту тему ищу какое-то оправдание, здесь его нет, туда бежишь, еще хуже, короче. В оконцовке вообще этот 665-й сура, 4-й аят, вообще все добил. Потом идешь каких-то этих слушать там, исламских болтунов вот этих. Они сидят и вообще там полностью все сроки скосили. Там, если даже хоть один день девочки туда-сюда, и все там, ничего не осталось, как бы возможности это оправдывать или защищать. Поэтому тема такая, что либо это придется, вот я для себя то, что я вывод сделал, да, это просто взять и коренными зубами отправить автору.
потому что я вынужден вообще четкую оценку дать человеку, который, будучи дедулей, короче, да, с ребенком вот так поступает. Четко ему оценку дать. И все, больше там кого-то оправдывать, не оправдывать. Как там, кто во что-то вписывал, не вписывал, это уже вообще второстепенно. Но здесь то же самое с изнасилованием. Женщин плюс 32 осуждают. Как это можно принять? То же самое 11 жен. Что делают 11 жен у одного человека, которого Бог послал? Это я когда узнал, вообще... У Иисуса было 12 мужиков. Можно, да? Иисус бяхме была. Ибраим. Бяхце был суда вирус ходня ловен. Таум ердерас лавахли. Ихил ина was чувел чинга мели нох чувел халала версо суна боди гелч ларца дел хазаца ритер. Ну пейт борчал хитер суна. Ахтундел халвела верта итем хал магарисун, so еще вас любитель вас истринте ага допускается до асим. Поэтому изначально Ахтундел мои лариса айлндахса сун цаамата ага ила белакру халнахчу хабусул бой анахчу ala чурячш. Действительно хон хама хари любой нахчу хош мадой нахчу бусул бой. Ну извини, конечно, нахчу вас никогда да нахчу вел могла. Ахтундел лишь тумду так азюха так кабо асалер чат яздеша хилла с главный админ Муса чатча. Он юз пейдбот шумшту нязина пейдбот шиитсон умдат. Так он дальше масит за от нахчишн и лучше цадуется даться слари руссо так шубисте алей. Зачем умбой почваюч, она там более политические количества. Просто сейчас это раз так началось. Ну, астам ерду, машу радио, машу хуга ерду, еще программа направления вояц, ну, там бадик бакхалдиз, киечкоман был на хочу и реча. Окчачу яздештега цантирича боячун шус. Абсолютно боячун. Шо ночь дала. Хич оман был бош. Сум башелят жюкти балариш, керс балариш. Именно направлению ночевую обусрую бош. Толумша иша пререкать дадишь, что их надо отрицать эти вещи. Хич оман хач. Внутри себя, да, та проблема мяса, сумаца Бог. Это тебе просто радио, Маша, тебе на будущее. Хайта албонас. Дихердонел. Он дальше, сол час стримте, пресекает, что шумом. Что он дальше, как только аздабошен, как только хеч оманло сега перед всеми барьер переступите на ногчичел, независимо бусуль валарас, дюкти амалёш валарас, керст валарас, баша ляцун. И ногчего эл, хеч оманло сега и верно, еще барьер границу, как только он переступил и обратился повышенным долларес, неуважительном тоне долларес, как оно произойдет, в следующий раз оно так пойдет и поедет. Цунделайрам хельбац. Ну, вы, радио Маша, ты не понимаешь, и те, кто сидят в чате, Ибраим Абяхкамабил, я немножко старше тебя, и те, кто сидят в чате, они тоже это недалекие люди, я тебе просто хочу сказать. Да, вы за что-то уцепились, но недалекие. Я не говорю, что я такой умный, там все дела, но просто там недалекие евреи. И что мы думаем, Абяхкамабила. Мегартах, совестился, да, вирус. Чуть-чуть оправдание просто выскажусь. Ты просто чуть-чуть недопонимаешь здесь тему, потому что кучу адажин скучур эруэлол говорили виндета. Тут такая ситуация, что прям в ТикТоке здесь вот эти люди сидят и разговаривают. Там Рабзан Ахматович туда-сюда. Пусть он эхчда и тайра, и нах соуц бахара. То есть цернеш, короче, ты уз багар, как бы, короче, что-то дальше, больше. Тут ты просто чуть-чуть не в курсе вот этой ситуации, да, как в личку эти люди закидывают, потом на близких, на женщин, на детей, на матерей, короче, делать.
в открытую дать, короче, зажимать без системы. То есть, куда дуг это там. Раз я чувствовал интернет, что ночью я надел группа мои. Вообще, войца, и шамхилер до шишништина, тех ишвеш ночью. Какой ночью, как мы это можем? Ну, шишантиха от ночью. Вот да, это русские древнейшие обычаи, да, сажать там, да, плюс 32 осуждают. Вот это дело, как его можно ночью куда-то закрыть, это мы сами здесь. Нет, конечно, сами разобраться буду до 140 миллионов, короче, русня и царь, короче, тянули по всему миру сеть международного исламского терроризма полностью контролировать. Да, царь, что ночью надо ночью нам как раз определиться, да, да, мы это все прекрасно понимаем, но речь не об этом, а заниматься Богой. То, что сажают и так далее, происходит беспредел, все это мы прекрасно понимаем. Речь не об этом все равно. Как бы то ни было, речь говорит. Я говорю о том, что надо пресекать эти моменты как раз таки. Ты же понимаешь, когда переходит барьер, когда переходит барьер, потом этот барьер, ну, в любом, понимаешь, она уже стала дозволенным для него. И где-нибудь на периферии, если он столкнется ты просто должен был увидеть своими глазами и почувствовать и дискутировать иногда. Из-за чего теперь помогал зудре чего больше полностью ты чего аж шакер чубил себя. Просто дуть, что брюхом ждать, последние сапожники легендацию. Ну, я понимаю, но и ты не можешь за этих людей отвечать, то, что ночью будет туда-сюда. А зачем тебе это не надо, Ибрahim? Я же тебе не говорю, что ты должен ходить и за кого-то отвечать. Но когда у тебя это происходит, ты должен это пресекать. И босс. Я не говорю, когда в кругу ночью когда идут эти терки, я же не это говорю. Они всю жизнь, они веками шли, и они веками были, и они будут, и это все мы прекрасно знаем. Но когда заходит тебе, и когда видит эту ситуацию, и начинает брать одну сторону, вот смотри, я сейчас не буду углубляться, что у себя на стриме делаю, но как только он будет брать какую-то сторону, он будет брать, ему понравилась, допустим, моя сторона или твоя сторона. И он в этот момент переступает этот барьер, эту грань он переступает, а Кан Лама, он уже подсознательно у него будет, что он имеет право, что у него есть эта возможность переступить, независимо, но он уже будет об этом думать, потому что у него когда-то в прошлом это произошло. И он будет также себя вести уже, допустим, тому же хорошему человеку, хорошему, уважаемому Нохчу, он будет себя вот так вести. Понимаешь, что вот в этой ситуации надо пресекать. А так, да, мы можем сами разобраться, мы можем об этом говорить. Можем. Играем шхедена шмульшбу, Нохчануа, играем шдаяха шмульшбу. Какая разница, вендетта? Какая разница? Ардах del din dosh dayakando. Шусюле дука играем шдаяхаш. Söyle homo olsun sayıta. Terlo söyle bana, söyle o kontak bu. Значит, он söyle oku. Стоп, собордаш. Okuyor bu aboy. Стоп. Bu der aboy. Söyle bu. Ходим за екюло. Как он на свет он дитит я как бы просто человек тажим что агрессивная ситуация он да он дальше просто бег бацер мне одинаги короче бог да до лички чулило что умнейший до гергерная все меш короче дюзул. Просто тут такая очень агрессивная тема, но я все-таки против, да, и стараюсь, короче, Турбех, сразу и Лестер. Дала, все нормально, нормально, пьетом был, ну, что, Эрген делит, Ойхас делит. Дик тут так, поновый, короче, дальше, что,
аккуратно его регулировать. Это был. Ну, просто задумайся, Сундел Борас. Игра не переступить Мадины в Киечку Оманус. Тега Канлом Бехдина Дочел, Нохчичом, Кочево, на сайтах. С каким-то где-то в коем веке он дозволит Денир ас из Эйлер, и у него подсознательно это останется. Так он у него будет эти выражения. Просто эти надо пресекать. У себя я эти пресекаю. Независимо, дик Эйлер и Вовелер, а сразу банивает. Дальше. Цинга и Юхазвалер, цинг Юхас Киечку Оманус, теги цинг Юхас Цавалит. Он даже я не поддерживаю его идеологию или же его направление, оно может быть неправильное, несправедливое, но чтобы не допустить, он поднялся и мог ему это сказать. Он подсознательно в будущем он будет думать о том, что он когда-то сказал это Нохчи. А Нохчи это недозволительно, чтобы это говорилось. Для меня независимо, какой Нохчи. В кругу мы это разберемся. И кто-то там написывает здесь, расписывается. Арбу его хиняри сухала верваться, арбу его сумичава, арбу его ватить, эн бюч пол Нохчу элла, цундел хал элла вер. И что он мегартах, мегартах Ибрahim, хазир дуве дал диканцошах плывет. Дал это был машка. Маш, албу стартабиш. Так, давайте холодовли. Идем дальше. Ну, я все-таки не согласен, да, с Капоне. Дальше вот эти вот люди, которые не согласен Богу, да, мы расходимся во мнениях, и я свою позицию четко могу обосновать. Я думаю, наши вот единомышленники тоже это также воспринимают, потому что вот эти люди, которые полностью борются со всем чеченским, вот на этих интернет-площадках, полностью опускают вообще имя чеченское ниже плинтуса, абсолютно сами, как бы, будучи абсолютными врагами вообще чеченской культуры, традиции, языка, вообще, которые плевали, то есть люди, у которых первично успех вот этих идеологий, да, которые полностью там, я не знаю, там уже стеклянноглазые, вот, будучи стеклянноглазыми, топят за вот эти идеологии, вот эту вот как бы вражду к инакомыслящим, то есть к иноверцам, проявляют к людям других конфессий, то есть как им и предписано, да, там проявлять вражду. Сура 5.51, Сура 5.57, там, ну и вот так ряд можно, вот это вот все проявление вражды, короче, иноверцам, в частности, христианам, иудеям, многобожникам там. И вот эта вот тема, ее нельзя никаким образом, этих людей нет. Это не чеченская абсолютно, то есть тема. Как раз таки это должно послужить вот этим людям, да, вот когда ты траншею проводишь глубокую, да, и аккуратно их туда, на ту сторону, вот так вот ногой вот так вот отталкиваешь от себя, так, шел нахрен отсюда, извиняюсь за откровенность, и иди со своей идеологией, со своими арабами, там, кто у тебя есть, да, иди вон туда. Когда ты вот это отталкиваешь, его исламизм, его ИГИЛ, вот этот весь, это как раз должно чуть-чуть вразумить дебила, которого облапошили, да, и он вот, им движет, короче, вот это вот дело, да, и он должен, как раз таки это должно его чуть-чуть пробудить, там, я не знаю, смотивировать как-то, чтобы он отказался от вот этого дела и аккуратно, наоборот, к своему чеченскому приблизился. А так говорить, что вот это вот созданное в чеченской среде, вот это идеологическое, да, международный исламский терроризм, вот эти вот идеологии, вот эти вот вообще не соответствующие там ни чеченской культуре, ни чеченскому самобыту, какие-то действия вот этих людей, да, там, их как бы говорить, что это наше, мы между собой. Нет, это наоборот пагубно. То есть это наоборот
как раз-таки полностью ты начинаешь подыгрывать своим врагам, вот, которые этих людей облапошили, короче, в этом деле их используют, манипулируют ими. Ты их говоришь, да, это наше, нет, это не наше. Нам нужно разделиться. У нас должны быть люди, у которых чеченский интерес, и люди, у которых исламский интерес. Во всех его мастях, проявлениях, без разницы. У тебя вот этот интерес первичен, здесь люди, у которых чеченский интерес. Свою вот эту тему, у тебя братья бангладешцы, у тебя братья, вот перс сюда заходил, еще какие-то эти, вот у вас братство вот такое религиозное. Все вот это, идите, короче, вместе там, как раз таки, когда вы с кем-то конфликтуете там на площадках интернет, вот как раз друг за друга заступаетесь и топите за свой ИГИЛ, сколько вашей душе угодно. Не надо это, наоборот, как раз-таки чеченизировать это все. Есть такая система, когда я слышу голос твой искреннего, коренного чеченца, прямо просто за двух дела обыкновен теавала. Сосан волвиш уюхэш и признать ден ахмелдег ахдич. Сосам удол одунина. Выдержинду Мелду. Есть вся такая система, это очень опасная система. Азан, азан. Мы это юкон деш, для себя деш. Азан даже, на 100 раз течет. Азан и голос человека, созданного Всевышним для этого. Так, масери дела разные религии. البرزخ وخا سونسخ كي أزان عندنا البيش تفتح بدير داري البيش ما شو دلقة ما شو الله по-арабски идет, понимаешь? Ашхаду маша Аллах инна и Филипп Киркоров. Ашхаду анна маша Алла Пугачева и Инна Борисовна Михалкова. هاي خلك تحلق هاي على نليو لا خلت هيا خلت وحيك لحلق هاي على نليو Как выстрела фуй, Альберт. Все буде мол как де до тих деш. Ай, але направо. Ай, але направо. Гонять вперед, да. Опущенный, мой там около швайн де до. Ай, але налейку. Hayy aleykum. Allah yakbar, Allah yakbar.
ده دو شابردي باتي أبو وشابردي ديك دو شو تا حوصا حوصا لا ودي وشات أبوشني موالقة بشني وما يرتاج Как ты думаешь? Дебил, а вообще какую-то херню он сейчас себя несет. Общение есть у нас нормально, пусть пообщается. Це дистрелеш, дистматер, что? Это зенда. Я что-то клоун, как клоун себя ведет. клоун здесь еще малыш. Ой, клоун, а же. Клоун блокас. Это ногчил даже это, и клоун даже клоун опущенный, так я самол. Церквя, самол, вот церквя, Камил, сука сидишь. Самол, а я не вот опущенный, я шкоет контроль. Кума дердасра, ты просто болтаешь. Опущенный, рюкас. Опущенный, ерек тему, хайхеру кондик, аладу. Вот так я спокойно, самол, так я. Они встретятся, один интересно, они встречаются, нет. Вендетта, это был Вендетта. Аяқ петушок, аяқ как раз Мал петух лорше битаудел. Ойрен петух халқы да беш собучлеш. Омал нашо юлшу. Петушок, кё хайын сайпы, хайын хайыч. Кариола сон, это петух сандахот, إذا بدك كان حاجة يهودو خيام تروح البوخ. دون كاريولا وينديت خيام كاريا راح. ولي ألبرت وتبدو يسامحوا حد. Четвертый, что с тобой? Вырубить? Нет, доела хочу. И выговаривать. Четвертый, срубить, мои там. إبراهيم هو عماد لا تشبه صورنا بنات مولنش سبيتو خامي حلوته سياسة مبوش القن غوت بالغوت كمان ده عماد لا تشوق هو عشان те, которые не нужна правда, они меня мой микрофон выкидывают и так далее. Пожалуйста, сам хэл. Но хин сэр васэр Альберт вас خليفه هو خيام خلات وحيا Собордя цецаум поткин ажа собордя хин шудейш мобой штазандин мол нешкол шудейш мобой уша ю петушок. عدي خلي عليه أحبوش شديش بيتوشوك شو значит? بيتوشوك عدي خلي ياسكي أيو بيتوشوك حدا حورا دايو بيتوشوك عدي خلي ياسكي حورا دايو بيتوشوك رايو بيتشيش تعيري شو بوتي Свободе. Мобить, а ты дай табюч. Не стреляешь, что свободишь? Следующее, да, аж я дах дель сулинок мадай босен. Салам алейкум. Сюля, хамаю. Алейкум. Ой, а ночью вы все подписывайтесь под ночью. И все на Кавказе, и все уничтожили, всех чеченцев. Хай, дай. Иса что-то хочет сказать. Можно один вопрос? Давай. Да, что значит вот это фото Эпштейн тут стоит? Почему? Я просто недавно зашел туда. Это человек мусульманин, алхамдулилlah. Он был на sunне пророка. Иса, ты из какого народа? Из какого народа? Нет, это не важно. Ну ты скажи, как не важно, я тебе вопрос задаю. Азербайджан. 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 Я тут один чеченец, это все пидорасы, если что, имею в виду.
Ой. Ай бух боиш вацу, ай тайп током дуиш вацу, Альберт. А хулиелю ему он это говорит. И вот тот, который ответил, он был мусульманин. Кто он был? Кто ответил? Этот, который ответил, вот, Да. я не знаю, можно в исламе материться вот так? Нет, конечно. А почему вы его фото поставили-то? Какой-то русский сапожник, значит, был. Вот это Ибрагим или кто? Не, параллельная вот дорога. Фото знаешь, почему поставили? Короче, хотят, вопрос открытым остается. Вот что Эпштейн сделал не так по шариату, противоречащего. А ты сам вообще кто по нации? Ты мусульман или кто? Нет, вы прикинь, вот да, я мусульман, чеченский мусульман, хорошо, да, я ему ответил. Подожди, вот это пожалуйста. Он это. Пожалуйста, да, если ты так отвечаешь, я могу 100% сказать, что ты не имеешь никаких отношений к чеченцам и мусульманам, и ты просто чеченговорящий, и все. Видишь, 4 тебя сразу таквир сделают. Да. Вот поэтому, да, я ему отвечу, пожалуйста, микрофон не выключайте. Вот я ему объясню. Вот это Кавказец. Да, Кавказ есть Кавказ. Чечня есть Чечня. Кроме Чечни никто на земле... Подожди, 4. Алиса, приветствую тебя. Да, вот смотри, стоп, как раз опус Бухая, Зинар, Вольфел, Гуат, Чунг Эл, Дискапонс. Ин, Альберт, варис, Чувел, Хачуэн, Швили, Ват, Чунг, короче. Хош Сахуне Адинаш Бушун, короче, Ша Нохчиву, Бусал Бу, Хош Сахуне Адинаш Бу Элла, Одун энтамел хаз вахш нохчи қомат, хотя ши отсюн нохчи қомат вообще был, да, то есть у него главное его вахабит. Ибрагим. Алиса, извинись, еще раз приветствую тебя, приходи свободу, Машло. Это чеченское приветствие, доисламское, языческое. Алиса, до прихода ислама чеченцев не было на свете, да? Как ты считаешь? Это такие вопросы я не знаю, честно, что ответить. Как ты не знаешь? Но азербайджанцы были до прихода ислама? Ну, конечно, чеченцы все были, все люди были. Ну тогда, как, если не мусульманин, почему он не может быть, не чеченцем не может быть? Кто это сказал? Потому что достойный чеченец не ведет себя так, не позволит ислам, достойный чеченец не будут оправдывать педофилию. Нет, подожди, давай я отвечаю. Достойный чеченец никогда не позорит свою нацию, свою религию и свои... Свою религию, это не наша религия, это арабская религия, это не наша. Это твое мнение. Это не мое мнение, это 100% факт. Такие, как ты... Я очень подожди, Айса, такие, сейчас. как я, не говори, почему на арабском языке моя религия? Объясни мне. Подожди, если у тебя религия не ислам, а кто твоя религия? У меня нету религии. Ну вот так скажи, что ты не верующий человек. Ну как я тебе сказал, что я не верю. 4, подожди, пожалуйста. Почему я позорю? Подожди. Ну ты позор свою нацию, свою нацию, почему свою религию. Ну покажи мне в чеченском словаре слово религия. Подожди, за такой, как ты, все думают, что все чеченцы такие. Ну это не так. Если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, и не говорите ему это другими словами. Этот хадис привел имам Ахмад, Абу Дауд, Ат-Тирмизи и другие со слов Убея ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. Его передал Ауф ибн Джамиля Аль-Араби от Аль-Хасана Аль-Басри, от Утайя, от Убея ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. И цепочка передатчиков этого хадиса достоверная. Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, смысл этих слов, то есть, тот, кто призывает к своему роду или к своей нации, или к своей группировке. Например, если он ингуш, то призывает ингушей.
Или если чеченец, то призывает чеченцев. Если он ингуш, то призывает ингушей. Или если чеченец, то призывает чеченцев. Каждый из них превозносится своим происхождением и гордится своим родом. Это и есть превозношение своим происхождением. Вот как раз и момент, да, баган цигар, пидер шец, хендер доллаш, мадер элер, плюс 32. Вхалата, да, пидер шец, ущите, дайран сюли, короче. Если это чеченец, если это ингуш, коренными зубами бош. Хер ду из аздехкан хылыр. Хер ду вай как раз, дуйцук, гуэн капуанан помнишь, я цадоуза, я интерес, я вот, и двух из там, непонятно. Так, короче, куза хер мадиц, вахад биш мабиц, короче, ушлик буэл, вай нохче буэл. А царь дует, что помнишь, я просто нохче помнит, я нахуй нохче помнит, что он беш, это почему-то не работает. Алиса, например, как бы, например, ты смотрел на то, чтобы, например, я бы пришел в Азербайджан и говорил, те, кто придерживается не чеченства, которого вам нужно придерживаться, я вам принес религию чеченства, это Нохчала, у нас есть кодексы, а вы, азербайджанцы, все, короче, схватитесь зубами за член своего отца. Как бы, что бы ты мне ответил? Еще раз объясни, пожалуйста, я что-то не понял последний. Ну смотри, я прихожу к тебе домой, в твой дом, Азербайджан, и говорю, что чеченцам Аллах прислал пророка, его зовут, Абдуллах, нам Аллах прислал пророка Абдуллаха. У вас такого нету, и я говорю вам, что вы, азербайджанцы, не следуете нашей чеченской, культуре, традициям Нохчала, кодекс Монгола, который нам Аллах прислал. Вы все должны схватиться зубами за член своих отцов, азербайджанцам всем. Что бы ты мне сказал? Я бы послал тебе сразу. Вот. Как раз таки я как раз этим занимаюсь. Ну тут религия же ни при чем, ислам же ни при чем. Как ни при чем? Подожди, ты же, наверное, родился мусульманином, правильно? Нет, я не родился мусульманином, я не мусульманин и никогда им не был. А ты в каком стране живешь? Я в Чечне живу. А на данный момент ты там живешь? Да, на данный момент я на проспекте Путина живу. Брат, что-то звучит воздух, 100% Как воздух? А почему? Почему воздух? Ты там не живешь 100%. А ты в Азербайджане живешь? Нет, я в Германии живу. А как, подожди, Аллах в 6 аятах и в Сахих хадисе пророк от тебя же отрекаются. Как ты живешь в Германии? Я живу тут, работаю, брат. Ну смотри, я тебе сейчас... Ты знаешь хиджрат, куда нужно сделать мусульманам? Я знаю, Аллах сказал, где вам хорошо. Не, этого Аллах. Почему ты плюешь на аяты Аллаха? Как ты можешь так утверждать? Нет, там не запрещено. Давай прочитай. Хорошо, мне не верь. Запиши 4 сура, 94 аят. Прочитай тафсир Абу Адайля ибн Касира. У тебя есть телефон свободный еще? Переселение, хиджу. Аллах говорит 6 аятов. Я сейчас тебе номера говорю, потом сам прочитаешь. 4,97, 4,144, 5,51, 5,57, 3,28, 4,63. И третий том, сборник Абу Дауда, Сахих хадис пророка, 2645. Во всех этих аятах и в этом Сахих хадисе Аллах и пророк отрекаются от мусульман, которые живут среди кафиров, среди многобожников. Ты являешься одним из них. Нет, подожди. Это же не запрещено жить, где тебе удобно. Где... Я это не запрещаю, это Аллах вам запретил. Нет. Как нет? Ты говоришь, что не мусульманин. Ты откуда знаешь это все? Неправильная информация. Я учил, я понял, я изучил религию. Ислам, понял, что я не смогу стать мусульманином. Почему?
Ну, прочитай эти аяты, которые я тебе говорю. Ты тоже не мусульманин. Не, скажи, почему? Ну, ты тоже не мусульманин по этим аятам. В чем заключается первопричина, по которой Аллах Субханаху ва Тааля предписал вам переселение? В чем состоит причина? Наш любимый пророк сказал, как приводится в достоверном хадисе в сборнике Абу Давуда в 3 томе, в хадисе под номером 2645, пророк сказал: «Я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди многобожников. Я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди идолопоклонников». Почти во всех западных странах всюду процветает безнравственность. Непристойности прямо бросаются в глаза. Будь это алкоголизм, наркотическая зависимость, проституция и еще немаловажный фактор – это риба или ростовщичество. Практически ни в одной из этих стран вам не избежать ростовщичества. Шансов на то, что мусульманин отдалится от своей религии, намного больше в западных странах, чем в других странах мира. И тем более больше в западной стране, нежели в мусульманской. В Соединенных Штатах, в США 25% мусульман, родившихся в мусульманской семье, теряют свою религию ежегодно. Вы только себе представьте, 25% мусульман, родившихся в мусульманской семье, ежегодно бросают свою религию. Я знаю многих проповедников, чьи дети стали наркоманами, чьи дети стали совершать прелюбодеяния, стали принимать алкоголь, и вам этого не остановить. Да, я знаю, что даже в мусульманских странах, как, например, в Пакистане, Бангладеш, люди тоже попадают под влияние этих изъянов, но в процентном соотношении их меньше. Поэтому обосновывать это тем, что в Пакистане нет шариата, как будто бы в Канаде действует шариат, это неправильно. Если сравнивать Пакистан с Канадой, Пакистан будет в 1000 раз лучше. Я знаю, что и в Пакистане есть изъяны, как и в Бангладеш, но они в 1000 раз лучше, чем не мусульманская страна, даже с учетом всех проблем. Да, не мусульманская страна лучше тем, что в ней можно заработать больше денег, жить в роскоши, ездить на Мерседесе. Сколько вы собираетесь жить в этом мире? Скажем, в среднем 70-75 лет вы можете умереть и в 10, и в 20, и в 90. В среднем 70 лет. Но что будет в ахирате? То, что в ахирате вы уже променяли на свою роскошь. Если же вы примете страдания в этом мире и пожертвуете мирской роскошью, то в ахирате вы получите джанна. Разве они не знают об этом аяте из Корана? Более того, он был ниспослан в контексте мусульман, проживающих на немусульманской земле. В суре Ан-Ниса под номером 4 в 97-м аяте Аллах говорит, что если вы живете среди многобожников, вы попадете в ад. Все просто и ясно. На сегодня лучшей мусульманской страной для проживания среди всех других является Малайзия. Тут есть и свои недостатки, но, альхамдулиллах, в целом это лучший из доступных вариантов. Ничего себе. Машвал. Большой. Так что, короче, здесь все кефиры. Эза, добро пожаловать в клуб кефиров. Астагфирулlah. Астопил. Я тоже так говорил, астопил. Клянусь, мне страшно. Знаете почему? Я не знаю, что вы будете... Подожди, я не знаю, как вы будете ответить в судный день, да? Даже вот тут выйти на эфир с вами разговаривать. Даже сейчас тут подниматься с вами, даже общаться страшно. Не, с нами общаться как раз таки тебе не должно быть остопил, уехал. Жаль, тебе не стыдно, ложивший худая салаха. Бедного бусурманина напугал уже. Ну, я ему тавсир хотел написать, как раз таки в судный день он будет Аллаху делать. Выключит, пойдет спать завтра на работу, как огурчик встанет. Да, в 6 утра. Я ему как раз тавсир хотел прочитать, как раз таки он будет день суда такие делать Аллаху. Говорит, Аллах, я притеснен. И Аллах ему скажет, алло, 29-е, неужели для тебя земля Аллаха не была обширной для переселения? Алло, балабол, 29-е. Вот видишь, они не хотят свою религию слушать, изучать, читать. Раз ушел отсюда, завтра утром на кефирскую работу пойдет, где 40% опущенном состоянии дан будет платить Германии.
Тут Ротшильд говорят то, что колодец Будда ты придумал. Да, я всех собак, кошек, и вот эти тряпки. Я так не знаю, эти горсти евреи все придумывают, короче. Сейчас я евреев сюда принесу. Tu bientôt que ça ne bonjour et l'est une والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم بيد الديوان يشعيط ما بيد الله. والتي هرقنا جوكتش سن دو möten nog TikTok zoals je roodje zoals spelen. لا شو تعم اركوس داكوس دايزاكوس Borreltje, dat je omhoog bij. شو دايزاكوس شو غورغوم عشان دايل بيمر دلاج او يتسو عد شو بصوب دلع شو كافش دلع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبعد مصرستو السلام لردكشو شون اي ديز ديزي يهو يشون شخولا شون ذكرت سيكون سلام مصر دلودر سام مسيخ Ну, шибаг где-то за 2-3 секунды я шибаг туас, його. За 5 секунд, масу салам. Шибаг такой лук, його хама биллен. Ассаламу алейкум. ورحمة نو مالقيق الشيء وعيا خلات خلاتي حلاقي وحياقي نازل ويني دريتي شو بوصو بناخدو هنا خير شو بوصو بناخدو يا واحد يجو ناس засекать شو صار засекать اسيد 3 2 1 пуск давай и чё ассаламу алейкум السلام عليكم ورحمة الله. Не, полный салам. Саламу алейкум ва рахматуллахи та'ала. Ну я же не успеваю, вот ты... Ассаламу алейкум та'ала ва баракату. Салат алейкум. Азан. Давай, Юга, спуск. Азан, да? Азан, да? Очень гладуа. Давай, с 10 секунд. Салам. 3, 2, 1, спуск. Давай. Вот. Молодцы. يا عظيم 3 2 1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى وبركاته صلاة وين دريت قلبي موتورنا ماشطة двигатель شبعك ما تاخذ تعالوا زي حواز السلام عليكم السلام عليكم عفوني تصلي давай делай целую что да ты не попробовал это до того куфр дал прикинь это рядовая морщина. А тут Саша, Саша, давай на счет 3. 3, 2, 1. وحيق باشو. полный таслим, полный таслим. За 10 секунд düzden salam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أصلون عين بريلوجي دعونا خرشوا تموج. полный таслим 5 секунд. Меня мучаешь, ты меня мучаешь тем, что я не чеченец или не коренной, не коренной. عندل ده غابرة جوتي ما هيزويه شو ما هيزويه ما هيزويه Что касается ответа на приветствие, если кафир тебе скажет ассаляму алейкум, то тут может быть только
Что касается ответа на приветствие, если кафир тебе скажет «Ассаляму алейкум», то тут может быть только две ситуации. Первая ситуация, когда он неправильно произносит слова приветствия салямом, как это делали иудеи. В таком случае скажи ему «Ва алейкум». Когда иудеи приветствовали салямом мусульман, они говорили «Ассаму алейкум», «Яд вам», как это пришло у Аль-Бухари и других со слова Айши, на что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил «Ва алейкум», и вам того же. Вторая ситуация, когда кафир не допускает нарочных ошибок в приветствии салямом, приветствует правильно. В этом случае ты можешь ответить ему салямом, так как это относится к ответу равноценным. Поэтому, если он тебе скажет «Ассаляму алейкум», скажи ему «Ва алейкум ассалям». Всевышний Аллах сказал: когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. Это относится к справедливости. Что? Andela doa tona sunt gruza يولاش مارشال دو الچانه دادو ارشخلچ عدو تاخسو ما يزوياسو Andela поймал Так, خيروز دون هجلا تا شي دي خي خيروز خلاص مارشال دو давай союзяшка давай кетчло 3, 2... Забудем, هوليلو دمو أنا نأخذ موقع قايشل أكبر إشتو Конечно, он сроз квещи пасунне, хаз короче, лихар дичо, цан вот القول قول الصواري كل تسترد المظالم. Нелегко иметь три жены. يهودو مو كله زي قانت أتهربو هاي خطأ بتشيز لاجر ساي تشكوى سو عربو هيو غاسو جير هيو مش ماليته شرق هيو خيطان غزن شي دانش نانوش زودري وحبوك غزن شرق هيو خيطان قيق الرستريل شيء كده جدا شاهد جدا أشي ما شاء الله, Allah рискил. Обвинять меня в том, что я когда не лез ни в какие, ни шариаты, ни в какие, все такое, саймахкан интеллектуал, керстаган, духлой нас, и все, я свободный мужик. И все. Он 33 роздает, но... Полностью. 33 роздает, Да, за $1. Думаешь, Мухаммад, ты 50 роздает. 270 роздает. Ой, да, за, я тоже щедрый мужик. Давай, тут вот, тельняшек теперь, это... он махака, и панча он шумахак, рознаш делирости. Хорошо, Ибрахим Ален, مؤلف حقيقي دعس حقيقي عالم دقيق وين وقتي شوح وباشني شوح تعجين ما حيتسأل تي أتونا يق تروج ضب ولا طاب قش ينان يق تروج يخوش ويقيق مش بنا وينحكي شو وإيش تروب заговаривает Эрзула Рюшин, короче, он отцу представит, ну, пасунне, почти 300 роздал, он пасунне. Да, садошу, но я не знаю, ими пользуются, что тут... Сун сай вежри безарн, а чего, сун сай вежри, я не маньяк или как его, не, это сам хакер, в этом интернете, حيا انك دعي انك دال ساعة اشو я اتنح, но я попробую, что потихоньку лезу, со старый, давай скажу, делай, ну это. Уилем, цадоет Уилем, или Азан да дизайн. روزش حضرت روزش لا اسف تعوز ابراهيم استعوز ابراهيم Маршал, приветствую. Хорошо. Ибраһим, استعوز عن اهالنا يشتع از دين ازانا
لومشكا اخت يس Роза, что хватает, Так, Азандычи, ты взял, вот как бы меня загрузил, вот, ты груз ты его Мария, Андела, пойма, у меня это все потерял. Ты сейчас не отговаривался, с тебя... Не, я одинокий. Смотри, стоп, смотри, с тебя или азан за 10, вернее, с тебя или салам за 10 секунд ты должен хотя бы 10 саламов дать. Надо отбить сону Магомеда. Подожди, под музыку надо. Освободи. وأشهد أن محمد رسول الله. Подожди, под музыку. Где пан Черчилль? Пан Черчилль, где гармошка? سامردي قرماش كل ملور دونش أحكي. ساسيكور. Под гармошку я никогда... Зока, махтуша, молодцы, ебалась, ночью швала алез, махтуш, гоншка, وشن دائما هو اسم تعليق ذاك دونا هل يقخلت وحيقخلت налево, направо и так далее. Подожди, смотри, вот за 10 секунд тебе... Не, он так нам всегда будет зубы заговаривать. За 10 секунд ты должен как минимум 5 полных саламов дать. Давай, начинаю отчет. Микрофон. Галатела, включи микрофон. Углубляйся куда хочешь, но... Стоп, готовься. Смотри, полный салам надо. Саламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Смотри, сейчас готовься. Так, готов? К чему? Стоп. Готов. Гуэн, вообще палки як два. Полный азан, полный таслим, салам алейкум, ва баракату. Андрей Ласати, ай микрофон. Бокол, ценегам аж свободно даю ракус приниматься о шумберзлой хуюца отсюда дальше. Когда вы Он так заговаривается, боже мой. Никакой не битвой, короче, чисто суфийский анекдот штука. Давай, готовься. 3, 2, 1, пуск. К чему? Я готовлюсь, я не помню. Мелла мать, Салам алейкум ва та'аля ва баракату. Азиз, полный таслим. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن صابرين وش بك مغلا يا دكتور سيبرام قلت ما ادري. Но надо по-другому. Президентский издание. Там шеи, короче, разные. Приготовься. А ну вот, 2, 3, 2, бог, суин, 3, 2, 1, пусть. Мне и химическую, и даже полный таслим, саламу алейкум та'аля ва баракату. Все бомбы на мою Чечню кидали. Плюс 32, все прошел и выжил. Сыцай. Соборный. Микрофон, авакай, блин. А вообще, ребят, модератор Лорсон. И братья чеченцы смеялись надо мной, что я подарил им розы.
У ливанцев это норма. Вот мой зять пришел ко мне, муж моей племянницы, и принес розы. Спасибо, дорогой. И ливанцы тоже так же познакомьтесь ближе с ливанцами. Наши мужчины спокойно обнимаются и вот так и целуются. Это норма. الله يعزك يا رب الحمد لله على السلامة يا أخوي. Здесь есть ливанцы? Здесь есть Дорт и Юрий. И около и плюс 32. Действительно, считаю. Осуждаю Бог. Дуи забиты. Фейкал, ТикТок. А есть другие значения. Плюс самые одинаковые. Например, наоборот. Можно просто 130, плюс 40, плюс 21, то есть 50. Там, если без фейк-алла, то есть, типа, все ложь, типа, все придумка туда-сюда. Но там вообще по-другому, типа, там, смотря как ТикТок посмотрит на твой эфир, там, трансляцию. В зависимости, к чему он тянется, то есть. والصلاة تعالى وبركاته. Miçvan, отлично, братцы. Мичвагаешь, борс. Салам, балки чуис. Алло, молили, скажется. Ну да ладно, сумда издеваться мадахараш. Вы же Издеваться. Я не пойму вас. Ты говоришь запрещенные слова, которые могут заблокировать нас. ТикТок принадлежит иудеям, нельзя такие слова употреблять. Или, у меня самый последний выпуск, таха 180 тысяч евро حيا تليفوني وقت شادك دومنين توتو يعني хакер, я никто, но вقت شادك ду. Я могу пробиваться в любые эти... Видишь, опять зубы заговаривают. Ага. 300 раз посуды Мухаммада, ты полный азат таслим. Не, я же когда вас слушаю, да, я до конца его слушаю, но когда меня выслушивают, у вас терпения нету. Я не пойму, вы или умнее меня, или же больше видели. Хазла, ты просто заговариваешь на вот этот длинный разговор, бессмысленную тему. Окей, хорошо. Но... Бойца, проверь, что ходи, 29, убираешь. Хорошо. Ты должен пройти сначала курс бойца. То есть за 10 секунд сколько ты полных саламов можешь дать? Ну, я уже бойцом все прошел. Я 2 войны прошел бойца. Осуждаем. Давай вообще полный запрет говорить. Ты говоришь запрещенные слова, заблокировать могут. Запрещенный. Открой. Лучшая настройка. Открой. Лучшая настройка. Ну, вот смотри, курс бойца, я не курсант. Ибраим, я не курсант. Но дело в том, что раз я уважаю ваши
и сердечные, углубленные чеченские, словесные и комана, закаял, швара, дуне держим была, ночи бать. Вот что я хочу собрать обратно. Шандейл души Путин вайтыш совместно нахуй. Все, Осуждаем, не приветствуем. Вообще, тем более, А вообще модератор Лорсон Ибраим. شاوك حزواخروا يخبوتين уже مسار штаб бегах кануицару уж мадить лавы Лишние слова. Путин едал звери вайрцер короче давай лапой юни как ладно кенти юари вежди махкой варакости короче, сада эру шена дальше дahora швинде напкити мацун дехари. Короче, масана Аллах рейс хуй. Полностью. Короче, куча Бог обезьян обл веш, швега Будда обл веш, швег шумасу, короче. Персонаж рейс хуй шун. Короче, S2, если что. Дальше на дальше. Маш, ой, перкти. А вообще, модератор Лорсона отвечает. Адител. Bir sana
Adit Ulmarshwell.